23 февраля говорить нельзя. Об этом войне говорить нельзя. Что там ни один не наказан. Случайно это Буданов, как-то этого, как этого, Шаманова не оказалось на месте в штабе. И это дело там Кто там, Анна раскрутились. Политковская Да, в этом участвовала, она тоже как бы это все да. осуществила. Там и генерал, еще один генерал оказался нормальный, там, с человеческой какой-то душой немножко. И этого Буданова случайно, так сказать, дали ему 6 лет. А эти 6 лет он провел на даче у Шаманова, числился где-то в тюрьме, а сидел на даче у Шаманова, своего командира. И ни один не наказан ни за убийство детей, ни за убийство глухонемых, там это был, как интернат был на минутке там. Вот что они там делали, там, кроме этих глухонемых детей, что они издевались над ними, кроме и тех, которые на посту, в блокпостах ловили, на минутке ловили молодых пацанов, девушек, что они там с ними делали, это страшно. Я даже не картинки там, а я читал, мне было страшно. По 5 они как. Так, там внизу там просятся, если хотите пообщаться, поднимайте, вы модеры. Я не модер. Стелла поднимет там. По 5 как там убивали. Как там в сторону, как ее, от Аги ехать, с левой стороны там было такое там воинское подразделение стояло. Как Да, там перед старыми метр Альфа, перед по-моему. Сталиным, да, там метр на метр этой клетки были сделаны, и там ты ноги не мог даже, выпрямить ноги не мог. В этих клетках держали людей, молодых пацанов, девушек. И закрывали они под себя, там ходили, там их мучили, там над ними испытывали химическое оружие. Эти вещи, когда читаешь, страшно про эти вещи читать страшно. Зато вот эта петушня ходит, там ноет Палестина, Палестина во все дырки. Просто эти дебилы вот не понимают одно, да? Вы помните, была такая тема мнямы? Мьянма такая есть, да? Рахинья, дерьмо. Да. Ой, там убивают людей туда-сюда. И Представь, никто у не нас... знает, где находится она. Да, смотри, у нас 300 тысяч жертв, 42 из них дети. Кстати, в количество этих детей и всех жертв входят также и люди других национальностей. Вот в частности, русской национальности людей погибло около 20 тысяч из этих 300 тысяч, да? Когда они беспорядочно долбили, короче, вот этим бомбометанием. И вот что у нас... Так, мысль, напомните мне, пока я об этом... вот о Рахине я говорил, да. И смотрите, вот при всех вот этих... Извиняюсь. При всех вот этих жертвах, при вот этой ситуации, которая происходила, когда это Рахиня, Хренхиня, короче, вот там появляется эта тема, появляются какие-то правозащитники, какие-то адвокаты из России, короче, там всякие, Мурад Мусаев, там 5-й, 10-й, которые начинают говорить. Впервые в 20 веке мы являемся свидетелями, современниками геноцида в Мьянме, в Рахине. То есть он этими действиями, вот представь, чеченец, у которого 300 тысяч замочили, когда он начинает говорить о незначительных жертвах. Третью часть населения, Да, когда он о незначительных жертвах огромных государств, других чужих, да, там незначительные, это даже если их по количеству столько же, сколько и нас погибло там, вытянуть это все из пальца, там, откуда угодно, то на их количество населения и что там происходит, то есть абсолютно какая-то несопоставимая тема, и когда чеченец ходит и говорит, видите, там геноцид происходит, тем самым он, как бы это помягче сказать, то есть он на свое на свою трагедию, он это все как бы полностью... Микрофон, что
этими действиями он затмевает, закрывает свои вот эти, свое горе, понимаете? Ты вот не... Понятно, да? Вот у тебя проблема. Вот ты сидишь на бутылке. Все начинают на тебя смотреть. Блин, смотрите, человека на бутылку посадили. И ты встаешь с этой бутылкой, она у тебя, я извиняюсь, там находится, и штаны даже ты не подтянул, и бегаешь, говоришь, смотрите, смотрите, вон там в Африке колодец надо вырыть, короче, там людям, короче, нету воды выпить. И все общество на тебя смотрит, ну это какой-то задний, короче, какой-то мазохист, мы-то тут его жалели, думали, что ему некомфортно на этой бутылке, а он, оказывается, даже не умудрился ее вытянуть оттуда, штаны свои хотя бы натянуть. То есть ваши действия вот такие, понятно, что это сейчас грубый какой-то, извращенный был пример, но это примерно так выглядит, когда у вас 300 тысяч замочили, ты ходишь про что-то непонятное, ноешь там, которой ты вообще не знаешь информацию про тему, ты тем самым всему обществу вокруг тебя находящемуся показываешь, что то, что у тебя происходит, это нормально, и ты вообще... Да не обращайте внимания на наши 42 тысячи детей, жертв 300 тысяч. Вон, смотрите, там в Палестине что-то, вон, смотрите, вон в этом самом колодце там где-то голодные, холодные люди ходят. Ой, смотрите, вон там карикатуры кто-то нарисовал на пророка. Падлы, короче. А тебе говорят, у тебя там вон 42 тысячи жертв, 300. Не, это забудь, а нам это нельзя говорить. Все, это вообще неинтересно нам. Вон туда все смотрите, туда, вон там что-то происходит. То есть вы не понимаете, что вы вашими действиями, понимаете, какими-то вот этими дебильными, даже когда вы за кого-то ходите, топите, вы тем самым показываете, что у вас все нормально. У тебя все нормально. Твоя бутылка, она тебе не мешает. Нет, пропавшие без вести там где-то порядка 20-25 тысяч было тоже. И осужденных, ни за что осужденных молодых пацанов по 20 лет давали. Вот этот судья федеральный, как это фамилия судьи была? Яндербаев или Яндербаев там. Вот их забрали туда, семью всю забрали сейчас. В Европе они там политическое убежище получили. Федеральный судья, который этих пацанов, зная, что они ничего не делали, что у них выбивали Янгулбаевы, все током выбивали у них, током там избиениями выбивали у них показания какие-то, заставляли подписывать левые бумаги, и им по 20 лет давали. Сейчас начали только выходить, они начали с тюрем. Вот и 2-3 дня назад там вообще пропавший без вести был. Появился, не давали ему, не знали родители, где он находится. 20 лет в тюрьме сидел. Ни за что забрали. Многие так и потерялись в этих тюрьмах. Да, там как и Милориш в тюрьмах описывает сейчас, один есть там, рассказывает, как в тюрьмах там, перед тем, как его должны отпустить, они берут его тут, убивают там. Калечат, убивают, в ШИЗО засунули, туберкулез поймал, там и умер. Кстати, насчет тубика, если кто не в курсе, у меня здесь был один чувак, который, правда, говнистым оказался. И, как бы его из Чеченской Республики удалось вытащить его оттуда, да, там. Еще один там знакомый помог с документами, короче. Он там говорить не мог, там находился вот в этом туберкулезном, короче, помещении, да, там. И что интересно... Пророк Мухаммада, поднимите, пожалуйста. Поднимите. И этот, короче, чувак, он рассказывает, что их там умышленно, да, вот он где-то находится в тюрьме. Заражает, заряжает. До выхода оттуда, и уже когда полгода вот такой срок остается, к ним заводят в камеру
туберкулезного, и с ними он там какое-то время находится, да, несколько дней, там, пока он эту бациллу не перекинет, короче, другим, этому, который выходит. И потом он уже полгода там в тюрьме, скажем так, загибается, тоже ему это передается, да, и к выходу он уже такой, скажем так, смертельно больной для российской мерки, а в Европе это лечится стопудово, в Израиле тоже. В цивилизованных странах это лечат. Но дело в том, что его еще, когда он выходит, вот эта туб-больница, там все тубиковские находятся в одном большом помещении, в палатах в целых, понимаешь? Вот тут в европейских странах каждого держат по отдельности, потому что эта тубиковская вот эта бацилла, она разнится одна от другой, и когда они перекидываются там, вместе находятся, она мутирует, короче, и еще вообще не поддается потом лечению. И вот так вот в нашей республике этих людей держали, его самого держали. Ему вот повезло, да, его оттуда вытащить, хотя, повторяюсь, говнюком оказался, но все-таки как бы там из-за семьи его, да, там потом детей понарожал. Ну, сам такой говнюк оказался, да, там тоже на этой исламистской теме и так далее. И вот эта вот ситуация, да, то, что там с ним, которые находились, почти все они погибли, да, там от этого тубика. И только кому он еще там звонил, он, другие, и говорили, и объяснили, что в Европе лечится это там несколько человек там, вот с ним, которые находились в в этом помещении, все они поумирали один за одним. И кто успел выехать смог, вот они, короче, да елки-палки, они выжили. Вот эти люди, там, лечась в Европе. Ну, тут факт, самое важное, что там вот этот тубик, именно тубиковских заключенных, их специально заводят и какое-то время держат со здоровым, которому уже, короче, где-то полгода остается до выхода. Вот такая вот система русского мира. Но про это ничего никто не говорите, молчите. Нужно, чтобы палестинцы делали джихады, вот они, за это надо всем говорить. Гордость народа, своя гордость, внутренняя гордость, куда она пропала? Не, ну Леон, ну, полное, тотальное, просто тотальное давление, прям всестороннее тотальное давление, там, не продохнуть вообще не вариант. Это как, я не знаю, Северной Корее, вот выскочили там, и даже выскочившие рты не могут открыть нормально. Ну просто со стороны вы все равно вы до конца не понимаете, насколько вот задавлен народ просто. Это надо внутри пожить, надо почувствовать, пожить в этой шкуре много лет. Это, так не объяснить это. Нет, представь, там вот это наводнение прошло и затопило дом, старая бабушка сидит, короче. Ее полностью затопило, она сидит короче, там, вот, короче, В комнате прибралась, чуть там грязь вытащила, да, там помыла, там, а так затоплено. К ней Там, подходят, говорят, да, бедная, типа, что ты, как бы ты прокомментировала это, чтобы тебе Бог там помог, там туда-сюда, и эти всякие дуа делает. И так говорит, да, мне ничего, это как-то можно пережить, это можно почистить кое-что там, восстановить. Проблема в Палестине, вот там бедные люди погибают, короче, а это-то что, вот там реально, короче, эти люди, они очень в плачевной ситуации находятся.
И вы понимаете, что происходит? То есть то, что у нас там происходит, вот это вот наводнение, которое никто потом не отвечает, не компенсирует, ни государство, никто. И вот эта ситуация, да, вот то, что сейчас Зеро озвучил, там реально, короче, не дают никому и выдохнуть, и вздохнуть. Вот этими действиями, если тебе нет возможности вздохнуть, выдохнуть, когда ты говоришь о каких-то мнямах, о каких-то колодцах, о какой-то Палестине, ты себе вредишь, понимаешь? Почему? Потому что ты показываешь своими действиями, что у тебя все нормально. А проблема вот в Африке, потому что там нет колодцев. Проблема в Палестине, потому что там, видите ли, там убивают людей. Понимаешь? И вот это, и она это говорит, потому что у нее в голове ОРТ, головного мозга. Потому что ей вот это вот дерьмо днем и ночью вбивают туда, да, хотя она там не исламистка какая-то. Но у нее уже ОРТ, диагноз ОРТ. Общественное российское телевидение, если кто не знает. Просто если что-то проблема, что дистхел лишается, что эл лишается, если вы не можете сказать, что вас убивают, что вас насилуют, на бутылки сажают, так не говорите вообще хотя бы ни о чем. Хотя бы о другом ничем не говорите, и тогда еще можно понять, что вам там нельзя ничего говорить про плохое, про такое. И вы поэтому сидите там и молчите. Хотя бы если вам нельзя о вашей проблеме говорить, то тогда не лезьте ни в Рахиню, ни в Мьянму, ни в Зимбабве, никуда не лезьте, хотя бы сидите на своем вот этом месте. Да, ты точно сформулировал. Это вот так это вред наносит. Сказать, и кто-то это замечает из наших модеров, спикеров, то, если что, напоминайте или озвучивайте. Что-то интересное, полезное, если есть. Ассаляму алейкум. Почему вы там молчите так? Совсем тихо стало. Ну, говорили целый день. А, это я уже прошел под конец, да? Не, ну пока еще будет. Вчера там, вы смотрели у Бхармата, короче, что там, вот последний урок. Мы как раз у Ибрагима были, короче, соскочили к Бхармату на этот. У него там урок был. Вот посмотрите там этот урок, на Ютубе он тоже записывает, полная версия там есть, короче. Ну, там я хочу, чтобы все сконцентрировались на вот это вот сира, короче, да, то, что в исламе там, вот этот вот Ибн Ицхак. Вот его все, что он там описывает, полностью принадлежность этой веры к сатане, короче, к сатанизму, короче. Все там недостающие версии, то, что есть у этого у Сальмана Ружди.
Я очень сильно настаивал всех, кто занимается исламом, начинать заходить в эту территорию, короче, потому что преисламское и именно зарождение ислама, вот оно, вот когда зародился сам ислам на основе того времени, которое описывает, вот там есть очень-очень серьезные связи с этими народами, амаликитянами, и зомбированием, что техника зомбирования, вот как они использовали эти древние кланы, ассасины, что они творили. Это очень важно сейчас, это все, чтобы мусульмане это все знали, вот в чего они попали, что это за религия вообще, что это за вера, что это за культ. Это не религия, это культ, поклонение. И что они всего лишь там пушечное мясо, вот эти, которые, именно вот эти, которые не знающие ислам мусульмане, они представляют опасность. Они представляют те, кто потому что изучили, что это, они проникли до этого уровня, который... Я писал диссертации в Гарвардском университете, у меня есть труды, у меня есть названия моих проектов, которые я делал. И есть Ельский институт, и древние рукописи ислама. И сейчас вот эти вещи, они не хотели, ни антихадис, ни бхармат, они никто не хотели это заходить, изучать до этого. Когда мы говорили, поднимали эти темы, и этот культ, что это именно сатанистический древний культ, религия амаликитян, которая восстала против самого замысла Господа, и чтобы уничтожить народ Господа. И все, кто представляет Господа Израиля, это враги ихние. Религия доминирования, распространения. Понятие джихада, оно не существовало только сейчас. Понимаешь, вот это вот фотографии вот этих 42 тысяч вот этих вот детей. Кто вот этих вот детей на самом деле приносил в жертву, у кого в культе поклонения вот это все, вот это Баал, Хубалу. Кто их не Аллах такой вообще? Где тут говорили, Аллах, не надо там ругать. Я говорю, что я Аллаха так и так. Мне говорят, Аллаха нельзя ругать, это Бог. Аллах это не Бог. Они не верят в того Бога, в который мы верим, а у них не тот Бог. Они называют единым Богом, а у них ихний Бог это не единый Бог. Они идолопоклонники. Вся их культ, на чем ислам было создано, это было на идолопоклонстве. Это Мухаммед соединил просто всех идолопоклонников в одном этом, всех разных идолов под одним этим Аллахом. Это единое имя он принял, потому что именно изучая книги Ибн Исхак, и Аль-Хишами, который переводил его, там вот эти вот, хоть он и многие части аятов, сатанинских аятов убрал оттуда специально, чтобы это ислам более не менее как бы можно было терпимо читать, но все равно там много сохранилось. По-братски скинь один оригинальный Коран, вы евреи там в этом... Я скину тебе все, что ты в попросил. В Гарварде вы там Кораны подтасовали. Зачем вот сейчас вот в Ельском университете? Еврейские Кораны печатали. Ельский университет в Лондоне. Ельский университет. Оригинально в личку пришли. Да. Ельский университет в Лондоне имеет в наличии рукописи на пергаменте, которые были написаны, древние, предшествующие исламу, и рукописи Ибн Исхака, и Ибн Аль-Хашимира, вот это все вот эти, которые там, все это переводы. Понимаешь, вот эти Ибн Хашама, вот это все это, вот эти вот достоверные рукописи, рукописи вот так вот отписанные от руки на пергаменте, древние, очень-очень древние, предшествующие. На чем вообще доказывается, что это сатанинская вера. Это никто на этом акцент не делает. Вы не понимаете, с чем вы имеете дело. Вы никогда от этого не избавитесь, если вы не будете делать на этом акцент. Вы не понимаете, с чем вы имеете дело. Это самая настоящая сатанинская вера. Это культ зла. Вы не понимаете? Это культ, the cult of evil. Культ Луны. Культ чего? Я не услышал. Культ Луны. Культ смерти.
Ну, Луна, это, понимаешь, это всего лишь символика. Вы опять обращаете внимание на символику. Культ смерти, да. Но это самый настоящий Восточный орден. Его называют Восточный орден, который распространился, поглотил более мелкие ордена, которые там были, их было много. У них между собой была огромная война, пока они там доминировали в этом регионе. И все это происходило в то самое время, когда уже христианство там было, и там даже находились и племена такие как вот эти самарийцы. Вот самаритяне, они имеют похожую культуру на иудаизм. Там находились вот эти вот племена, которые как у караимов, как вот эти вот тоже, они, которые там типа похожи на иудаизм. Такие есть племена, которые как бы у них вера похожа на сегодняшний вот иудаизм, который вот является иудаизмом, да, вот то, что, понимаешь, там такие племена, и все это вот в Ибн Ицхаке, кто изучает вот этот труд, это очень много. Сейчас есть перевод очень хороший на русском, раньше его на русском вообще не было. Понимаете? Это очень важно, что этот труд появился на русском языке для русскоязычных, и его, между прочим, еще перевели давным-давно во время советское время. Потому что в советское время ислам не признавали как религию вообще. Считали, что это всего лишь... вообще Советский Союз не признавал ислам как религию. Для того, чтобы их должны были как бы приравнять к таким религиям, как монотеистическим, как иудаизм, допустим, как, при Аврааму, там это авраамические религии, такие как христианство, понимаешь, там они должны были проводить на уровне даже Советского Союза, даже вот этого всего, там специалисты Востока, изучения ислама. Были такие люди, которые занимались, специалисты арабского языка, которые переводили Кораны, там разные версии Коранов и все. Вы посмотрите. Вы посмотрите, внимательно изучите, вот почему вы родились в этом, в исламе, как это все произошло, как ваши народы поработили, что значит просто у них доминирование и порабощение и расширение. Посмотрите, чем предисловию ислама, кто такой был пророк. Посмотрите внимательно все это. Ибн Исхак, начинайте изучать ислам из его корня. Кто не изучает ислам в его корне, он никогда в жизни не узнает предысторию ислама и на чем это основано, и для чего это, самое главное, эта религия была создана. Что это за культ? Кому они поклоняются? Я предвещаю то, что этот культ, во-первых, у нас он описывается в Торе очень хорошо, и мы знаем, что и какое лекарство есть от этого. Мы знаем, как их всех, вот этих вот, которые тут вот сидят, вот с пеной у рта, вот эти бегают там, которые убивают вот этих газовских детей, они сами их в жертву приносят. Зачем они их ставят впереди? Всем надо теперь Тору принять, да? Зачем они впереди ставят этих детей специально, впереди себя? Понимаешь? Почему они это ставят впереди себя? Это жертва, они жертвуют всем. Ты очень плохой доводчик. Да, они в жертву приносят всем. В жертву. Они все, кого хочешь, в жертву принесут, ты понимаешь? Это люди, которые... Это не люди, мы их называем змеиное отродье. Кто этим вирусом, исламом заразился, это уже пораженный человек. У него пока он в спячем состоянии, он будет идти, понимаешь, крови, пока он атакует мозг и начнет размножаться и полностью захватит весь мозг, и этот человек уже будет не способен вернуться. Понимаешь, есть такие, которые сейчас можно вывести их из ислама просто одной пощечиной. Понимаешь? Отрезвляющей, хорошей пощечиной можно вытащить их из ислама. Они думают, что мы евреи, мы какие-то... Это интересный метод. Да, они думают, что мы евреи, мы какие-то такие немощные такие людишки, которые можно прийти на нас напасть, там, всей кучей, там, даже если их там 1,5 миллиарда, они могут с нами вопрос решить. Они никогда не решат с нами вопрос их не мы решим. Мы решим их не вопрос и поставим их как надо. Мы просто их истребим. Все, кто будет упираться, не захочет избавляться от ислама, я заявляю здесь это открыто. Ислам, процедура истребления ислама, она уже началась, и она скоро закончится. Мы истребим ислам
со всей этой земли. Ислама не будет существовать. Прекращайте призывы. Это я Дурак, сейчас да, заявляю. Я дурак. эти призывы не прекращу Ну, никогда. это не надо. Пока я не уничтожу ислам, это не тема. я за уничтожение. Подожди, Бабр, один момент. Тойзан, ты здесь слушаешь-то? Видишь, вот них Салам надо тормозить маршалду. здесь. Салам Свободе, маршалду. вассалату шалам, свободела. Тойзан, вы все здесь пропустили. Я же говорю, у вас устаревшая информация. Вот если ты слушаешь, вот и Бабеля нужно иногда останавливать, там, тормозить, и других там. Вот такая здесь тема, понимаете? Вы там что-то, я не знаю, в себе в голове возомнили, короче, там, евреи, ислам защищают туда-сюда. Я не пойму, откуда это вообще взялось. Ислам евреи защищают. Здесь тупицы. Есть такие тупицы здесь, которые думают, что с ними можно играться. Когда они их схавают, когда их потом кусают за жопу, они тогда понимают. Салам маршалду. Можно к вам гости, можно гости, гостю можно слово. Ну, Евреи могут, вот у меня интернет моросит, блин, вообще что-то слабо ходит, блин. Есть какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь для интернета как-то-нибудь? Евреи имеют это влияние на интернет? две. Чуть-чуть мегабайт отпустите там из Израиля в секунду. А то что-то у нас интернет начал моросить по всей Европе. Что такое? Скорость. Ладно, шутка. Евреи на Шутки скорость шутками. интернета. Евреи на скорость интернета не влияют. Они влияют только на качество. Шутки шутками, но у меня вот вопрос к каждому, например. Что бы было лучше, если бы на Кавказе был иудаизм или ислам? Если выбирать. Понимаешь? Мы даже не говорим вот за сегодняшнюю форму иудаизма. Когда придет Мессия... Не, давайте я отвечу сейчас. Подождите. Иудаизм, он нормальный вопрос. Иудаизм – это национальная религия евреев. То есть для чеченцев было бы хорошо придерживаться своей национальной какой-то религии, своей идеологии, своей национальной идеи. То есть если в контексте взять как суть, что иудаизм – это национальная религия, то да, для чеченцев было бы хорошо иметь свою национальную религию. Вот ответ. Подкорректировать хотел вопрос. Я имею в виду, если будулаки не хотят, например, из аврамических религий уходить, что лучше, то или иное, вот добавлю. Нохчела отмалы лучше. Вы сейчас Свою. увидите, сколько поднимутся сейчас сюда, услышав, что чеченцы начнут сейчас массово принимать иудаизм. Сейчас сюда побегут, со всего мира побегут. Мы не можем... Иудейская шагаду, как произносит Бабы? Красавчик. Вот за что я Ибрагима люблю, со мной на одной волне, короче. Он всегда со мной. Мы не можем взять чужую национальную и религию и плагиатить ее. Мы не имеем права. Мы не можем это делать. Это их религия, мы не будем ее трогать и обсуждать. Это их личное дело. Как они верят, во что верят, это личная национальная религия. Мы не можем вмешиваться в внутренние дела национальности евреев. Также никто не имеет права вмешиваться в внутренние дела национальности чеченцев. Дело в том, что иудаизм, принимая иудаизм, оставаться чеченцем, ты будешь оставаться чеченцем, потому что все ваши адаты чеченские, это созданы из нашей галахической, это одни и те же. То есть нету никакого вот... У арабов то, что они вам лицемерили, говорили, что это похоже с исламом. Это ислам брал из авраамической веры. У вас это только похоже с арабскими, вот это они говорили, это похоже. А настоящие адаты чеченцев, они не имеют никакой разницы с адатами евреев. То есть это не может быть никакой...
Никакой разницы между адатами Бабель, чеченцев и евреев. Бабель, поправь меня, если я ошибаюсь. Насколько я знаю, генетически все евреи, например, разные вот эти там, они как бы разные. И получается, если какой-то народ полностью, например, придет, они же будут вот тоже как-то называться, У нас например, название запрещено народа. миссионерство. Послушай, у нас запрещено миссионерство. Они Нет, должны к просто я этому у тебя прийти. вопрос спрашиваю. Они должны Вопрос к этому спрашиваю. прийти сами. Они, если как пришли их предки, у них были предки иудеи. У них были предки, мы их называли сперва Нохриим, Нохчи, да, вот это Нохри. Это которые потомки Ноха, который от Ноя тоже придерживался этих же традиций. Оттуда мы и произошли. Мы тоже потомки Ноя иудеи. Мы сохранили вот традиции Ноя и его книги, его язык. А они просто, у них язык уже пришел уже смешанный, понимаешь? Они перемешали уже, на него наложились вот эти эффекты извне. Понимаешь? Настоящий язык Ноя, книга, Ной за собой книгу оставил. Книги, которые написаны Ноем. Сефер Рафаэль. Книга Ноя, это называется книга Рафаэля, ангела Рафаэля. Она написана на чистом иврите. Понимаешь? И все законы Ноя, чтобы вы знали, откуда идут законы Ноя и все эти вещи, которые мы говорим, народы Нахреим, народы, которые от Ноя, которые мы в Торе называем их так. Это пошло название Нохри. Нохри это пошло именно из Торы, потому что мы их называем Амим Нохриим. Народы Нохчи, то есть, да, вот эти все, которые от Ноя происходят. Мы все, которые приобщаемся к народам Ноя, у нас есть один кодекс. Вот это Нохрило. То, что вот это называется Нохчило, да, вот этот вот, мы его говорим. Это наш общий кодекс. Этот кодекс никто из нас не... Это как у пуштунов, пуштун-вали, у них такой же точно кодекс. У пуштун-вали самые вот эти вот законы, которые как у нас, у чеченцев, как у настоящих евреев. Не вот эти вот евреи, которые себя вот сегодня считают, что они евреи из своих же собственных законов, которые ассимилировались во всем мире и начали перенимать вот этот все мусор, где они там были в вот этих своих средах обитания, и привезли это с собой в Израиль. А настоящие законы иудаизма, они, которые написываются в Торе именно, и те, которые религиозные евреи, они по большей мере соблюдают их правильно. И у нас с этим проблемы с чеченцами нету. Потому что чеченцы, они наш народ. Они являются теми, кто исповедует точно такой же. Я знаете, что заметил? Вот я смотрел видосы разные, да, вот что я заметил. Вот еврейские полицейские и немецкие полицейские, да, и чеченцы, да, очень похожи внешностью чем-то. Подожди, а у вас вот эти зикаристы есть, как хадживир зюкар делают, только у вас с этими, со шляпами, с вот этими. Это тоже, короче, у вас тоже хадживирдовцы? Не, они, он В сейчас на Украине фронте. есть у них течение есть, в Украине. Оттуда они. Связанные с этим, ну, как пророк у них. Это там шапка что-то такое. называется такая, как андатровая такая, большая. Вот у него же этого, Аллах-яга, у него же на этом, на фотографии этот ихний, этот, который, как он одет, вот посмотри, вот этот вот, в разрез. В Умане у них похоронены, и туда они съезжаются каждый год, по-моему, да, так, в Умане, в Да. Украине. В Украине это в Умане, который, ты знаешь, что похоронен? Это Рабин Ахман. Не, смотри, у вас есть по кругу вот так вот бегают и... ну, Ишмук поклонники этого Хубовши, Гуац, Менахим, Кто- там, в Умане, Кто кто по кругу поклоняется ему. Ну, Кто по они кругу же, бегает? ты видел эти в шапках так, они тоже сюда приезжают, когда в Умань По приезжают. кругу, они по кругу не вокруг чего-то бегают, они просто вот так руки соединяют, это танец. Да, такой, когда все- не кругом, вот да. так кругом, не вокруг чего-то, а просто на месте вот так кругом бегают, я видел. Да, это тоже Наши. это древний вот этот вот, который есть, братство называется, танец братства, мы его называем. Рикуда Ахим, мы его так называем в Торе, это объединение, Лашем Ихуд Кудши Бриху, мы произносим перед этим Лашем Ихуд во имя воссоединения и объединения между собой, во имя Господа Единого. Мы становимся вот так, руки объединяем и все танцуем. Это у вас называется зикарат, это зикр у вас, то когда делают вот это вот. Это осталось, это назвали это зикром, но на самом деле это не суфисты.
принесли это к вам. Это не идет от каких-то суфиев. К вам пришел суфизм, да, потому что похож был. Бабель. А танец этот на самом деле, это было не от суфистов идет. До суфистов этот танец еще в авраамические времена, во времена еще Авраама, Ицхака и Якова, это делали, это обряд объединения между братьями одной общины, общности. Бабель, вопрос. А почему у вас мессианство запрещено? Есть какие-то разумные объяснения тому? У нас запрещено, что значит мессианство? Ты неправильно говоришь мессианство. Миссионерство. 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 Миссионерство, это значит, это большая разница между мессианством и миссионерством, потому что каждый еврей верит в Мессию, который должен прийти. А человек, который не верит в Мессию, говорит, к мессианству не отношусь никакого отношения, это уже отрицает полностью весь иудаизм. И полностью он уже не входит. Он является уже выходит из иудаизма. Понимаешь, есть 13 постулатов, на которые опирается каждый еврей, иудей. Дело в том, что в русском языке понятие «еврей», оно идет от слова английского похожего «hebrew», то есть ивритоязычный. Есть разница между ивритоязычной, ивры. То, что говорили ибри, похоже знаете, Эвер, да, сын Сима. Это Авраама это? Сын Сима, у Сима был Шем, то, что на арабском говорят Шам, на иврите говорят Шем. Шем, это сын Ноя. У него был сын Эвер. Эвер его звали. Они вместе, Сим и Эвер, они жили, Эвер жил с отцом. До конца дней его отца, Сима, Эвер единственный сын, который остался с отцом, и жили они в районе этого Шам, где находится сейчас, где Дамаск. И там недалеко был город, недалеко от этого Дамаска был город, Харуб там назывался. В этом городе у них была религиозная такая, как ешива. Они там преподавали труды Ноя, этот Сефер Рафаэль, эту книгу, эту ангела Рафаэля, который Ной написал. И книгу от Адама Разиэль, книгу Лемеха они преподавали там, Лемех, который был. И полностью отчитывали всю родословную Ноя. Они видели, куда шли все сыновья. Они знали, где располагались, в каких регионах, куда они ушли, какие наделы взяли. И потом они занимались связью между этими племенами. То есть Шем и Эвер. И Авраам уже к ним пришел туда, когда они уже там были. А Авраама спрятал его отец, чтобы его не убил Nimrod, когда он маленький был. Он спрятал его в пещере самого Ноя. Ной еще был жив на то время. Когда Авраам родился на белый свет, его хотел убить Nimrod. И его спрятал отец его Терах. Спрятал его в пещере у Ноя. У вас Ной, Авраам, они тоже по 1000 лет жили. Ной жил по 1000 лет, но Авраам он жил 175 лет. 175 лет. И сколько лет было, мы знаем точно, Ною после потопа, до потопа. Ною было 376 лет после потопа. После того, как потоп, он прожил еще. Понимаешь? Мы точно знаем, в каких местах он жил. Мы говорим на языке Ноя, который говорил Ной. Мы книги его полностью, все его держим у себя. У нас все эти писания остались. Мы народ Ноя. Настоящий народ Ноя, которые говорят на его языке, на котором он говорил. И говорим, и все то, что у него есть, его законы, его адаты, все его употребляем, его учение. Понимаешь? О чем я тебе говорю? У нас тоже такой интересный язык. Да, на словах много есть чего там, понимаешь? Там мы там народ Ноя, мы народ Ноя. Много сочинений всяких. А язык где? Язык, язык.
Он Язык тоже, где Ноя? смотри, там у нас очень много пересекается с вот этими, скажем так, Поэтому то, что у вас сегодняшний легендами, язык с вот есть, этим, язык, с вот послушай, этим сегодняшний язык есть. Тюрна. Подожди. Это не Я язык тебе Ноя. хочу... Это не язык Ноя сегодняшний Подожди. чеченский. Подожди, я тебе просто хочу вот какие примеры. Это вот интересно тоже, интересный факт. Вот как бы это ваша легенда, да, а у нас она каким-то образом в языке тоже находится. Вот, например, об Адаме, да, Адам, у нас человек вообще это Адам. Если мы берем вот эту библейскую, Слово да, человек легенду. есть, Адам, и есть еще есть имя пророка Адама, который Нет, родился как бы первородный человек. Да, первородный человек и вообще человечество – это Адам на нашем языке. Да. Потом вот, если мы берем библейскую легенду, я не знаю, торовская, она, как насчет вот У этого нас тоже, кстати. запретный плод, да, когда там приблизились к запретному плоду, например, запретный плод, да, там древо, к которому запрещено приближаться. Ну, сказание о райском, то, что в рае. Да, на нашем языке дит это дерево и дит это оставь, не приближайся. Еще есть доз, там такое молодое дерево. Ты знаешь вообще, как этот плод... Тоже два значения. А ты знаешь, как этот плод назывался? А ты знаешь, как этот плод назывался? Плод, который на дереве. Нет, ну смотри, у нас что... Вот ты сказал дит. Ты сказал дит, правильно? Дит. Да. А ты знаешь, как в Торе описывается, как этот плод описывается? Как? Он называется даат. Даат. Знание. Вот это слово, это означает дит, это означает познание. Что не ешь из древа, ешь с любого древа, только не с древа познания. Понимаешь? Вот это дат. Ну смотри, тоже это... дерево само называется, дерево называется эц адат. Адат. Эц адат. Поэтому у вас есть, видишь, видоизмененный, потому что вы отошли от самой сути, вас вот эти набеги, там вот эти все, которые происходили. Это понятно, я сейчас не собираюсь. Так возвращайтесь в свою родную... Возвращайся, Ибрагим, возвращайся в свою родную веру. Дальше, подожди, смотри, дальше яблоко, да, вот яблоко, там вот это тот же Apple, да, там, который, я не знаю, библейское это, по-моему, да, яблоко насчет. Яблоко на нашем языке это аж. Ну, то есть у нас язык происходит в основном от звуков, как ты вот кушаешь яблоко, откусил, и вот этот звук, когда ты его там кусаешь, ты вот так его называешь, да, там аж. И, короче, этот аж, яблоко, оно как бы по легенде, они схавали его, да, там. Это ты мне историю компании Apple описываешь? Я, конечно, да, это там прикольно, можно это самое перевести. Просто, красавчик. Да, просто вот у нас тоже интересно, что пересекается с вот этим. Вот это на английском вот называется, да, когда, Applebee's. Applebee's, ты знаешь такое? Bees? Смотри, когда этот аж поели, да, они скушали этот аж, это яблоко, и они потом стали смертными, то есть ожил. Да. От этого аж на нашем языке смерть это ожил. То есть как бы от вот этого плода, после этого плода ожил. То есть от него это происходит. И это факт вот в нашем языке. Как бы мы, что бы мы ни крутили, ни как бы ни говорили, то вот такие какие-то моменты, да, они все-таки присутствуют. И, скажем так, я сейчас не собираюсь это куда-то притянуть, на кого-то затянуть, короче, и так далее, но от этого никуда не деться, как бы мы... А как вот это вот, скажи мне, вот я вот тоже вот в Чечне родился, я тоже вот жил там, я тоже слышал, я со старцами общался, с людьми, которым было за 90, за 100 лет на тот момент, когда они со мной говорили. Они мне рассказывали все... что вот наши предки, вот они происходят от иудеев, у некоторых вот они мне вот так показывали, вот, а у них ихний тейп.
происходит там от этих, вот они от нагайцев, эти происходят от этих там, он говорит, вот они как бы пришли. А вот настоящие чеченцы, это все вот это город мертвых, вот это все, которые там, звезды Давида, все эти черепа, там вот эти специальные склепы, которые были, эти башни, они все себя ассоциировали с иудаизмом, то, что они пришли из иудейского. Никто этого тогда не стеснялся, когда я это спрашивал. Это уже с приходом вот этого радикального ислама и тех мусульман, когда пришли туда, вот это вот набеги были, когда жестокий ислам туда пришел, вот это все, это иудейские могилы, все там ломали, все уничтожали полностью, надписи, иудейские могилы делали из них у себя дома, это лестницы ставили, короче. Из иудейских могил, из этих плит, из этих камень больших. Стоп. Да. Ты сейчас вообще куда-то Остапа понесло. Никто с иудейскими могилами там не надру. Это вообще бред. Как? Там... Как нету? Не. Как нету? Я тебе могу это показать. Я тебе это могу показать. Суили вообще это делали, у них вот эти, которые пришли, исламистские эти, Суили, они вообще это делали, как Нет, там, издевались. Там возможно, но у нас таким делом вообще не занимались. То есть каким-то этим могилам туда вообще даже к трупам. А откуда вот я такое знаю о вот. своем происхождении? Как ты думаешь, Ибрагим? Откуда я могу вот всех своих предков перечислить по родам? Это почему я знаю 100%, что мы были в чеченском тейпе, и эта часть нашего тейпа, она была часть чеченского народа. Почему вот эти вещи вот отрицают, если люди смеются над этим, когда я говорю, что у нас у чеченцев есть иудейское прошлое? Почему над этим все издеваются? Даже те, которые уже из ислама вышли, они тоже похихикивают, сидят, прикалываются над этим. Прикалываются над чем? Над своим прошлым? Боятся, стесняются, что ли, того? Зеро, один момент. Там кто-то просится подняться, а я их не вижу, потому что у них аккаунты, видимо, приватные, чеченский груз. Ну все, одного поднял. Да. Не надо стесняться, братья, не надо стесняться своего прошлого. Своего иудейского прошлого. Это самое лучшее у вас, то, что есть прошлое из всех ваших корней. Это ваши адаты, ваше национальное, все, что вы сохраняете. Братья, поднимайтесь, возвращайтесь в народ Израиля. Возвращайтесь. Хорошо. Макс, слушай, Масяга. Добрый вечер. Человек, как поживаете все? Все ровно у вас? Все живы, здоровы? Сюда даже Нина прикалывается. Меня слышно? Хазису Ибрагим. Да, слышно. Как вы все поживаете? Живы, здоровы все? И слышишь, уважаемый, брат даже Ты сам с Израиля, да, уважаемый? Уже в Израиле, да, но я чеченец по происхождению. Войны, вот так. Ага. И почему мы должны иудаизм идти? А я не сказал, что должны. Я сказал, что по призыву сердца должны нет. У нас как бы раньше предки, я слышал, читали, что как бы у нас был как бы потоп по истории тоже как бы по легендам типа некоторые передавали. И оттуда, короче, во времена Адама у нас было типа Адмала, а после потопа как остался, короче, его потомки как остались, и после Адмала у нас типа Нохчала осталось как бы. Закон Нохчала. До этого у нас Адмала был закон. Вот это вот в иудейском законе это Нохчала остался. Понимаешь? Ты понимаешь, у нас Слово еще... сказать, и я уйду. Можно? Можно. Я увидел вот эту вот табличку вашу вот, про детей убитых и так далее. Я хочу сказать одно: спасибо Господу Богу, что Он меня уберег, и я дембельнулся еще при Советском Союзе и не застал всю эту гадость. Я служил и с чеченами, и с ингушами, они мне как братья были.
когда я в Израиле уже слышал про эти войны чеченские, меня аж трясло. Поэтому, пацаны, я просто от души 2 слова говорю и ухожу. Спасибо Господу, что Он меня уберег, что я не был там. Вот. А вы мне, чтобы были все здоровы и счастливы, и чтобы был у всех мир. Взаимно, взаимно. Спасибо. И, уважаемый, и у нас там про иудаизм у нас, что у нас был брат, у тебя, у меня, что типа в роду где-то был, не слышал я никогда от старших ни от кого. Просто, Ну, может быть, наверное, никогда, кто-то ты где-то никогда был, не наверное, попал на иудаизм. такое. Я Но тебе говорю, что я этим вопросом именно конкретно даже не занимался тогда. Когда мне это рассказывали, я этими делами даже не занимался. Мне неинтересно было даже тогда. Я тебе говорю, как есть. не, кто-то лично сам, наверное, принимал, но у нас чисто у тебя в роду, если ты чеченец, у меня в роду, Я тебе это, говорю, что нет. у нас в корне, что это было, там нет, там Это просто не так. кто-то частично, наверное, Кто-то принимал. Да, я тебе говорю, Так у целый, нас Нохчел, основной целый закон тейп, Нохчел был. целый Дейло, тейп, Пинчер и все. целые тейпы были, тейпы целые, которые были. Да, принимали, наверное, это у нас и христиане были, и зороастристы были, там разные вот эти. Не, тогда еще, когда они были иудеями, христианство, ислам даже не существовал еще. Я тебе говорю, не существовал еще Когда даже. у нас Нохчел был, тогда иудаизм не существовал. Когда у нас Когда Нохчел был, закон у Ной нас соблюдал Нохчел. шаббат. Ты шаббат соблюдаешь? Подожди, мы Ной сейчас тут соблюдал шаббат. Ты шаббат собираемся, соблюдаешь? мы не собираемся мериться здесь. Не, я не мерюсь, просто закон Ной я говорил говорю, на иврите. Ты как на иврите было. говоришь? Подожди, ты на иврите говоришь? Ной разговаривал на иврите. Я Он не знаю, но я с детства слышал, типа, что Ной был хранитель субботы. Он шаббат соблюдал, как евреи соблюдают. Вы соблюдаете шаббат? Ваши племена, хочешь, я отвечу. раньше чеченские племена соблюдали шаббат. А что сегодня осталось? Хочешь, я отвечу? Я Тут, такой, знаешь, что тут был такой экземпляр, который говорит, что в неделе только 6 дней. Короче, воскресенье там, то ли евреи, кто-то еще додумал. И поэтому в году должно быть 360 дней, если эти воскресенья убрать. я Каким-то образом, Как у да, арабов. каким-то образом он вычислил, что если с каждой недели, а их 52 в году, вычислить по одному воскресенью, короче, у него из 365 вдруг стало 360 дней. Математик великий. Да, конкретно сам вообще. Я тебе отвечу, что у нас я прошибаю, что я знаю, что я знаешь, где вырос. Я на Московской улице родился, именно где Жидовка называли у нас, потому что у нас это просто это так называли, но вражды там я никогда в жизни не видел ни конфликт там, всегда Джахара домино. Дудаева уважаешь? Джахара Дудаева уважаешь? Я кто его не уважает? Вот. Мой отец, Дауд, мой отец. И Джахар Дудаев, они еще когда Дудаев был на подъеме своей карьеры, еще в армии, они как-то встретились в одном месте очень интересном, сидели там. Там не одни были, там еще были чеченцы. И вот там Джохар когда-то вот с моим отцом разговаривал, там у них разговор один произошел, и по роду тоже они там начали говорить по-близки, кто из какого тейпа происходит. И там вот тоже поднялся вот этот вопрос. Они позвонили дедушке Аслану, который тогда, оттуда еще телефоны были вот эти вот проводные, да, вот это вот советское время. Позвонили, отец мой сидел, я сидел как младший, сидел, молчал, слушал, смотрел на обоих туда-сюда, что разговаривают. И я тебе говорю, да. Я И слышал тоже тебя я это полностью. услышал. И там тоже я это услышал об ихних корнях. Понимаешь? И это ты никуда не скрой. Может быть, у тебя в семье это не принято было, брат. Может, у тебя это не попалось так, тебе не доводилось это слышать.
Не, я, понимаешь, уважаемый, я в детстве, короче, знаешь, где вырос? На Московской. Меня мать оставляла у евреев. Евреи оставляли своих детей у моей матери. Мы друг друга там, я в детстве у всех там кушал, с Ну, это холодильника нормально, это лазил. обычно, Это все я за вырос, это я не говорю, с это чисто человечность. Это я за эти вещи не разговариваю, братан. Эти моменты были, и я много чего знаю и про евреев чеченских, горных там, и знаю про чеченцев тоже немало. Я тебе просто, может, тут каждый тебе подтвердит, потому что у нас, у старейшины говорят, раньше было Адмула у нас закон, и после потопа у нас, типа, ну, многие говорят, такие легенды были, Нохчела у нас Это остался закон. Это Нохчел был, потом начались религии, потом Это все нам заходить. у вас лично. Ты не понимаешь? Вы не можете быть потомками Адама лично, только вы потомками Адама. Или Я не лично. говорю, что мы потомки чьи-то. Я-то сейчас вообще много чего Вот этот сказки закон, читаю. который ты о нем разговариваешь, вот этот закон, он сохранился. Он у нас в руке. Мы его каждый день исповедуем и читаем. Так что приобщайтесь к закону, настоящему вашему закону, а не закону Вот это как скажешь ты? Смотри, у нас в Нохчело законе есть намного лучше много чего, как, наверное, я не знаю, у тебя тоже, наверное, в своем религиозном много чего есть у нас вообще неприемлемо. Религиозные евреи, любой религии. Послушай, брат, религия, понятие, у евреев нету религии. Мы не религиозные. Религия это что-то, вот культ. Это с культом связано. У нас культа нету. У нас нету культа. Иудаизм, тоже нет. Иудаизм это образ жизни, это свободная вера. У нас есть вера. Мы верующие люди. Вот я хотел подтвердить ваши слова. Да, Зрубавель. много чего схожее у нас. Очень приятно. Меня Илья зовут. Я тоже из Грозного родом. И вот почему, я думаю, Зрубабель касается этого вопроса. Потому что законы, адаты, гор, они были намного ближе нам, вот даже евреям, да? Да. Да, нам, евреям. Они намного ближе были, и мы чтили их так же на уровне, как мы чтим Тору, да? Почему? Потому что в законе гор есть много справедливых моментов, есть много правильных моментов, которые обуславливали равенство между вольными обществами, к которым относились и чеченцы, и евреи, и многие другие остальные автохтонные там народы, да, Кавказа. Вот. И чтилась прежде всего свобода личности, свобода вероисповедания. Вот. И поэтому мы даже как евреи, вот я грозненский еврей, да, я родом из Грозного, я призываю всех моих братьев чеченцев освободиться от ярма, которое было навязано на Северный Кавказ в те времена, когда туда пришел ислам. Чума называется, черная чума, ислам, зараза, вирус. Да, который поработила умы, разумы достойных кавказских народов, которые, слава Богу, тысячелетиями жили бок о бок между собой и показали пример, несмотря на то, что есть какие-то там, да, вот, распри между собой, там, да, между национальностями иногда, но все равно сумели построить какую-то жизнь сообща, да, по одному определенному закону гор, который чтили в каждой семье, и до сих пор вот в нашей семье, в моей семье до сих пор чтится закон гостеприимства, закон... Понятие рыцарства у нас тоже кёнах. Кёнах у нас тоже понятие. Кунах мы называем. Кунах. Кунак, конечно. Конях это кунак, конечно. У меня еще один вопрос, да, это, кстати, ислама чуть касается. Например, у арабов и в исламе как бы не принято вставать, например, перед старшими, там, а у нас, например, принято. И, насколько знаю, у других кавказских народов тоже принято. У вас это тоже? откуда исходит? У вас тоже у карачаевцев взрослых? Да, это обязательно. Ну, видишь, в Ну, исламе, это само если собой, ты да, у нас встал, само собой разумеется. И многие другие моменты, которые противоречат исламу, да, то есть в наших адатах, в горских адатах, противоречащие исламу,
они как бы все равно хотят превалировать над ними. Якобы, не, ислам это главнее. Они просто, знаешь, что думают? Они думают, что евреи это какие-то немощные люди. Они видят вот этих хасидов, вот этих вот, знаешь, такие, которые ходят с головами опущенными. Они думают, что, что я вот таким буду? Что я вот таким буду с этими косичками, что ли? Которые Просто это люди, которые без интеллекта, они не понимают, что еврейский народ, он многогранный. Очень многогранный. Уважаемый, можно скажу? Кавказские евреи, они выделяются среди всех евреев. Я многие знаю. Мы весь Израиль держим. Никто не может возразить кавказскому горскому еврею в Израиле. Кто рот свой откроет, откуда бы он ни приехал или что-то скажет, что-то плохое, что-то такое, знаешь, унизительное, которое мать унизит или заденет мать каким-то это. Он на месте отвечает везде. Да. Все лезгинку Честно говоря, вот вам так сказать, да, это чуть-чуть как бы ударяет по конкретно, допустим, тем, вот, кто сталкивается с этой ситуацией, и ты как бы реагируешь таким образом. Не всегда это легитимно в глазах демократичного сообщества. Да, не всегда это легитимно, и не всегда это, мол, правильно. Хотя мы все равно не можем поменять свое отношение к этому. И даже вот сколько, вот я здесь 27 лет живу в Израиле, да, все равно во мне сидит корень моего отношения к этим вещам. И если я сталкиваюсь... Вы знали, наши чеченские братья, что мы свою марку, вас держали... Точно так же и в Израиле здесь держим марку. Держим. Никто нам не может ничего сказать или что-то противиться. Если кто-то на нашу честь наступает, мы за свою честь стоим. Да. Но опять-таки мы еще, помимо всего прочего, интегрировали, да, как в какое-то современное многогранное общество, да, при всем при этом, да, и стараемся, конечно же, показать лучшее, что есть в нас, окей? Это касается нашей ментальности, касается той же гостеприимности, касается той же там чистоплотности нашей там какой-то, да, человеческой, да, и так далее. В каких-то моментах вот наш вкус какой-то, да, такой вот кавказский вкус, да, это тоже любо для многих, кто наблюдает за нами, да, те, кто не из Кавказа, им интересно это, приятно смотреть на это и так далее. То есть даже мы, несмотря на то, что да, мы пришли не самого ультрацивилизованного общества, да, с кавказского общества, да, не самого ультрацивилизованного, да, но мы здесь показали самое лучшее, что мы можем. Конечно же, да, в жизни все бывает, тут в жизни также происходит в Израиле всякое, да. Но чисто по-людски в себя повели. Да, при всем при этом мы в себя верим так же, как верили в себя на Кавказе, имеем доброе имя, вот. Но храним свои адаты, свое отношение к тому, как надо себя вести. Поэтому вам это еще только доказательство, что, находясь в иудаизме, в обществе евреев, ты остаешься быть тем, кем ты есть. Понимаешь? Это вас не лишает вашей культуры, это наоборот вас делает еще более богатыми. Конечно. А в исламе, вот этом сатанизме, чуме, из вас делают просто пушечное мясо, а нами дорожат, как евреями, как частью своего народа. Нас лечат, у нас все условия, понимаешь? У нас это не то, что вот я говорю, надо быть вот как бы из-за таких вещей. Это хорошо, потому что заимствования были всегда у горских народов. Есть такое? И у евреев всегда были взаимствования. Вот что касается того же самого гостеприимства, откуда это пришло на Кавказ? Это пришло от Авраама, от нашего праотца. Правильно, от нашего праотца Авраама, которые эту заповедь принесли с собой евреи. Куда? На Кавказ, где тогда еще народы были чуть-чуть совсем другими. Тогда на Кавказе я даже слышал такое, в то время на Кавказе люди не знали, что такое ни религия, ни вообще ни понятия даже не имели, что это такое. А тогда многие были... Понимаешь, что я говорю? Они не чужие нам, они мы и есть. Они это мы. Да, они просто тогда уже... люди на Кавказе просто были каннибалами. У них возрождение, ты не понимаешь? У них процесс не называется как вот обычный гиюр, который вот не относится к нам народы, которые... Они как гиюр ле хумра. Гиюр ле хумра это более такой
как тебе сказать, это... Глобальный процесс, я понял. Да, Более глобальный обычный процесс, да. Они из нашей крови, они наши, большая часть из них из нашей... Обрезание еще раз не нужно делать. Как? Обрезание нет. Обрезание уже, короче, там будет этот прокалывать просто будет так вот иголочкой делают, чтобы немножко Прокол, да, прокол просто. прокол и кровь выходила, типа немножко это приобщение к бриту. А то двойное обрезание будет нехорошо, если Не, у честно. мусульман считается неправильное обрезание. Мы по Торе, по иудейскому закону, считаем это незаконченное обрезание. Да. Это неправильное приобщение к народу Авраама. Да. И Сами, где Чтобы писано приобщиться, это обрезание? надо благословение прочитать на роду Авраама. незаконченное обрезание. Это и И правильно, сами, как где обрезание писано? поэтому, когда уже обрезанный приходит, если мусульманин принимает иудаизм, у него, допустим, уже обрезание сделали. Или, допустим, модно было в советское время детям делать, врач делал, просто отрезал. Они же не знают, по какому обряду этот ребенок был отрезан. Человек приходит, принимает иудаизм, ему просто прокалывают, делают такую, чтобы было... Это называется, заканчивают обряд обрезания вот этим прокалыванием и собирают 10 человек, и произносятся специальные молитвы, специальные эти произносятся, и все. И уже человек уже как бы является из дома Авраама, то есть из дома, он относится к авраамическому народу, то есть приобщается. Ну, правильно, он так и есть и он. Потому что, если, допустим, говорить там, да, из народа Авраама же много народов произошло. Ну, из Авраама. Не. Дай я объясню, я понял твою мысль. Да. Просто это Авраам, у нас есть Ицхак, и именно Яакуб. У нас законченное обрезание называется, идет, которое, оно тройное, оно идет как вот этот вот Авраам, Ицхак, Яков, именно должно вот до Якова должен дойти, вот это последний этот должен был быть сделан. Правильно, потому что Яков получил благословение, все правильно. Вот. И вот, чтобы получить некое благословение и приобщиться к роду Авраама, надо действительно сделать тикун, да, всем, кто, допустим, сделал какое-то обрезание, да, но благословения нету, надо сделать благословение. И тогда вы с автоматом становитесь приобщенными к роду Авраама. И в этот момент меняется многое. И судьба народов, и судьба государств даже государств. Вот сейчас вот в скором будущем будут авраамические соглашения, да. Очень приятно знать, что они приобщили это действительно к большому сообществу людей, да, потому что очень много... Да, авраамические соглашения будут предусматривать мир безусловности, безусловий. То есть там сначала, конечно же, пропишутся некие условия для того, чтобы стабилизировать ситуацию, а в дальнейшем этот мир будет абсолютно безусловным. Что может быть лучше? Разве ислам предложил такое предложение? Сказал, давайте, евреи, восстановите свое служение в храме, и наступит наконец-таки мир. Если бы они были бы за мир, они бы так сказали. Но они так не могут сказать, не могут себе этого позволить. Потому что они заложники собственной идеологии. Понимаете? Вот если бы они были бы достойными того, чтобы действительно возложить на себя ответственность за этот мир, да? Они бы подошли бы к евреям, ко всему сообществу еврейскому. Я знаю, когда чеченцы, большая часть чеченцев, когда они в наш народ войдут, и даже христиан, они войдут только когда они увидят полное поражение ислама и полный позор и крах. Они когда вот это своими глазами увидят... Он уже позор, не надо думать, что... Мы чуть-чуть отклонились, я как бы хотел бы просто параллель, сравнение сделать, к примеру, с теми нехорошими вещами, которые есть в исламе, например, если люди, например, там, кто уже вник в это, не лучше ли, выбрать то, что старше, и где вот этой грязи нету, я считаю, это правильный, вопрос. Ибрагим сейчас исчез вот так, он немножко отошел куда-то, видимо, прокалывает себе там обрезание, наверное. Можно сказать, уважаемый?
А если что-нибудь, например, я про себя скажу, что-нибудь лучше, если нашего Нохчила я найду, я его с удовольствием приму, если что-нибудь я лучше найду. Но пока не нахожу. Братан, послушай сюда, мы тебе ничего не собираемся предлагать, Не, найдем. я принял бы с радостью. Я с радостью принял бы. Не-не. Но просто Не, вот то, не могу. вот то, что я говорил, то, о чем я говорил, да? Ты меня Мир как своего брата безусловности. Нохчу принимаешь? Я потомок Ноя. Ты меня как Нохчу принимаешь? Да, конечно, почему нет? Если ты новчик, конечно, Да, как не новчик. надо тогда эти разговоры. Что значит я приму, я не приму? Если ты меня Не, принимаешь... я говорю, если лучше что-нибудь есть, чем законы Нохчила, я говорю. Это законы же. Это и есть Как законы иначе? Нохчу, то, что я тебе говорю. Если ты меня как потомка Ноя принимаешь, я тебя как потомка Ноя... Не, я себя как потомка Ноя, я Нохчи не считаю потомками Ноя. У меня нет доказательств этому абсолютно никаких. Что значит вот мир, братан, весь мир, все, кто в этом мире ты сегодня видишь, ихний папа был Ной. Единственное, кто перемешались, гибриды есть, которые сошлись, это кто с Nimrodом, вот этот вот от этого рода идут, который на корабле великан застрял, там вот этот вот, его звали Ог, Мелеха Башан. Ну, знаете, Да, Ог, да, да. значит, он всех... Мелеха Башан. Ты тоже от Ноя? Значит, он всех... Он был из Рефаимы. Вот такой вид был помеси. И он изнасиловал жену Хама. Хам это был сын Ноя, который на корабль с собой взял жену. Она была из каинитов, она была из потомков Каина. И она родила вот от этих вот измены, она родила еще вот этого от Рефаима, вот этого великана, родила первого сына, и потом дочери, и потом этот. И вот оттуда пошел род, который не является от Ноя. Понимаете? Не является от потомков Ноя. Да, Есть да. такой род, который просочился все-таки после потопа. То есть они выжили, получается. Потому что вот этот Ог, царь страны Башан, который находилась на севере от Израиля, где Сирия сегодняшняя. Да. Ну, это ихнее семя не от Ноаха, да, я понял. Ихнее семя не от Ноаха, а значит, От бабуинов. может быть, это больше к Амалеку причастны. Вот Они они причастны к есть каиниты, Хинаан, народ Хинаана, вот Ханаана. Амалекитяне. Да. И амаликитяне, вот это все аммонейцы, они все от них произошли. Это которые в конце времен написано, Господь их должен уничтожить. Вот эти палестинцы, вот это вот, для которых они так переживают при Ну, Палестине. те, кто без причины готовы возненавидеть семя Израиля. Да, которые восстали против Господа. Написано, что они все восстали против замысла Господа. Они не признают народ Израиля и Господа Израиля избранным. Да. И Господь Израиля это не творец для них. Понимаешь? Да. Они И поклонялись... даже когда из Египта шел народ Израиля, они первыми напали на Израиль. Они народа Кинана и Хама. Да. Потом народы, это проклятые народы написано. Ной их проклял, написано. Проклятие Ноя. Да, да. Они евреи, которые им там дома их сохранили, которые потом, когда на них Россия напала, которые первые в международных судах, которые они везде начали кричать и помогать чеченцам, они теперь их объявили врагами народа. То есть, получается, кто сохранил их дома, кто им первые годы после возвращения их не помогал с едой, со всеми делами. Это враги. А палестинцы, которые потомки вот этой ереси, понимаешь, это их братья. Я даже могу такую историю рассказать, я не знаю, может быть, я в прошлых эфирах рассказывал. Мой дед один из тех, кто которые ничего для них не сделали, кроме того, что их, понимаешь, вот это херню. Мой дед Илья, я его имя ношу, да, мой дед Илья, который воевал с Финской с 39-го года, он когда пришел в 44-м году, 45-м году, вернее, обратно с войны, весь израненный, с простреленным легким, увидел, что с 44-го года чеченцев нет вообще. То есть все чеченцы уехали в Казахстан. И он аж расплакался. Как так получилось? Да, не уехали. Да. Ну, их оттуда этот самый Сталин выслал. Я же это хочу рассказать. И когда уже в 56-м году начали возвращаться, мой дед один из первых
кто взял к себе 60 семей. 60 семей он принял у себя в этой Калачуге на Кавказской улице города Грозного. Угол Ленина, Кавказский угол Ленина. Это центр города сегодняшний, да? И вот в этом доме я родился. Да? Твоего дедушку случайно не Абумазан звали? Твоего дедушку случайно не Абумазан звали? Не, моего деда звали Илья. Илья Ихискииль Щербатов. А вот оказывается, это Абумазан был там, вот, короче, вот это. Они говорят, что это евреи ничего не помогали, им палестинцы вот это вот помогали, все. Я честно говорю, да, вот, я их маму, происхождение этих тварей есть, я их маму ебал, кто? Вот этих тварей неблагодарных. Не говори так жестко, брат. Не, ну он сейчас я вижу, что у него сердце горит, когда он слышит вот это вот, знаешь, сквозь вот это все. Как такое может быть, да, действительно, это парадокс. Да нет, это недоказуемая ересь, понимаешь? Не, парадокс заключается в той ненависти, которая сейчас превалирует над народом в Чечне. Все очень сильно замкнуты на том, это что, навязывается извне. Да, нам очень обидно, знаешь, только одно, что имея доброе имя у себя там в республике, да, не претендуя ни на что в этой жизни, не претендуя ни на одну пять земли в Чечне, да, евреи сохранили свое достоинство. Это мы можем гордиться, мы можем этому радоваться. Но мы не радуемся только одному, что это прекратило Самая бы, нехорошая черта, это прекратило бы ценностью. Да. Извини, брат. Самая нехорошая черта, которая только может быть у человека, это неблагодарность. Да, я же говорю, единственное, что обидно, что сейчас превалирует вот эта ненависть на Кавказе. Мы видим это, она такая неосязаемая. И даже, допустим, образно говоря, я-то, конечно, да, я очень часто возвращаюсь туда, я на Кавказе часто бываю, да, и я приезжаю туда, меня многие знают, и меня многие также любят, и я также всех, да, но когда ты видишь, вот так со стороны смотришь на общество уже, которое поменялось. Тогда в турбинах, да, там этот... Да, которое уже поменялось, у которого облик поменялся, облик вот этот, да, облик мракобесия, который присутствует там, да, он очень и портит общество, очень портит обстановку и усугубляет положение людей, которые до сих пор живут там, да, ну, которые, многие приезжали, вот сейчас с республики переехали на Ставропольский край, в Пятигорске селятся, в Железноводске селятся, в Ставрополе, там, и ты смотришь, как вот эти пингвинчики появляются, пингвинчики называют их там. Из турбин опасно выходить. Это пингвинчики, это тети появляются с вот такими бедрами огромными, но в платках, с обтягивающими бедрами, но в Дагестан, в частности, прилетаешь. В чадрах смотришь, там, тут, там. Думаешь, что я не понял, в Пятигорск приехал, как будто я в Афганистан попал, отвечаю. Иной раз так вот приезжаешь, там на курорт, да, там в Кисловодск, смотришь, уже тетеньки ходят все в этих, вот этих панорамах, как они называются? Эти. Пушки. Ну, вот эти, да, чадра. В чадру одевается, короче, и ходят там туда-сюда, понты колотят, якобы они там, ну, ты понял, да, они там в исламе находятся. Детей тоже там одевают, этих дочечек своих маленьких тоже смотришь, дети вроде все играют. В эту черную дьявольскую вот эту форму, короче, смотрите, да, чернота, я черная. говорю, да. И смотришь, черная. это так не вписывается. Черные флаги давайте нам, черную паражу. Дайте нам все черное. То есть это даже не вписывается в обстановку, в курортную обстановку даже не вписывается эта тема. И тут получается, что... В черных. А? Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю, да, ребята? Они это даже внимания на это не уделяют. Ну, не, в том смысле, я имею в виду, вот я приехал на курорт, да, тот же Пятигорск, допустим, заехал, или тот же Кисловод. И ты видишь уже не так вот гуляющих, кайфующих людей, там, да, как вот на курорт ты приехал, да, а уже ты смотришь, все в чадрах ходят, и там мамаши с детьми тоже в чадрах, детей тоже в чадру одела, тех одела, то одела, это смотришь, куча туда идет, куча сюда идет.
Это как бы обычные много. обыватели, братан, это обманутые люди, Ну, это видишь, жертвы, это не это жертвы цель, это ислама. мир захватить. Я имею в виду, Это как будто ты жертвы в ислама. Афганистан попал, в Афганистан. Я их не корень мотал, ты Кабул. понимаешь? Я их не корень вертел на одном месте, ты Зеро, понимаешь? Зеро. Чё Вендетты сегодня нет? Он у тебя не подписан или что-то? Вендетта? Вендетту мы... Не знаю. Вендетта... Вендетта после вчерашнего эфира, который мы сделали с Харматом, там он меня выбрал как, второй ведущий. Вчера я был вторым ведущим у Хармата, он обиделся, ушел, короче. Поначалу он был, я его видел, короче. Но он сидел за занавеской и все внимательно слушал. Выдумываешь, что ты выдумываешь, Зурбабель? Зачем ты просто так говоришь вещи, да? Не, он даже модер, Ибраим, он даже модер здесь, я не знаю, где он. Вендетта, он вчера был, я его видел, я тебе говорю. Меня спросили, где он был, я говорю, он был вчера в Хармате. Да, ты после этого продолжил еще какие-то теории сказочные. Зачем ты просто так говоришь? Кто это со мной разговаривает так, Антоний? Это самая дерзкая женщина в ТикТоке. Обиженным телефоном. Сидел бы. Самая дерзкая женщина. Что значит я про него рассказываю? Вендетта что, где, если мы что, следим, что ли, за ним? Он всегда там, где мы. Там, где мы, там ищите Вендетту. Я поэтому спрашиваю у Зеро, у него, короче, не на блоке случайно, потому что уже пора ему, короче... Вылезать. Не, там же есть сюда еще с саламом. пару эфиров. Вендетта нигде нету, ни в каких эфирах. Он, наверное, просто занят чем-то. Ты что, его атташе, что ли? Я не понимаю, Стелла. Ты его личный что ли? Как его? Представитель его? Может, он в Палестине там дават делает. Если там, какие-то проблемы, обращайтесь ко мне. Хорошо. Будем знать. Вылазкой куда-то вышел, короче, там этих гасит. Короче, в этом, смотри, в Телеграме сидим, он сейчас в клубе умелые руки. Он сейчас на канале. Заходит, короче, ко всем, их начинает травить, они его уже все позаблокировали. И он, один кон сидит уже, не знает, что делать. А там есть вот эти каналы, да, тоже здесь, в ТикТоке, в которых вот эти собираются, как бы, компания, и там Коран за кадром, короче, кто-то читает. И все просто заходят и как бы там слушают, какие-то подарки дарят. И все молчат, просто слушают. И Вендетта, короче, туда тоже заходит, уже не до кого докопаться, короче. Туда залез, и ему включили микрофон, и он, короче, там Коран читает, и этот Волбалай, там. Короче, прикалываться начал с этих. Он себя тоже делает. Он у себя делает иногда. Заходим к нему. Мы к нему заходим всегда. Он у себя делает. Почему не делает? Он просто уже, понимаешь, он вот видно, что он не он бизнесом не занимается. Я вообще не веду, не открываю свои каналы. Ему это не интересно. Он чисто за идею, понимаешь? Вот его главное, вот он этот ислам ненавидит не просто так. Он понимает, что это корень вот этого всего невежества, все это тупизм. Тойзан, ты слышишь, где ты, Тойзан? Вот. Но надо подходить профессионально к этому, понимаешь? Дело не в деньгах, дело не в этих продвижениях каналов. Заходи, Тойзан, если ты среди зрителей, заходи. Кто этим ресурсом занимается, подход должен быть серьезный. Подход должен быть серьезный, понимаешь? Вот как вот делает Хармат, там студия, все. Давайте я спущусь. Давайте, я ухожу, я пойду. Давайте, Не надо меня тут никого достаточно. спускаться. Леон, по-моему, спит, так что можно Леона спустить. Он спит. Какой Леон? Сюда. Не, он нормально, он только что разговаривал. Он спит, он в такое время уже засыпает с детьми. Да? И оставляет ТикТок включенный? Нет, чисто отключился, и у него это... Это что-то новое, бля. Короче говоря, вот так вот, да. Здесь кто только не был сегодня, я смотрю. Леона, поднимите кого. Уважаемые, извините, я спущусь, я попозже поднимусь. Нет проблем, я сказал. Вас. Да, всем спасибо, Баркалшин. Давай, братан. Удачи всем. Давай, туго.
Так, желающие есть подняться? Да, Ибрахим, вот этот момент, то, что парень говорил там про одинаковые, как бы, с исламом, как бы, традиции. Там же много таких моментов есть, которые не совпадают по традициям. Да, да. Наоборот, люди, которые встают в знак уважения другим людям, и тот, кто встает, и тот, кому встали, и если этот его, скажем так, к нему относясь с этим, с возвеличиванием его, ты встал человеку там, и ты как бы с нему, скажем так, как это правильно на русском? Ну, короче, в знак вот такого уважения ты встаешь человеку, а тому нравится, что ты ему встал. Вы оба, короче, и тот, кто встал, и кому встают, готовьте себе место в огне, в аду. И как это может совпадать с традицией, да, когда ты... Там, в принципе, у нас Слушай, вообще-то... ты, Ибрагим, ты пошел к черту, сучара. Встает, не встает. Ты вышел из Ой, ислама. ой, Какой раз для тебя, что говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи? Ты предал свою Ой, жопу, ой, свою какой традицию какой всем. ты страшный. Ты, блин, Какой ты хуесос ты, понимаешь, к Ты евреям страшный. предал все, у тебя ничего Ты нет это святого. самое, памперс Наоборот, одел? как баба, блин, себя ведет. Памперс одел ты или без памперса? Слушай, пидорас гнойный, ты думаешь, я не Ты знаю, сучара, на самом деле, тебе надо наказать, понимаешь? На самом деле, Я ты тебя в язык Украине, думаешь. если найдут за твой антисемитизм, тебя порвут, блядь. Ты под законом Идир- будешь сидеть, блин, по закону новому. Ты меня понял, чушка вонючая? Ты, блин, ты Пошел смотри, отсюда, один прыгай. Ты иди, Скажи 11 спасибо, классов закончи. послушай меня, псина. Я тебя уже фильм пробила, ты в продал. Украине. Закрой рот свой, таджик вонючий. Рот Кто из закрой. них матюкается? Ты в Кого Украине? матюкать надо? Кто из них? Вот этот, Тия, вот этот придурок. Сидит в Он Украине, по-русски не сидит, по-моему, блядь. он- Возвращайся обратно в свой Таджикистан. И потом оттуда звезди, придурок. По-моему, это такой из блатных, который с 2 памперсами. Он Он по-русски даже не умеет азербайджанцу говорить. с претензиями. Что ты там не то повесил, не то сказал. Блин, хватит на меня жалобы кидать. ТикТок. Это ТикТок. Выйди сразу выйди, полностью выйди. Нет, он мне из ТикТока. предупреждение дал. Не, сейчас тебя могут гасануть. Смотри. Атакуют. Не, просто выйди полностью, скинь ТикТок, зайди, и это проходит. Вот человеку как бы факты привели, которые отличаются. И из чего он начал, не успел зайти. Вообще непонятно, что у него в голове, честно. Имя у тебя крутое, Ти и Я. Слушай, ты какой факт ты приносишь? Ты скажи мне, какой факт ты приносишь? Ты Тебе мусульманин? ислам не нравится? Пошел к черту! Ахи, ты мусульманин или Ты кто балабол? такой вообще, чтобы это 2 миллиарда населения мира, это мусульмане? Еще раз спрашиваю. Наоборот. Не это самое, Ой, монолог прекрати. Смотри, ты мусульманин или нет? Жалко эти 2 Ты зло миллиарда. пошел. Жалко Давай, эти 2 поклоняйся, кого миллиарда, ты что они хочешь. такие же. Что Тебя они никто такие не же заставит, долбоебы, как и ты. наоборот, не нравится. Алло. Эти Это 2 миллиарда Алло. жалко, что они такие же долбоебы, как и ты, блядь, хуеплет. А куда он делся? Ти и Я, вернись, Ти и Я. Поднимись, я это самое, хочу проверить твой иман, насколько он. Насколько твой иман искренний. Поднимись, брат, Ти и Я. Только смотри, нормально, давай с тобой разговаривать. Если будешь перебивать постоянно, сразу улетаешь. Окей? Подлиза, клянусь Богом, подлиза. Это ты что за человек? Тебя религия Смотри, Аллаха не нравится, иди к мусульмане, черту. Ты никому не нужен, ты не можешь ни один
миллиграмм ислама вреда. Ты за головой будешь отвечать за каждые свои слова. Тебя из-под земли достанут и Перед тобой, накажут. Ты не что ли? думай, в мире 2 миллиарда Алло. мусульман живут. 2 миллиарда. Алло, ты кто? Ты салафит, ты мадхалит, Наоборот. шиит, вахабит. 20% шииты Жопу кафиры, насколько я показываешь. знаю. Это Кто показывает. Ты что, блин, клоун, что ли? Говнюк. Тебя что, Говнюк, имели кто в виду, ты? да? Имели все твои Ты дырки. хабашит, ты мадхалит, ты Ты собака, мусульбит, блин, ты сучара. пидорас. Ты что вообще? кто ты? Тебе найдут свои чеченцы, тебе накажут. Ты под этим лезешь, под Шел нахрен отсюда. Давай его сюда, я его сейчас работаю, давай. Зеро, Стеллу подними, я ее не вижу, у нее такой закрытый аккаунт. Там 10 минут подождать. Там поднимем. Стеллу подними, Стеллу. Насчет Стеллы было 10 Вот. минут подождать надо там. Вот представьте, если такие бедуины, Зашла, она с другого аккаунта. вот такие бедуины, если государство сделает, представьте, что будет. Государство, у них есть уже таких государств Подождите, много уже. подождите, друзья. Зеро, она с другого аккаунта, подними ее. Зеро, хази, куда это дело? Не, я ищу ее, где она, какой ник там. Подожди. Там, подожди, я тоже могу принять. Все. Вроде принял. Все, поднялась. У меня, если что, несколько аккаунтов, не переживайте. Я просто что хотела сказать. Этот Бача Бази, который живет в Украине, понимаете, не у себя на родине, ходит по всем эфирам, и вот всем он такое вот высказывает. Что он с кем сделает, угрожает всем. Слушай, Бача Бази, тебя что, в детстве, что ли, недооценили? Что с тобой творится? Все, я передаю его дело в отдел наш по нейтрализации, короче, мы будем его нейтрализовать. По В нетрадиционному. Украине 8 лет, по-моему, за антисемитизм дают. Найдите его просто и все. Надо было еще что, потроллить его, хотя контент немного снял бы. Легче Интересно. всего выслать бабки мне, немножко передать на Украину Буданову там, короче, он найдет его на Украине. Спокойно нам без всяких проблем передаст его местонахождение. Слышно меня? Хорошо. Маршал Думасага, приветствую еще раз всех. Машу, Когда всё такое говорить ладно. о 2 миллиардах мусульман, надо говорить об этих странах, населении, благосостоянии этих стран и благосостоянии этих мусульман. Надо говорить об образовании в этих странах, какой процент там населения образованное, какой процент населения имеет среднее образование, высшее. И доход на душу населения возьмем 250 миллиардов. Пакистан – беднейшая страна, нищета. Люди в картонных коробках, санитарии, ничего. Об образовании будем говорить. Какое образование? Возьмем Индию, 200 миллионов в Индии живет. Нигерию возьмем, 200 с чем-то миллионов. Бангладеш. Да, вот я сейчас хочу перечислить. 250 миллионов. Мусорный рай. 250 миллионов. Говорите, ребята, ну. Нищета, война. Эти маджахеды между собой сначала они воевали с правительственными войсками, сейчас говорят, правительственные войска со стороны наблюдают. Теперь они разделились на группировки, воюют между собой. 250, уже 500 набрали. 250 Бангладеш. Нищета. Вообще там, какое образование? 750. И там детей продают, насилуют, там наркоманы, мусульмане со всего мира приезжают туда, чтобы педофилическим сексом заниматься. Шри-Ланка Берем входит Индию туда, дальше. Дальше следует Индия, 200 миллионов, 950 миллионов. Египет, 100 с чем-то миллионов. Мы знаем, как Египет. Возьмем все. И вот эти страны мы набираем эти 2 миллиарда. 7-8 стран набирают эти 2 миллиарда и смотрим, что это за страна. Нищета. О, мусульмане, слушайте меня. Я ваш нюх топтал, о, мусульмане. Все вы творите, все зло. Ты еще про Эмиль не напомнил. В
котором каждый день, в каждые 10 минут умирают дети от голода. Лойзан, ты здесь? Заходи, заходи. Мьянма. В этих странах образования нету. Какое образование? Есть нищие страны. Читать не умеют. Читать не умеют. Вот эти мусульмане, конечно, вот таких мусульман дурачить. Элементарное образование. Нищете, если на улице живут люди. Не моются никогда. Куда вот, приходит ислам, мусульман, везде приходит горе, вот, разрушение, вот этот приводит таких мусульман. Кто захочет на них быть похожим? Вы хотите брать пример с этих мусульман? Вот представьте, говорят вот вас, ну вот с таких мусульман я не хочу брать пример. Приводит пример, это позор-то. 250, я говорю, в одной, второй, третьей, четвертой странах, вот набираем 2 миллиарда. 4 страны уже 1 миллиард набирают, 4 нищие страны. И дальше набираем тоже 3, 4, 2 миллиарда. Кто на них захочет быть похож? Вот представьте, на улице живет нищий человек без образования. Вот, говорит, мусульманин. Приводит тебе пример. А знаете раз, таких 2 миллиарда. Ну, кто за них хочет? Кто хочет на улице жить? Из-за нищеты, за $500 девочек, за 70-летнюю замуж образовать. Но в исламе продают, ну нормально. И пример приводит и 2 миллиарда нищих. Же глупо вообще. Ты где-то сейчас находишься в этом, да, короче, в большом моле, да, там, где торговый центр. У ветеран. זרובבל, אל תשאל אותם איפה הם Да. На улице плохо, поэтому сейчас и дождь пошел здесь. Там, где ты находишься, Коран не раздают случайно? Коран не дают там? Вот это, не Ну, раздают? даже придачу с деньгами, я его, во всяком случае, деньги взял бы, Коран сказал, отдадите другому, деньги взял бы я. Деньги нужны, а Коран мне зачем? Как даже некрасивую задницу пачкать, им тоже как-то пачкать не захотелось, задницу даже пачкать. Ну, ты имеешь в виду в туалете держать? Да, в туалет его подтирать как тоже некрасиво, но и то даже, думаю, его как-то... Зачем? Я, например, иногда использую так чисто. Вот когда начинать, я еще раз поду, 2 миллиарда мусульман говорят, вы о чем говорите? О чем? Вы с них гордитесь этим 2 миллиардами, что ли? Ну, надо же таким тупым быть-то, пример приводить-то. Эти вещи, книги нельзя дома держать. Это сатанинские книги. Я вам честно просто сейчас разговариваю. Шутки шутками. Тойзан, где ты? Заходи, тут и ягуды спасают ислам. Даже в туалете нельзя держать Коран, потому что это сатанинская вещь. Он в любом месте, где он находится. Запор, да, будет? Я понял бы, если... Давай так скажем, это не ускоривает процесс, как говорится, опорожнения. Я понял бы, если привели бы пример. Европа, видите, европейцы, это Европейский Евросоюз, вот видите, это мусульманские страны. Смотрите, уровень развития у них, образование. Все христиане бегут в Европу, потому что они мусульмане, потому что хорошо живут. А смотрим, Европа это христианские страны. А кто туда бежит? Мусульмане. Почему? Потому что дома нищета. Медицины нету, образования нету. Ну, чем? 2 миллиарда мусульман говорят. Кто туда идет? Никто. Оттуда бегут все. Европу, я так скажу, Европу наказывает Господь за то, что они вот это евреям сделали. Вот теперь, вот сейчас вот пусть получат вот теперь. Вот это их расплата. Пусть получат теперь вот этих вот. Евреев не хотели, нормально, которые развивали Европу. Пусть теперь вот этих получат. Сатанистов, которые их съедят там живьем. Но мало того, что они оттуда бегут, они еще хотят его здесь установить, в Европе уже. А эти свиньи спасибо не скажут, не говорят, что их приняли-то. Это свиньи, даже у них свинья-то она сказать не может. Может, она в душе благодарна, просто она языком не может сказать, что ее кормят там, одевают, не одевают, а кормят.
там ухаживать. Но эти люди, у них в голове нету, что европейцы их приняли. Понятия благодарности у этих людей нету. Они что, мы здесь расплодимся, скоро будут здесь мусульманские. Вот у них что в голове-то? Я даже Ибрагим, когда там чистка начнется скоро, чистка, они тебя тоже не пожалеют. Они не посмотрят, что ты там не за ислам. Там нацисты, твари. Ты еще не знаешь, что такое Европа. Я ненавижу Европу. Я ее никогда не буду защищать, даже если там мусульмане возьмут верх. Понимаешь? Ну, я так не скажу, потому что если не Европа, там не вот эти бы цивилизованные страны, этот мир вообще. Это Стелла насчет вот этого и я. Все здесь, короче, в шоке сейчас от того, что я сказал. В шоке, короче. Ой, Ибрагим. Мусульмане сразу радоваться стали, короче. Хоть один говорит там, оправдалась. Вот этот ти и я, это что такое вообще? Это непонятно какое-то существо. Я его пробила, он в Украине живет. Бегает по всем эфирам, где сидят разные народы с евреями. И наезжает, причем ругается он не с евреями, а с теми, кто сидят с евреями, понимаешь? То к азербайджанцам зашел, то к вам, то еще кому-то. И бегает, и всех оскорбляет. Не понимаю, что за тип, что он хочет и что ему надо. За ислам топит. Только я не понимаю, что он в Украине делает, если он за ислам топит. Поэтому, то есть он вообще никакой, не дискуссионный, ничего, какой-то. Нет, он не способный разговаривать. Я бы не напала бы на него просто так. То есть я его уже в 2 эфирах ловила, вот так вот сидела в эфирах, он приходил и также оскорблял людей. Люди пытались с ним общаться, он ни на какой контакт не хочет наводить нормально. И ты же видишь, он зашел, сразу начал тебя материть, угрожать и всякое такое. Вот эти люди, они все одинаковые. Напрочь отсутствует мышление. Да, разума вообще нету. Обезьяны как-то умеют, а эти не умеют самостоятельно. Им книжку подавай. Обезьянам книжка не нужна, инструкции нет у них. Они умеют жить. Миллионы лет живут. А этим людям книжка нужна. Без книжки жить не умеют. В туалет не умеют без книжки ходить. Там надо дописать, как в туалет надо ходить. Когда будешь расправляться, ты в полосатом халате придешь с хренотенью на голове. Я его представляю такой, с сальтами, короче, с приемами, там, как Брюс Ли. Знаешь, он боится со своим именем прийти, со своей фотографией прийти, но угрожал он примерно пол ТикТоку сегодня. Тия. Знаете, Тия? Тия, ты тут? А ну, подай голос. Поднимется, я спущусь, проблемы нет, в общем, поднимется. Не Его вроде нету. В чате нету. Леона, я, если что, Леона спускаю, потому что он все равно спит. И он спит уже давно. Так, Леон. Я же сказал, что им займется Буданов, короче. Его там нашли уже, короче. Представьте, если арабы там какую книжку не придумали бы на своем языке, мир не знал бы, как жить. Чеченцы не знали бы, как жить, как строить отношения семейные. Вот он, Кракен. Это... Ты где был, на джихаде? Чего тебя весь день не видно? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я на совещании у Аллаха был, летал на Аль-Буряке к Аллаху на совещании. Смотри, Вендетта, сейчас этот поднимается сюда. Ти и я. Куда он делся? Короче, это двойным памперсом. Вообще крутой. Уж маршал дун масага маршдол. Машвол. Это тебя прямо не хватало, это прям твой пациент. Это мне жирного муджеда. Ты куда пропал? Вот он соскочил, представь, как Вендетта зашел, как джин, которого Все, уехал. Ибрагим, он пошел за вазелином.
Мазелин нельзя, им нужно тминное масло посудное. Что это за история, что Ильяу написал, что узаконили некрофилию? В смысле? Алло, салам алейкум. У меня такой вопрос в Вендетте. Вендетта, я был там в Кабуле под мостом, но тебя я там не видел. Что за движение у тебя? Я сегодня на совещание к Аллаху летал, только спустился на Аль-Бурага. Вау. Пойми этого, что он дать хочет, бахоко. Я пятикратный чемпион мира, пятикратный олимпийский чемпион по прыжкам налево. У меня шестикратный пояса по Корану Камасутры, Аллаха. Давай, все, оставила. Куда все влетают? Это как магия, бывает. Ты сейчас всех отсюда выхолостишь, всех джиннов. Аккуратнее, Вендетта. Вендетта, мне очень интересно, после твоего совещания с Аллахом, мне просто очень нужно знать, мне деревья начинать растить уже или нет? Что Аллах говорит? Аллах говорит, что евреи нагнут весь этот, короче, Аравийский полуостров, короче, там уже гадалки не ходи, говорит. Бесполезно, говорит. То есть мой бизнес с камнями говорящими может пойти в гору, я так понимаю. Все-таки не отходить от этого бизнеса. Бочки еще, бочки запастись нужно еще, верблюжий этот, короче, компот хорошо пойдет. Я вам клянусь, если в Европу завести камни и сказать, что они говорящие, что в нужный день, в судный день они заговорят, я вам клянусь, что они купят. Это реальный бизнес. Да, кстати, ты этот лайфхак дала для бизнеса. Говорю серьезно, Ибрагим. Это прокатит по-любому. Это бизнес-план серьезный. И причем на всех мусульман, не все купят. На Этот всякий Мусафир не ваш клиент? один купит. Это про кого ты говоришь? Вот внизу тут один зашел там с именем интересным. Мусафир? Да. Мусафир это гость. Мусафир на арабском, мусафир. Я Саул, песня оттуда, да? Мусафир, я Саул. В тюркоязычных языках это гость. Мусафир на арабском, мусафир, по-моему, это путник или путешественник, по-моему. Путник, да. Это как у самурая нету цели, у самурая только путь, да? Алхамдулилlah. Да, есть только путь. Путинник. Путинка, خلال درون سواء سموا موضوع كذا ولا خلال درون. Шайдин нилди бош, лепси гивен, арау бала бал гребане. Шайдин нилди бо. Атани дنيا маят. Ублюдок. الله ايش بايمن عديس بصلات ناخر عين يعطوه. يحكي رسولي. Это тебя тут просят люди. Азан, говорят, хотят. Сейчас я на Аль-Бурака сейчас. Свои поклонницы, видишь, одна за другой пишут. Азан хотят. Куда делся казахский, наш казахский муджахид? Он на Баяна можно было порвать. 3 баяна.
Вот это вот ты и я вы обсуждали, там, типа, с ним, он на дискуссии не выходит, на контакт не выходит. Я вспомнил эти вот фантастические фильмы, бывают про инопланетян, и там правительство, ученые все думают, как с ними общаться, там, как выйти с ним на контакт. Вот типа того, да, получается? Да-да, как с ним на контакт выйти? Ну, Там там, с помощью звуков бывает, они там находят метод, или с помощью каких-то там волн, там еще чего-то там, ну, разные, короче, варианты ищут. Короче, сегодня с Ниной пошли на навестить антисемита Ярова. Подарил ему подарок и сфоткали. Ой, блин, это были хохомы. Не, вот действительно, давайте вот это Машу. Nochtedin dat din gorio, что я хотел сюлеят, что лейш религии, ночи мата религии, дуаштат. Ках по хада хапе морду. Вот давайте действительно подумаем вот с такими, ты и я, там, и другие, которые не умеют общаться. Какой-то метод же должен быть общения с ним. خلينا какой-то, نوصل знаете. ду مسافر خلينا نوصل ду. этот ты и я, он один из тех, кто вообще во все тяжкие, все что угодно, вот такая натура дерьмовая, да, у вот этих людей. Вот он все что угодно сделает, да, для выгоды, там, из-за собственной шкуры. Но при всем при этом они будут здесь ходить, ныть по интернету, там вообще пародия даже на петушню вот эту, петушинство. Создавать препятствия. Тумар. Gardo musafir Leipzigā, žihādiešu TikTok oyuncu boy. Aşnır Leipzigā hudiešu, jo žihādēo. Ha? Oca ado, Allah ya aylak sumta doa. Hijrat мечта диешо, тие пагал. Там, где шариат или большинство населения мусульман, хоятся Аллах, уабусал бят Бог. Аллах и пророк отрекаются от вас, гребаных ублюдков, балаболов, которые себя мусульманами называют. Это, что те пагал, что Аллах, эйч, поймер, адис хок, шяче, поймер, стуг, шячи. Да, хочу или петушиться, мадаешь? Вообще, что чуешься, даешь, петушины, помелчу. Прова, машол, микрофон, легкий. סוחזי. חזון. חז משהו. סירי דקחיל מה סירי. דל משהו. משהו. Так, мусафир. Хубах мусафир. Мусафир, ты на джихаде или? Так и будешь сидеть. В норке идет. Стелла Мухазю. Вам делаю презентацию всяких интересных фоток. Кстати, в Дагестане же больше всего мужеловства. Я слышал часто, что там как бы и долги взыскивают так, и многие вещи интересные слышал. Там спид повышается с каждым месяцем. В Ставрополе читал там интересный такой случай, что, короче, дагестанцу один русский там, короче, задолжал денег, он пришел, короче, его этот, ну вы поняли, короче. Так, какой-то гость нарушил какие-то правила, сообщение пришло. А кто нарушил? Хуя, что случилось? Ну да. По-моему, Да я не разбираюсь в этих. по-моему, Стелла, она вылетела.
Вот у нас тема Да, Стелла про... беспредельно. Что вы можете сказать вот по теме? У нас вот 1 июня был Международный день защиты детей. Весь мир его отметил, но вот тут текст о чеченских детях, погибших от рук российских военных. Короче, в общем, никто их не вспоминает до сих пор. Вот почему это происходит, почему не вспоминают, может, это наша вина или общая вина. Еще раз подчеркну, эти 42 тысячи детей, да, это тоже такая примерная цифра, да? Да, это примерная цифра. Да, точно там. Да, и не все полностью это чеченские, там и русские, да, и евреи могут, и ингуши, и черкесы, абсолютно. и разные там национальности. Там в основном чеченцы, понятно, Армяне. да, в своей массе, но потом есть и другие национальности. И вот эти вот дети, они граждане нашего государства, это наши дети. И вот эти вообще во время вот этих атак, там, бомбежек, вот это, всего вот этого нарушения, что там применялось и не применялось, да, всякие, как он, канат вот этот, который кидали там, потом гаубицы применяли полностью в городских условиях, короче, ну полностью стирали, да, там с лица земли вот это все. И всякие, короче, мины запрещенные, там пехотные, непехотные, лепестковые, короче. Все это применялось там. То есть все, что противоречит Женевской конвенции и так далее. И вот когда они этим всем дерьмом мочили, это все, у нас такая примерная цифра, да, опять-таки точно это поголовно неизвестно, но примерно около 20 тысяч самих русских. В основном в городе Грозном проживали, вот в первую, в частности, войну, да, очень много пострадало. Бабушки, женщины, дедушки, короче, дети, короче, вот подряд они когда мочили. То есть вот такая ситуация. Ибрahim, мы в центральном бомбоубежище, правительственном бомбоубежище мы находились, я ребенок был, нас 72 человека там было, и там 60 с лишним человек были в основном русские, армяне и семья евреев тоже, одна семья, и мы чеченцы. Остальные... Артиллерия. Вы говорите, градом там бомбили? Кстати, по городу бить градом. По городу бить градом. Да, мы... Да, вот смотрите, проблема в чем... Да, вопрос в чем стоит? Почему на этой трагедии, на вот этой 42 тысячи, большая очень цифра детской смертности, да, вот в войнах, почему на этой трагедии висит табу? Вот мир молчит об этом. Когда каждый год отмечает День международной защиты детей, этих детей не вспоминают. Украинцы же вроде что-то делают через ПАСЕ, или как оно называется? Это военное преступление в любом случае. Давайте этот момент подчеркнем, почему это происходит еще раз. Вот эти вот эти вот все абдулачины, которые лазят везде всяким, то есть жертвы вот этого идеологии там ваххабизма, там истинного ислама, они все лазят по всем интернетам, без разницы, в государствах, где проживают, по всем юбкам, по всем инстанциям, по всем возможным там учреждениям, везде, каждый где лазит, никто не, как мы здесь это упоминали, да, не, скажем так, все боятся, да, там никто не соизволит пикнуть о своей проблеме, сразу начинают говорить, ну это же небезопасно, там у меня родственники туда-сюда. Поэтому свою собственную тему они умалчивают, но при всем при этом эти люди
начинают говорить, ну, распространять вот такие, да, всякие настроения, там, темы о том, что нужно преследовать каких-то карикатурщиков, потом за Палестину, короче, кого-то преследовать, то есть за инакомыслие в отношении религии, короче. Поэтому вот такое поведение вот этих адебилизированного вот этого общества, вот такое поведение, оно создает такой образ или ну, такую ситуацию, да, вот это все создает, что когда на нашу проблему кто-то извне смотрит и начинает как бы, ну, с сочувствием, скажем так, с солидарностью, с сожалением, вот стараться приглядеться, смотрите, вот что с ними происходит, ты свою личную тему, скажем так, вот эту бутылку, да, на которую, извиняюсь, да, образно, грубо говоря, на которую посадили весь народ, вот этот вот пассажир с этой бутылкой там встает, начинает ходить и рассказывать, что он будет как бы преследовать за какие-то карикатуры кого-то, потом с ЛДПРом в Украине. Запад хочет через Украину принести ЛДПР чеченцам. ЛДПР это понятно, да, кто не в курсе, я как бы цензурю вот это ЛГБТшное движение. То есть вот эта тема там где-то проскакивает, типа против этого там эти люди пытаются бороться. Потом спасать колодцы Палестины, спасать колодцы Лимпопо, спасать, копать колодцы, короче, я не знаю, в Уганде, там, в Руанде, где угодно. И люди, когда раз вот так вот приглядываются, вроде бы с тобой, к тебе так относятся, начинают относиться с сожалением, да, как бы с солидарностью, и видят, что ты с этой бутылкой ходишь, даже не соизволил ее даже извлечь там, или, извиняюсь, да, за такой грубый пример, но примерно вот что-то такое. И ты ходишь и говоришь, я там, давайте, братья, сестры, скинемся в колодцы, Лимпопо там. Раз люди удивляются, елки, им что, без разницы, 42 тысячи детей погибло, 300 тысяч там населения, куда-то по Украинам везде раскидывают их, еще этот с бутылкой ходит, короче, в открытую. И ходит, и еще говорит, что там где-то колодцы копать. А когда свою тему ты даже затрагиваешь, он говорит, не-не-не, об этом мне опасно, я не хочу об этом говорить. То тогда у внешнего какого-то наблюдателя, будь это ООН, будь это там, я не знаю, какая-то международная организация по правам, по неправам, кто бы это ни был, они начинают, это вот какой-то мазохист, да, ему вот так нравится, он там спасает Лимпопо, Мняму спасает, короче, грозится послать туда войско, голова которого будет стоять у ворот этих подонков, президентши Мнямы, а хвост будет у мечети Ахмата Хаджи, то есть вот такие, да, там какие-то лозунги. И вот когда за этим всем наблюдают, и складывается у международной общественности, все сложилось впечатление, это у них, значит, нормально, это вот такие мазохисты, короче, им так нравится, они то есть о своей теме вообще не говорят, потому что им так приятно, это их как бы повседневная там жизнь их, они ходят, короче. Какие-то какие-то млямы ноют, и ты сам вот этими действиями, да, ты, каждый вот наш соотечественник, ты сам своими действиями, дебил, всему миру показываешь, что ты, вот тебе это все нравится, и что тебе наплевать на твоих близких, соотечественников, на свой народ.
и что у тебя нету вообще в этом проблемы. Твоя проблема в Мьянме, в Палестине, в Пакистане, в Бангладеш. Понимаешь? Вот. Типа у нас и вокруг нас все хорошо, типа везде. Я думаю, если туда бы... добрались. Я думаю, если бы 10 тысяч чеченцев, например, вот вышли бы там в Германии где-нибудь, многие европейцы, я даже думаю, не знают, как бы, если даже кто-то знает, он не помнит это. Если бы они точно так же, например, выходили бы там, вот как эти палестинские флаги там мелькают, то как бы... Дело в другом, тут смотри, их волнует все что угодно, да, а свое горе, вот то, что это же траур, горе, их это не волнует, понимаешь? Насколько у них башка забита этой тупостью ислама, российской пропаганды и страх, что свое горе, да, они не хотят поднимать. Мало того, вот сказали, да, там запугали. Кого запугали? Если вы станете все опять против всего этого, кого ты можешь запугать сейчас? Я бы, если был бы в Германии, увидел бы это, тоже присоединился. Я от себя говорю, как бы. Я думаю, многие бы присоединились. Чем больше это будет подниматься тема от чеченского народа, те же самые потом чеченцы будут внутри поднимать то же самое. Одна акция много чего поменяла бы. Да? И та же Россия, она уже не та. Смотрите, что случилось после Украины. Они сдали все позиции, всех своих союзников уже отдали, сдали, лишь бы уже сами удержаться на плаву. Не, я имел в виду, если в Германии где-то на митинг примерно 10 тысяч чеченцев вышли бы, много... Вопрос. Если бы еще подняли бы эту тему... А то 400 тысяч говорят, прикинь. Палестинцы уходят, видишь, без проблем, когда хотят, устраивают. За Палестину вообще не вопрос. Против евреев и за Палестину они там, против там, за нашу проблему. Я думаю, даже сами европейцы бы поддержали бы, присоединились бы, если бы узнали бы там, например, один там пришел домой, там узнал, что там как бы происходило, и вернулся бы, может быть, там вышел бы с вами там. Европейцы сами свободолюбивые люди, свободу любят. Что европейцы этого не знают, а чеченцы должны собраться, да, поднять эту тему. Прикинь, 10 тысяч это вообще капля в море по сравнению с 400 тысяч. Даже вот это не делают, а за Палестину... Ну вот, например, у российского посольства, например, собраться, я думаю, сразу заметят, особенно по нынешней повестке, как бы, если бы... Хотя бы этих индейцев от нас отделить, сказать, что мы не причастны к их темам. Хотя бы один раз. Тут тоже скоро под одну ребенку пойдем. Нет, мы сейчас все идем в одной связке. Все вот это буду... Вот сейчас то, что мы здесь, да. Это часть из нашего общества сейчас в ТикТоках, там где-то на интернет-площадках, мы еще в обществе, нас нету. То есть пока нас, скажем так, мало кто знает. А вот это вот именно исламистская вот эта сторона тут очень конкретно годами во всем цивилизованном мире поработали, и там уже конкретно вот этот анти-имидж, да, он очень сильно создан, работает, и это очень такая пагубная тема. И какой вот этого альтернативы ее пока еще нет, это только какие-то средства массовой информации. Вам чеченский айпак нужен. Ибрагим, вот этого СС Муслима и одного вот этого типа интервью же видел, ты как вот этого Фатхи завозили, как они вот это все мутили, как они нам вот это институтов, там арабов привезли, 2 инструктора с Афганистана, вот это видео видел ты, Ибрагим?
Первую часть я посмотрел, вторую часть чуть-чуть я только зацепил. Там еще есть продолжение. Dēls мобара гучу больше, будь я счастье. Это лучше. Это лучше, что Конечно, а вот это кайфух вообще. У меня даже ощущение, если бы даже 50 человек вот с посольства вышло бы вот в этот день, например, 1 июня, я думаю, как бы обратили бы внимание и показали бы, и даже бы отправили бы, наверное, там тот же Дольче Велли, там, я не знаю, там, или как там эти каналы называются. Бачи, я выйду, поднимите этого, как там его, там парень пишет, поднимите. Так, давайте я пока чуть-чуть занят. Я буду- Не, я пока буду- Не, я пока буду слушать, я чуть занят, пока уже это самое. Выхожу на время. Ну, все повылетали. Нури он вот этот хочет подняться. Поднимите его. Пусть он расскажет. Кого поднять? Слышно меня? Написал его в чате. Да, добрый вечер, ветеран. Добрый вечер. Вот что вы тему подняли, у меня это было в голове, я это сделаю. Вендетта слышит, я ему заказал 3 флага. Я вот когда флаг будет, я с этим флагом буду выходить. флага? Перед посольством буду, каждый раз буду ходить с этим флагом в Кёльне. И обращусь, слушай, Дженни, в Кёльне, если есть чеченцы, я вот с этим флагом стою на Рудольф-плац, обычно, где палестинцы собираются, свой митинг устраивать с плакатами со всеми. Вот я в этом месте буду с чеченским флагом стоять. Если в Кёльне есть чеченцы, вот в это время я обращусь и посмотрим, есть в Кёльне вокруг чеченцы или одни мусульмане. Вот этот флаг будет. Я давно думал, просто вот если Вендетта слышит, флаг будет готов, мы с ним там в Берлине обычно встречаемся, он флаг сказал, делает эти флаги, я буду уходить с чеченским флагом. И здесь есть парни, которые сказали, тоже они будут со мной уходить, тоже. Вот 3 флага мы ему заказали, вот эти 3 флага, если его делают, тогда и журналисты будут подходить. Допустим, на курсе немецкого языка, я сейчас в последнее время болею, не хожу, учительница про Палестину. Когда я пришел про Чечню, сказал, что война, она не знает, что в Чечне война была. Ей там под 80 лет не знает, что в Чечне война. Почему? Потому что никто не говорит. А палестинцы здесь каждую пятницу устраивали, в последнее время нету митинг. И напротив, рядом на Рудольф-плац евреи тоже. Вот я рядом с их там человек 10, я рядом с ними стоял, их флаг держал. А здесь напротив, там палестинцев очень много, там не только палестинцы. Но я рядом стоял с евреями, их флаг держал. Но я думал, что в следующий раз, чтобы чеченский флаг был, чтобы рядом с еврейским флагом, чтобы рядом с евреями видели чеченцев. Поэтому я хотел, вот не было у меня флаг. Будет флаг, я с этим флагом в Кёльне буду ходить. Если кто считает чеченцем себя, вот я назову время, место, где я пускаю вот 1, 2, 3 человека, потихоньку будем собираться, искать единомышленников. А эти свиньи, которые ищут меня, пускай тогда туда и подойдут. Там они увидят чеченца, который стоит своим флагом. Но это я недолго, я говорю, в следующем году, дай Бог, мы 23 февраля я хочу, чтобы в Кёльне почтили память чеченцев, которые были выселены. Но этого в Кёльне никогда не было. Поэтому чеченцев в Кёльне не видно. Нету их. Есть мусульмане, которые в мечетях. Но я сказал, которые в мечетях собираются, это не чеченцы. Чеченцев надо, они отдельно должны собираться. Они в мечетях. Не в этих норах надо их искать. Этих, как его... Забыл этот. Такое слово, это где отдыхают обычно. В притонах.
в притонах этих мусульманских. Чеченцы отдельно должны свои интересы, свои озабоченности должно быть, свое горе. А мы свое все забыли, там Палестина. Если вы так думаете, Судан война идет, в Мали идет сейчас война, мусульмане убивают. Я говорю, вот я буду уходить. Поэтому Вендетти заказал эти флаги, я 3 сказал, он сделает. Видимо, не получается, или торопится, или денег нет. Если денег нет, вы там ему отправьте деньги, у кого есть. Пускай на 10 флагов, здесь может 20-30 человек нас соберется. Я обычно нашим друзьям евреям, у них обычно деньги бывают. Если ему отправить, он там сделает, надо, говорит, заказать. Вот такую картинку надо только на этом английском и немецком языке. Вот Я то, что сейчас. в Кёльне это сделаю. Я в Кёльне, я хочу уйти. Я буду уходить. Вот там евреи выходят. Я с чеченским флагом. Я хотел, тогда у меня флага не было, когда я с ними стоял. А там напротив палестинцы. Там не только палестинцы стоят. Сколько этот флаг стоит, Вендетта? Не знаете, Вендетте надо сказать. Там один большой флаг надо, и такие флаги обычные, стандартные, что в руках, чтобы их носить, чтобы. А такой длинный тоже флаг. У нашего друга в Берлине, у Хизира есть большой на всю стену. Ему Вендетта сделал, видимо, не знаешь, вот, потому что Вендетта у него часто там отдыхает, может, поэтому большой флаг сделал там. Вот такой Вендетта, слышишь, да? Думаю, наши братья отправят тебе деньги. Где часто бывает туда большие вещи. Я-то знаю, почему ты большой. Потому что Хазир нас хорошо встречает. Но я ему флаг ничего не могу пока возможности. Средний стандарт, стандарты Карена. Короче, нам если эти, вот наши братья, я думаю, в стороне не остаются, деньги у них есть. По-моему, я говорю, хоть 10 флагов. Нужно заметить, что это оригинальные флаги. Это не шестеренки, не там вот эти, хрен знает что. А это именно пятиконечные звезды золотистые. Как, это 100% стандарт. Чеченцы, если будут проходить мимо, когда увидят, что чеченец стоит своим чеченским флагом, и пройдет мимо, это уже не чеченец будет. Если он пройдет мимо, он лазику скажите. Флагом, у него денег много, лазик. Это уже не чеченец, можно сказать. Вендетта, сколько эти флаги стоят, Вендетта? У лазика денег много. Сколько? Чуть округлить можно, сумму можно округлить, там чай, кофе, когда я не слышу, братан, перебивает. Сколько флаги стоят? Да, Леон, я сейчас точно не вспомню. Их, короче, мой старший, короче, этот сын, короче, его друг, короче, заказал. Он когда сказал, сколько стоит, он не сказал ему, что он рад, короче, от себя сделал. Типа цену не сказал из-за того, что тот хотел заплатить. Короче, так ему и не узнали. Нужно будет уточнить. Узнай, сколько эти флаги стоят. Вот, сделаем пару флагов. Пускай. Мне мой друг подарил. Он заказал в Амазоне его. Я перед российским посольством стану, и здесь буду в Кёльне, уходить буду и обращаться, чтобы в Кёльне кто есть, ходите. От меня тоже флаг, если вот, спасибо. будете вот собираться. Уже нормально. Вот начало надо, кто-то должен начинать это. Кто-то же должен начинать. Я не думал, что многие вещи мне самому придется начинать. Никогда не думал. Но бывает, что на себя приходится некоторые вещи. Я говорю, если это было доходное дело, небезопасно, другие брали бы это на себя. Но мы здесь не ищем, это недоходное место. Приходится такие вещи на себя брать. Я говорю, если чеченец будет стоять, я бы не прошел бы. Но это надо дать, инициатива должна от кого-то. Но я говорю, город Кёльн большой, здесь несколько тысяч человек, если вокруг еще, вообще много, позор. Никогда они здесь не собирались. Учительница говорит, я не знаю, что у вас война была. Я ей там кадры показываю кадры, где я там в Грозном в 96-м году. Там другие у меня есть, но я их не нашел кадры. Позор, это ж позор. Мне стыдно там про палестинцев уходит. Про Палестину она все знает, но про Чечню она не знает. А чья вина? Потому что журналисты, которые отсюда приезжали, мы их там воровали,
Потому что больше не приезжали. Во вторую никто не приехал. Они знали бы, если мы не резали бы голову там, не продавали бы, они во Вторую войну тоже приехали, знали бы. И немцы, и французы знали бы, потому что их журналисты освещали бы все это. Правильно, ветеран, правильно. Кто-то должен это сделать. Я когда приехал только в Европу, вот этот город, я когда все приехал первый, вот я пришел на спортзал, не пришел, вот я, наверное, где-то жил здесь, наверное, может, где-то полгода. Я зашел в спортзал, и там стоят, короче, голландцы, и меня один спрашивает, говорит, а ты откуда? Я говорю, чеченец. И он мне первое, что говорит, о, террорист. Да, гантель по морде, все. Прямо в лицо горят такие вещи? А не, он-то не так, он-то как бы шутку говорил, как бы уже, это какой год, это 2001 год, наверное, нет, 2000 год это. Я как бы знакомлюсь, и он как бы, я там других ребят как бы знал в спортзале, а он как бы первый был, он поздоровался туда, а он не как бы не так, что он как-то меня хотел там оскорбить, что он как бы шутку он так сказал. Ну, то, что по телеку говорили, то и говорил, то же самое. Нас же так и показывали по телеку. Да, что же ума надо, хватает в голове. Что такое это? Да. Вот здесь поднимаются эти бурдулаки, абдулашки, о чем угодно говорят, историю не знает, Коран не знает, свою проблему горе даже не знает. Это горе, это траур. Мало того, вот они сейчас поднимаются, да, говорят, мы не можем говорить. Я говорю, ты что, раб, что ли? Он говорит, нет, я свободный. Ну, говорить правду я не могу, потому что меня на бутылку посадят. Так получается, ты раб. За свободу надо драться. Ошейник раба всегда легче доспеха воина. Да. Тут было, пропустил Вендет. Все, что угодно рассказал. Вот все, что, блядь, сколько, какие туннели, куда, чего. Ну, про историю Чечни он не знает. Ислама он тоже не знает. И вот то, что творится, тоже он не знает. Вот. Не, ну тут же надо выводы делать уже. Сколько раз как бы народы, да, там истреблялись, можно сказать. Надо же какой-то новый путь выбирать, я не знаю, как бы. Лучше его друг сказал все время не сидеть. Вот так все. Указание было. Ай, блин, как... Лучше на двоюродной сестре жениться. Или на девочке 9-летней. Когда будет этот взрыв? Когда Путлер сдохнет, это, да, вот этот, там будет какая-то замена, вот Кавказ взорвется. Проблема другая будет здесь, очень серьезная. Кто там будет потом, не то что рулить, если останутся мусульмане, это будет очень печально. От Кавказа не знаю, потому что Кавказ, когда чеченцы сражались, там ни хрена не пикнул даже. То, что чеченский народ должен попросить от цивилизованного мира, это вывод войск этих гребаных террористов. Полностью. Все оружие. Это как в Афганистане, как при первой войне, которая стала. Вообще ни хрена никакого оружия не оставлять.
временный контингент войск, которые чтобы соблюдали порядок. Будем, короче, посмотреть, что хочет чеченский народ. И вот эти все войска, все базы, все, что там нужно будет, это будет за все платить чеченский народ. Милостыни нахрен ни у кого не просим и не будем просить. Потому что у нас все есть. У нас есть таблица Менделеева, у нас есть нефть, газ, да нахрен все что угодно. Нам подачки не нужны. Не, я как бы за свой скажу, народ. Из 250 тысяч у вас там 3 раза как бы это происходило, а у нас как бы одного раза в Казахстан хватило, чтобы как бы ополовинить как бы. И кое-как восстанавливаемся за все это время. Я помню случай дома, где-то, может, 90, я точно не помню сейчас, 96-й, что ли, было время, когда все в Грозном качали плотно конденсат, все, кому не лень, все качали нефть. И один раз отец говорит, короче, нужно было во дворе сзади еще отдельный такой туалет сделать, отдельно во дворе, самом сзади. И она говорит, надо позвали там копать яму, чтобы для этого туалет отдельно сделать, короче говоря. И буквально прокопали метров 5-6, как бы пришлось остановиться, потому что прям потекла запах бензина, аж пошел, там несколько метров прокопали, все, понеслась. Просто бурлить начало все. Да, я сам перерабатывал нефть, сам возил. То правда только ночью можно было, и то без света. Когда свет включал, это русские террористы, нахуй, просто вообще без предупреждения просто стреляли. Они на хребте были, на всем это, на высотках. Просто ради прикола. Вообще свет нельзя было включать. Короче, голову, короче, через окно, короче, высовывал и на ощупь. Представляешь? 10 тонн. ЗИЛ 131, газ 53, там перекачки туда 5 тонн не было, 4800. Сал, нефть, хиавор. Днем, короче, вот этот кустарный, короче, вот этот самовар 20-тонник, 10-тонник, там где поменьше бывал 5 тонн. Ну, от 100% нефти 98% продукции там уходит. Короче, с 10-тонного, короче, котла 200 литров от этого отхода только бывало. До того легкий дует нефть. Там есть скважины, из которого нефть, если грузовую технику зальешь, он сразу едет. Вообще нахрен. Его даже перерабатывать не нужно. Вот это грузовики, прямо если туда залить, бак, вот эта нефть, как есть, как из-под земли она уходит, и она сразу ездила, представляете? Это легкий нефть чувствует свой, да. Легкая нефть, да, получается? Легкая нефть получается в Чечне, если так. Очень, вообще там, я же говорю, 98% продукции уходит. Безотходная вообще. Поэтому русские пришли туда. Поэтому им нужна была эта нефть. Ресурсы. Ну смотри, то, что они вот в Сибири, в Тюмени, вот это, короче, достают там вообще себестоимость, короче, 50%, короче, уходит у них на добычу, потом это, там из него выходит максимум 60%, самый максимум 70% продукции. Остальное дерьмо, короче, вообще, короче, это не нефть, это какая-то жижа. Понимаешь?
Там из нефти много продуктов выходит. Ну да, по сути, оно безотходное вообще, в принципе. То 200 литров, которые мы сливали, это мазут. Его забирали из Моздока, приезжали за копейки, короче, вообще. Этот отход, чтобы они забрали. А из нее делают пластик, резину, да, короче, куча чего. Ну, я говорю, ту нефть, которую вот в болотистых местах, из моря добывают, морские вот эти скважины. А там, короче, как в горных местностях, там такой нефти не бывает. Там как раз таки это 30-40% вообще, это не это дерьмо, которое именно с нефтью ты вытаскиваешь, и ты должен это дерьмо куда-то утилизировать. Потом это тебе 50% обходится, короче, все это дерьмо, короче, расхлебывать. Леон, в Израиле есть нефть? Да, в море. Ну, чё, ну как нефть, газ. Нашли, есть газ. Ну там, где газ, там есть нефть. Зачем Израилю газ? Вот эти, вот, короче, дикари, короче, будут до границы возить. Им же кушать нечего будет, если нефть никто не будет покупать. Есть два источника газ. Один даже продается в Египет, там, в Европу. Вот. Но там, где газ, там есть и нефть. Просто пока они не открывают. На сланцевое месторождение есть, короче, там пласты, короче, вот это. Ну, короче, еще плюс вот этот дичь, которую нам втирали, что нефть закончится. Нефть ни хрена никогда не закончится, потому что это самовоспроизводящийся продукт. Как и наша кровь, которая вот это там каждая полгода, не знаю, что ли, 300, 350, 400 грамм. Ты сдаешь ее, она сама воспроизводит. Это земля то же самое. Это тоже самый живой организм. Нефть никогда не закончится. Эту дичь просто нам втирают. Доброго времени суток, участники. Пацифист Украина, Днепр. Послушал стрим, посмотрел, прилег, плакал. Эти свободные кайзеры. Поддерживаю плакат стрима, лозунг стрима, цифры стрима. Вот. Больше, чем чеченских флагов, вижу израильские флаги. Понимаете? Ну, как участники с израильскими флагами объяснят, что только с осени 23 года, ну, обострение конфликта там Израиль-Палестина. В Палестине погибло 21 тысяча детей, а в Израиле 63. Ну, как участники с израильскими флагами такое сравнение цифр объяснят? Спасибо. Чего? Почему у вас погибло меньше детей, чем у Палестины, спрашиваю? Почему у палестинцев погибло больше? Потому что палестинские пидоры прячутся за детьми. Вот почему. Потому подожди. что палестинские террористы Нет, прятались под школами, под больницами, да, вопрос, поэтому. Не этот вопрос, он вопрос задает, почему, как объяснять евреи нахождение в этом чате, при том, что палестинских детей они там уничтожают, все такое. А как ты объяснишь, что еврейских детей мусульмане нападают, убивают? Вот как ты это объяснишь? Давай начнем с первого. Я не хочу полностью все объяснять. Включи микрофон. Короче. Ты разговаривать будешь или так? Кинул камень и убежал? Первое. Вы как израильская политика.
Во-первых, Я научитесь спрашиваю, обращаться. подожди, Стелла, Вот. без- Интересуйся. Я поинтересовался. Леон, дай мне... Спрашивать с меня ты не будешь. Леон, дай мне его, я ему... Вот Только есть спокойно, цифра. только спокойно. Есть цифра. Что вы все... Цифра есть. Гибели детей. Не могу Я спокойно. Чехова тебе флага задал нет. вопрос. Зато есть Я несколько тебя- израильских флагов. Я тебе Леон, задал да, Другой более вопрос. вопрос модерный был, я ракеты поинтересовался. А вот кто ты, Как вы Лазик, кто объясняете ты? такую Дайте мне разницу это. в Я просто, цифрах? я знаю, что говорить. Я знаю, вы Пострадавших просто 63 объясняете это ребенка. одно и то Ну, же. я Ни посмотрел. хрена. И Пускай он 21 ответит на вопрос. тысяча палестинских. Такой был вопрос. Я тебе задал вопрос. לתת ответь לחריף мне. לענות לו שהוא יצטער על שהוא שאל? Стелла, ты можешь объяснить, рассказать. Это Я будет не подниматься собираюсь еще один... объяснять и рассказывать, Леон. Почему, когда вот я вот это, то ты, то Лазик, ну давай говори, давай. Да вперед, потому что давай. я не собираюсь ничего не спрашивать и не разрешать. Я Пейсифел, интересую. откройте свой микрофон, пожалуйста. Начинается, ладно. Почему Откройте ты свой не микрофон. спрашиваешь? Не вопрос к нему, вопрос к нему, да, Стелла, секундочку. תן לי רגע, Колокольня. תן לי רגע. תן לי רגע, Да אני он, גם ככה да он עצבנית, תן לי издевается, אותו רגע. прикалывается над тобой. Вот. Хорошо. Я увидел третий израильский флаг, поэтому Алло, третий раз алло. повторяю. Как вы Не надо мне сравниваете? третий раз Почему повторять, такая я вас разница с первого в раза цифрах? поняла. Алло, Почему такая разница в цифрах? слышишь? Как вы Почему объясните? такая разница в цифрах? Послушай меня. Значит, ты украинец, пришел возмущенный и спрашиваешь нас у евреев, те люди, которых ваши предки убивали мой народ, больше миллиона Да не евреев, украинцы он, тебя что хватает, да закрой рот секунду, Леон, у Да тебя он- хватает ты можешь наглости спокойно, прийти ну, и угорайте. спросить у нас, почему Он не нас украинец, меньше он с умирает? России. Он с России, он не украинец. Будь, кстати, поумнее. Он приходит сюда масло подливать, я его знаю, этого шкета. Будет, неважно, и с России кто Ой, придет, бля. такой же ответ получит. Подожди, Такой ты же ответ. малохольный. Да, малохольный. Скажи мне такую вещь. А почему ты задаешь вопрос, что наших детей убивают, да? Леон, ты умничаешь, блядь. Вон, Мартин его знает, он говорит, что он с Украины. А ты Да. знаешь, что я его сейчас пробью, чтобы тебе легче на душе было? Бля, как вас с вами легко, как и с вами, блин, почему вот это, вот вы только, ладно, не здесь, это мне уже надоело уже здесь, вы уже. Вот скажи мне, малохольный, вот ответ, открой кукурузку. Сразу вы кричите, подгораете. Что-то как-то грустно все. Короче, выкинете его, если не хочет он говорить, так все, выкидывайте его. По факту. Не, Скажу вы- по факту. выкидывай, Ведь выкидывай. это А чей переход это на эфир? личность и Если ты не оскорбление. хочешь говорить, послушай Это же меня, послушай агрессия. меня. Я хочу Послушай говорить, меня, я сказал, малохольный, я ответь повторил на 3 вопрос. раза вопрос. Почему вы не Я хотите тебе задал отвечать? вопрос, встречный вопрос. Вот. Почему Переход ты на не личность и говоришь? оскорбление. Вот это ваша А подлость. чей это эфир? Вместо того, чтобы предмет Я тебе общения. скину Ну, если его нет аргументов, аккаунт, Леон, повышайте посмотришь, интонации. где он Давайте находится. Дайте мне, вперед. дайте мне это. Слышишь, дайте Леон? мне. Набалки, вы אל תתחכם шармуты, איתי. все. בדקתי את המוצר, הוא מאוקראינה. Беседа. Он же сказал, Скажи мне что такую украинец. вещь. Откуда у тебя такие данные? То, что тебе ХАМАС дал? Какие данные у тебя? Я взял. Не, загуглил. откуда у тебя такие данные? Ты не Джемини, вопрос. Джемини, Откуда у тебя посмотрел, такие задал данные? То, что тебе вопрос. ХАМАС дал? Джемини. То есть то, что говорит Россия, подожди, то, что говорит Джемини. Россия про Украину. Да Стоять, ты не стой. только слух и память, Стоять, ты совесть стоять. потерял. То, что Россия До говорит про свидания. Украину, мне значит У надо... вас не то, что слух, а памяти, совести у вас нет. То, что говорит Россия. Совести нету у вас. Вы больше Всё, миллиона я от моего вас народа ухожу. убили, сука. Закрой свою пасть. Пришел бы хоть один украинец, сука, извинился бы перед моим народом. Да, Пидоры кончено. гнойные, блядь. Вы сжигали мой народ заживо, блядь. И ты пришел с меня спрашивать, почему у нас меньше детей умерло? Твари, блядь. Вам всем Бог возвращает, запомните. И мусульмане к вам приходят, потому что Бог вас наказывает за то, что вы делали с моим народом. И вместо того, чтобы извиниться перед нашим народом, ты еще спрашиваешь, почему у наших детей меньше умирает. Да потому что мы у своей стране и больше не позволим, чтобы нас таскали, сжигали заживо наших детей. Понял меня, пидор старый? Стелла, он сидит... Тварь.
Он сидит, поддерживает Россию. Это дебиленок. Леон, ты заебал уже со своей Россией и Украиной. Мне похеру откуда Потому он. что, подожди, Ты потому что ты, бабу. подожди. Нет, Леон, Стелла, ты включи как понимаешь, мозги. ты почему-то думаешь, Включи что я мозги, какая-то сюда дура. заходят Нет, россияне нет, это ты и включишь пытаются мозги. тебя Ты думаешь, что в постопалить, Украине, а ты блядь, без... нет антисемитов? Да ладно, Открой всё, глаза, они есть везде. И я Вот- буду ебать всех. И даже Так азербайджанцев, еби откуда всех, я что ты орёшь, родом, блин. Вот это он и если они хотел себя сделать. ведут так, я их Посмотри, тоже он буду зашел ебать. Ты спокойно, меня понял? тебя Я раздать не понял. делаю никому скидок. А могла его Мне ты раздать? похеру, кто прав, кто виноват в своих войнах. Но со мной никто не будет так обращаться. И он с Украины. Не надо мне говорить, что он не с Украины. Я его пробила. Отсри, он тебе специально спровоцирует, и ты ведешься Да на мне это. похеру, Вот. кто меня специально провоцирует. Просто не надо заступаться и говорить, он за Россию. Перестань. В России есть антисемиты, и в твоей Украине тоже есть. Угомонись Батальон уже. какой-то, да? Мозги вы не включаете вообще. Вообще. Да, ты включаешь Так, вот мозги. меня Ты, вот- блядь, пиздец как включаешь мозги. И он это... Доставь меня, Леон, но я не люблю это лицемерие. Ладно. Я ненавижу лицемерие. Так можно красиво его Если вывести кто-то из пришел, себя. да, а ты его красиво, да, откуда у вас это Так я понимаю, что список ты с перебиваешь, Хамаса? да. С Хамаса Ты перебиваешь это список. меня, вот Да и ему получается, похеру, да. как, Вот он- ему то, что он похеру хотел. на Ладно, всё, список, он ладно. тебя спрашивает вопрос, почему у тебя Позор, так мало позор. детей Забуша Маша сдохло. Тосакша, блядь, кулям. Это то, что он тебя спрашивает, Леон, когда где уже твоя гордость проснется, а? Он тебя спрашивает открыто, почему твоих детей так мало сдохло? А ты его спрашиваешь, ваши списки от Хамаса. Он тебя не спрашивал, почему там много. Он говорит, почему у тебя мало? Блядь, где ваш интеллект еврейский? Я не понимаю, блядь. Стелла, Убей ты меня, не могла бы могу. сказать. Сидишь, орешь здесь, как ненормально. Успокойся. Потому что когда ты тупизм от смотри, евреев рабочего. выходит, меня это выбешивает, Леон. То, что он хотел сделать, он... Перестаньте уже извиняться То, перед что он народом. хотел сделать, Нам не он за уже что сделал. извиняться, Ладно, всё, Леон. вставай. Нам не за что извиняться. Мы живем и будем жить. Если какая-то тварь придет меня спрашивать, почему моих детей меньше умерло, я его раком поставлю, блядь, и отправлю обратно в ту дырку, откуда он вылез. А если ты собираешься сидеть и отчитываться перед ним и спрашивать, откуда у него эта информация, так сиди, блядь, если тебе это нравится. Я больше ни перед кем извиняться не собираюсь. Пусть этот украинец зайдет и извинится передо мной. Слушай меня. Давай не надо вставлять мне слова, что я хотел сказать, что не хотел сказать. И то, что он хотел сделать, у него получилось прекрасно. Кстати, мозги включите, и все будет нормально. Можно красиво же раковину поставить. И не делать здесь... Да, согласен. Ну, аккуратно. Леон, поддерживаю тебя. Нормально ты себя Вот разговаривал. то, что он хотел сделать, у него получилось. Вот эти эмоции, можно красиво его на эмоции потом вывести. Ну, так Конечно, это надо в было, этом и цель была, и человека на эмоции. надо вывести. было отдать его просто нам, и все, мы его сами разобрали бы. Прибегают, перебивают, а потом еще пихать свои слова постоянно. Хватит, надоело уже. Стелла, вы просто кричите, как вас не отключить было? Вы кричите, орете, слова не даете вставить. Аж страшно стало. Поверь мне, у меня больше эмоций, чем у тебя, Стелла. Поверь мне, еще больше. Как по мне, я бы вообще сказал бы там всех перебить. Но это же нельзя, мы же толерантны. Если каждый раз так реагировать на все, что они там придумывают, говорят, вообще нервов не хватит. А если на каждого так реагировать? Ну, я и говорю, это же Дело в дурдом том, будет. что они пришли намеренно убивать нас, намеренно. А когда наша армия заходила, говорила, предупреждала за неделю, за две, вот такой-то участок детей с семьи убирать. То, что Хамас ставил детей и показывали, да, под ракеты, под бомбы, прикрывались, то, что Хамас пускал детей вперед, сколько мы детей спасли, этих палестинских, сколько мы детей спасли, когда от перестрелки наши солдаты погибали. Об этом они не хотят говорить. Поэтому, как Стелла говорит, это из них сверху прилетает. И тут надо понимать прекрасно, понимать, очень четко понимать. А когда к нам приходят с войной, уже политика Израиля поменялась полностью. То есть весь Ближний Восток мы поменяли. Мы поменяли всю политику и будем менять. Что третье поколение задумалось. А вот эти антисемиты, которые приходят с Украины, с России, с другие, мусульмане, вы ничего не измените, вообще ничего не измените.
Я никого не выкидываю, я вообще не модер здесь. Подождите, а чей это вообще эфир? Zero. Я выкидываю это. Он на меня недавно подписался, я не могу понять, кто это. Откуда я знаю, кто тебя выкинул, Стелла? Что ты хочешь? Надо красиво... Не, я выкинул, просто мат пошел там, поэтому выкинул чуть-чуть, чтобы Да, остыли. лучше не ругаться, потому что и так... Мало того. Может, предупреждение вам пришло? Когда взяли за яйца ООН, пошли суды, ООН сам признался, что эти цифры недостоверны. И потом сколько вещей показали, что сами же работники ООН были с Хамасом. Так что заходит сюда антисемит, пытается Ляд Ликутану включить, чтобы на эмоции. Надо ему тоже так же красивому вставить, и все. Леон, с тобой мы в личке поговорим, я не хочу тут устраивать это. Да, ты оставь. Не-не-не-не-не, ты послушай меня. Да, ты тоже надо уважения, когда что-то говорю, остановись. Уважение. Потом говори. Леон, ты да, тут я час скажу, сидишь и говоришь, я пишу час уже, поднимите меня, я хотела именно с этим оппонентом У меня поговорить. нету модера. Тебя человек спрашивает, какого я знаю, у вас мало детей умерло, а ты ему говоришь, ты список Хамаса, ладно, теперь с тобой разговор закончен. Потом. Да. Ты любишь доебываться до людей, спрашивать 100 раз один и тот же вопрос. Я только девушке отвечу. Девушка, вы знаете, когда вы находитесь постоянно в состоянии войны, и народ, который убил вашего народа, лично этот народ убил моего народа больше миллиона людей, сжигая заживо мой народ, имеет наглость не зайти извиниться за своих предков, а имеет наглость зайти и спросить, почему у меня мало детей умерло. Уж пардон, кроме криков и матов у меня ничего нету таким нищебродом, опущенным морально. И хоть я за Украину, но такому мне хочется очень много гадостей сказать. Что тебе специально Ляд Ликутах, что ты видишь? Леон, я прекрасно понимаю, что зачем заходит. Подними это поле в сердце, которое пишет, что-то пишет. Вот Да пуля в задницу у него, а не в сердце, блин. Иди отсюда, еще один придурок. Я ваш Израиль маму ебал, пидорасов. Маму твою, бабушку твою. Я вашу иудейскую маму. Стелла, подожди. От мертвых до твоих живых. Доволен? Молодец. Стелла, подожди. Он пулей вылетел. Потому что, понимаешь, эти люди, я их 3 года уже знаю. Ну, пускай говорит. Я одну и ту же хрень слушаю от них. Ну, надо с ним общаться, узнать, кто он, что он, почему, надо... Мы общались, мы уже все знаем о них. Поверь мне, некоторых из них мы знаем даже адреса их, телефоны. Ну, с этим я не общался, я с ним пообщался. Ты хочешь, пожалуйста, пообщайся. Только я не собираюсь слушать вот это дерьмо, которое будет мне говорить, что мой род еврейский или еще что-то будет делать. Ну, ладно, этому пуле еще шанс дадим еще раз. Да, пускай поднимется. Поднимайся, Пуля. Шанс не надо давать, чтобы, этих израильских пидорасов выебать. Он закрой, тварина. Подожди, я сам себе шанс найду, Разговаривай как мужчина. Стелла, секундочку. Ты откуда, брат? Что с тобой? Что тебе евреи сделали, можешь сказать? Выключаешь, как это было? Зачем ты мне тогда вопрос задаешь, если ты мне микрофон выключаешь? Ну хорошо, все, не будем выключать. Адица, что с тобой случилось? Адизи, я говорю, что, любой, кто нарушает, права, детей, он пидорас, говорю, Ну, ты хадис такой читал, когда хотели... Подожди, Леон. При чем тут подожди, хадис? Леон, я твою, звезду Давида, нахую вертел, рот свой закрыл, Хорошо. При чем тут хадис, Зачем Леон, ты подожди. Ты признался, Дайте пример приведу, зачем вы мне приводите хадиси, гандоны, кто говорит, что это правильно? Проститут. Проститут. 5973 Сая Буари, 90 Сая Муслим. Ты сейчас плюнул в рожу пророка, мухи.
Блядь, пидорасов надо выебать. Пидорас, всех хо надо, аде, блядь. апоэ Гандоны мори вы ебаные, бокас. блядь. Апоэ мор хо аде, Блядь, ю я дал, пидорас. шуннан дед ублюдки, бля, израильские ублюдки, ёб. Слышишь, Пуля? Я Штаны вас сними и готовься к моей Чистый проктологии, мусульманин, проверять чистый, твою чистый почву. фанатик Звезду мусульманин, Давида. чистый. Послушай Ебал меня, рот вас. закрой, Пуля, слушай Я меня. вас Мы твою уму, флаг твою ебал. бесчемную и никчемную уму Пидорасы. раком поставили. Вы собрались все Я вашу вместе, маму. никчемная ума, попили чай и разошлись, и ни хрена не сделали развой своей умы. И мы поставили весь твой исламский мир раком, а теперь живи с этим, сдохни с этим. Тебя эти мысли съедают снутри. 56 стран, вся умма побежала, ни хрена не сделала, попили чай и разошлись. Бесполезные, никчемные, блядь. Стелла, береги нервы. Береги нервы. Дай нам с ним, вот сейчас опять выкинули его. Нормальный пациент был. Зачем вы его так... Уму нам рассказывает. Какая умма, блин? Да вы никчемные, блин. Вы же надо мусор, подметить- прям мусор этого мира. Надо подметить, что 15 миллионов евреев поставили раком 2 миллиарда мусульман. И вот тут надо задуматься, на какой стороне Аллах? Ваш Аллах. Что-то Аллах вам не помогает. Также аят же есть, где Аллах говорит, что помогите Аллаху, и Он поможет укрепить вам ваши стопы. Участники, здравствуйте еще раз. Стелла, пришел ваш Говорит, что им не абонент, помогает. можете разговаривать. Они хотят попасть на тот свет. Как раз Аллах им Вот помогает пришел, попасть на вот тот ответ. свет. Ну, участники, Почему никто я не слушаю говорит, голосовой, почему из вас никто не говорит, секунду, из вас, ублюдков, никто не говорит, что напали на нас, да, убили женщин и детей, вы лицемеры, и вы только говорите, блядь, про каких-то детей, которых не было, не убитых. Ну, если я буду слушать русские новости, я буду верить в то, что говорят про Украину. Вот ты ублюдок, антисемит, ты ублюдок, да, и решил просто сюда зайти и поприкалываться, понимаешь, посмеяться над горем. А над этим нельзя смеяться. Мало того, ты знаешь прекрасно, что твой Хамас, твой любимый Хамас, ставил детей посередине, да, и вместе с ними воевали, вот так привязывали. И это все видели, но ты, ублюдок, этого не видел, понимаешь? Леон, Ты думаешь, Леон. и ты приходишь, потому что он ублюдок. Да, Он мне ублюдок. интересно понять, почему он о своих детях украинских не говорит? Чего он Да, вообще да, туда сейчас, полез? поэтому сейчас О мы своих. придем. И ты, детей, своих детей в Украине, которые сейчас Россия убивает, ты не говоришь ничего. Но тебя, сука, волнует палестинские дети. Понимаешь? Кто ты такой? Еще ты раз, конченый антисемит. участники. Еще раз, ты конченый антисемит. Это израильские Которые- флаги, вот я смотрю, это израильские флаги убили 42 тысячи. Как что значит израильский? Нет, Ну, это не видите? израильский. Читай. Или это защитники блядь. были? Вот почему нет Это таких рас- флагов, это- которые это защищали этих детей? малоходное, ты еще не даже написано. Или от читать не которых умеет. пострадали? Он Почему не есть только только глухой, он еще и израильские флаги? слепой. Русские Где ты убивали видишь чеченцев. 42 Скажите, тысячи? почему сейчас? Бля, Я ты говорю, конченый, израильских ты- флаг, а как сейчас? Что здесь Израильские написано? флаги. Кого они защищают, скажите? Будешь много И говорить, сколько и от по них всей Украине страдает? будешь видеть Вот израильские это конкретные флаги, понял? цифры, Сиди и понимаете? не звезди там. Тихо сиди. Вот на этом стриме. А где ты- конкретные сиди? цифры. А где ты Почему видишь? говорите о Тихо чем сиди. угодно, только Ты не должен об встать этом? и извиниться Почему? перед моим народом за все, что вы сделали с моим народом. Ты меня понял? Понял меня? За то, Где что ты мой народ видишь- заживо таскали, убивали. Где ты видишь здесь израильские флаги? Ты читать на русском умеешь? Что написано? Читает, он видит 42 тысячи, он решил, что это его братья-мусульмане. Вот значит, что дело. Ты что, не слышишь, что он говорит? 42 тысячи, а у вас только 63. Тупорылая овца, блин. Только. Видите, вы такие же хамовитые и агрессивные. Я говорю вам в одних цифрах, а вы пытаетесь конечно. торопыги, Мы будем ко всем вам торопыги, агрессивны. Ко шармуты, всем, мужик. торопыги, не Мужик, обманите, слышишь? не Мы ко всем вам обманите. будем. Больше евреев Да, со скрипкой да, нету, торопыги, запомни. торопыги, Нету евреев со шармуты, скрипкой. не Мы эти обманите, шармуты, те, не кто тебя обманите, сделали. Не обманите. Значит, я еще к вам Послушай зайду. меня, Вас записывают и осуждают. До Потерпевшая. свидания. Записывай, давай. И запомни, мне вообще пофигу, откуда ты. С Украины, с России, с Арабистана, с Жапистана.
Всех я вас буду чморить, если будете к моему народу приходить с жалобами. Этот дебил живет в Украине и поддержит русских. Понимаешь? Я вашу израильскую маму ебал, пидорас. А я твою маму у нас на панели нашла в Израиле, арабов обслуживала. Я вашу звезду Давида. За 2 шекеля арабов обслуживала. Наших арабчат она твоя мама Арабский обслуживала. фанатик, чисто ганом. Никяхится с нашими арабами твоя мама. Смотри, Стелла, как их подгорает, да? Смотри, Стелла, как их подгорает. Твоя мама с нашими арабчатами никяхится в Израиле. Я ваш эфир ебал, блядь. И подкосы, как их подгорает. Дайте я поговорю с ним секундочку. А ты где сам проживаешь, брат? с ним. Не, секундочку. Где ты живешь? Секунду. С другого Брат, аккаунта. где ты живешь, С брат? другого аккаунта пришел. Ты, блядь, Ты в Европе, брат, живешь? В Европе ты? Поднимите локти кто-нибудь, пожалуйста. не выключай мне Не микрофон. выключай, оставь. Да. Ты, давай, смотри, я тебе Давай. так скажу. Смотри, Давай. вот у тебя стоит израильский флаг, да? Ага, альхамдулиллах. Смотри, израильский страна, который... Альхамдулиллах. Вот Когда этим Израиль израильским- говоришь всегда, брат, альхамдулиллах. Подожди, говори, блядь, брат, Наш, всегда. подожди, я разберусь. Давай. Страна, которая находится под этим петушиным израильским флагом, говорит, Ага. что 750-тысячный ЛГБТ-парад называет своей Альхамдулиллах. честью, гордостью. Я твой рот Альхамдулиллах. ебал. Хоть ты чеченец, я твою маму ебал, блядь. Ну, потому что Чеченскую, мусульмане, блядь. поэтому Что она чеченцев родила хочешь иметь. себя. Там все Секунду, Стелла. мусульмане бегают. Что она у нас. тебя... Да. А вообще мусульмане чеченцев не любят. Законно рожь. Поэтому он чеченцев хочет иметь. Жан- Тихо. А пророк твой законно рожденный был? Ты пидорас, блядь. Ссылка ты из... Знаешь, почему Да. подгорает? Ублюдок. Потому что 15 миллионов евреев Израиль. ставят 2 миллиарда петушиная на страна. мусульман. Поэтому Израиль. горет. Вот результат. Ты его просто не знаешь. Послушай, он 2 года говорит Израиль. только о нашем параде. Мне кажется, ему очень обидно, что он не может туда попасть, понимаешь? Конечно, это Он хотел бы латентный. По нему же станцевать видно же. Бача Бази с голубыми, которые приезжают со всего мира к нам. Он хочет, как его пророк Мухаммед, как народ Азута, напихал пророку Мухаммеду, а потом двоюродный брат тоже напихал ему, а потом сказал, что сказал пророк? Это ангел Джибраил. Уставший положил голову на колено и уснул. Не, он там А припал. чему вы радуетесь, что у вас есть гей-парад, что ли? Да, Радмир. Там ваши мусульмане приходят. Еще один. У нас Ты на мне гей-парад. ответь, ты чему радуешься? Я Вот тебе до тебя отвечаю. один. Что у тебя У есть нас есть гей-парад? гей-парад для вас, мусульман. Мы туда Радмир, приходим. до тебя один Ты не тупи поднимался сейчас, тоже. ни хера нет, не Я сегодня обидно. Я увидела вот просто этого спрашиваю. человека. Еще я тебе Ты покажу, какое настолько количество умная, что ты мусульман хочешь сказать, приходит что к нам, альхамдулилля, танцевать на параде. ваша вера, Тора, поддерживает гей-парад? А тебя почему волнует, что у нас? Меня волнует, потому что вы Ты иди поддерживаете занимайся своими делами. пидорасизм, ёб вашу мать, блядь. А ты откуда, так брат, вы, сам? Ты так откуда? послушай меня, вы же я пидорасы тебе по о чем и говорю, натуре. ты мне Это ответь. же ваша душа Тора пидорастическая. поддерживает Вы этот одеваете ебаный момент. хиджабы, а сами Ответь, рот бегаете в закрой больницу свой зашиваться. и за Тору ответь Понимаешь? лучше. Потому что в задницу... Сучка ты ебаная, окрашенная. Сучка это ты, ёбаная. Рот закрой. Что, не нравится, правда? Я тебе а? рот я ебал и Сверху тебя, хиджаб, а и то, даете что ты задний вообще проход. веруешь, Потому во что что спереди веруешь. вы Ты в Тору не девственницы веруешь, ты все. нигде не охот. Чё, не хочешь пидорас правду какой. слушать, Радмир, а? Кошерно, она не кошерно. Радмир. Это что за Ну, дырка у вас заткнись всех ты тоже. мусульман? Это что за дырка у вас всех мусульман, чтобы вам муха залетает во время молитвы, бля? А, скажи мне. Ладно, пророк ваш пророк с народом Азута Совочку трахался, а у посмотри, вас ты что там дебил. произошло? Ты объясни мне, Дебил. почему у вас Заткнись. всегда половые Ты какие-то заткнись, акты ты во идут? что веруешь У вообще? вас только Ты зациклено кто? на Ты этим. мусор, ёб твою, на мусор. этом. Слушай, ты же за это Живёшь. поднялся. На Нет? голубых. Ёбаный Вы пытаетесь быть как пророк Мухаммед, что ли? Не понял. Мухаммор? терпилы. Долго Терпишь ты будете пока. терпеть. Смотри, терпите вы, потому что 15 миллионов евреев ставят вас раком, а вас подгорает, вас разрывает, а мы вас будем пихать, понимаешь? Пихать будем, рвать. Да, то Куски. надеялись на...
Мы будем вас силу мочить. Леон, 10 Да. 10 на наш стран. гей-парад. Леон, ты видел, я тебе Мы там возьмем... сегодня подарочек прислала? Не Нет? видел? Да. Нет. Лёнь, ты не видел подарочек? Она тебе хуй прислала. Видел? Опять ты Засунь засунул. в очко Видишь, себе. смотрите, Успокойся ты. Хуй обратите себе внимание, засуньте, знаете куда? Да, обратите опять внимание, засунул. это Куда напоминает там тему обычно Я Бразилии. вашу и пихаете? тебе и свою Реально. маму ебал, бля, и все, кто вас защищает, тоже я ебал, как чеченец вам. Это Давай, да, чеченец вас, дурак. Да, как вообще, чеченец ты я не чеченец, Хорошо. понятно? Подожди ебал, секунду. Ответь на вопрос. Ты в первую очередь чеченец или в первую очередь мусульманин? Я Говори, Да, Ула, какой он не чеченец? выключай микрофон, я Давай, отвечу на твой вопрос, блядь. Ты ответ, мне микрофон ответ. выключаешь, мне Докажи, что он вопрос задаешь. чеченец. Докажи, что Я в чеченец, первую давай. очередь, подожди, рот свой закрой, я отвечу. Давай, Я в давай, первую давай. очередь тот, кто Израилем маму ебет, бля. Устраивает? Да, вот ты трус. Скажи, ты чеченец или мусульманин в первую очередь? Ну, просто. Да, Кто на он вас, чеченец, иудеи, у него ёб даже твою мать, нет бля, я вашу чеченца, маму не ебал, знаю, блядь, кто ебал, чеченец пидорас. вообще. Ты не Всех какой чеченцев я чеченец. ебал, бля, Ты кто вас болтун, защищает. ты Ты губами болтун. можешь это Пидорасы делать, вы блядь, своим ебать. ртом, Да, блядь. ты болтушка. Болтушка Незаконно Язык маленькая. подгорает конкретно, смотри. Он даже сидится, сказать, что он в первую Пидорас. очередь чеченец, ему не дает Вы ему не ислам пидорас. рассказать. Олег, я Он не модер, боится. Олег. Поднимите, Вы пидорасы, Да, поднимите голову. дурачок его. вас Поднимите голову, выебать поднимите. надо, блядь. Да, Гандоны ты вы, сам блядь. сейчас есть Пидорасы это. вы, блядь, ублюдки вы, блядь. Я вашу Я не Чеченец или ты знаю, мусульманин? как ты, ебал, Стелла. блядь, Вот гандоны. когда он орет, Ты я ногчи кайфую. или Знаешь почему, мусульманин? Стелла? Вопрос Я ответь. вашу звезду, Потому что это доказывает и Я вашу показывает, звезду. что мы их ставим я вашу лайком. звезду Вот и все. дави. Смотри, как подгорает. Хорошо. Ублюдки вы ебаные, блядь. Стаффа. Давай. Окей, Пидорасы классно вы, у блядь. вас. Ты Брат, как что ты принимаешь? Лирику принимаешь? Что ты- Подожди, На чем не ты сидишь? выключай На микрофон. чем ты сидишь? Как чеченец, как поддерживать, блядь, на геноцид. Да, чеченец, Вацлав. Ты Слышь, боишься как сказать, ты что можешь чеченец? поддерживать? Ты Ты боишься знаешь, сказать, что на что этих чеченец? гей-парадах геноцид, блядь. Я как чеченец, я как чеченец дважды, который видел геноцид, говорю, Ничего ты не нельзя видел. даже Ничего русских ты не детей вот видел. так вот убивать, блядь. Ничего ты не видел. Ты бледина конченая. Я не твое чеченец. иудейство ебал, нахуй, Ты гандон, Давай, Ты тебя черт отпускают. закатай матрас. Шлюха На ты, этом Жестко гей-параде отпускают больше тебя. было Давай, тех, давай. которые шлюха читают ты Коран. ебаная, блядь, на. Полупокеры Тебя даже не отпускают Я полностью. вас в Давай, рот давай. выебу, блядь, Ты кончал черт я вас, закатай матрас. в рот вам Бледина. кончал. Подожди Потаскушка ты, ебаный. сука. Вот я уже 3 года Черт слышу, закатай что матрас. нам сделает. Фу на вас, ёб твою Ты мать. Реально, Подожди, блядь, блядь. Подожди, бесполезно Пидорасы, сидишь в блядь. ТикТоке и Радмир, что Вас говоришь. выебать Стелла, надо, Когда ты вас уже Кирилл, выебать приедешь? надо. Вы такие пидорасы, блядь, на. Ты Подождите, ругайся, вот миллион страна. я сейчас Ваш выключу Израиль тебя. это Миллион ЛГБТ первый. страна. Ваш Миллион Израиль первый. это страна Миллион пидорасов, первый. блядь, на. Миллион Понимаете? первый. Пидорасовый, блядь. Миллион первый. Вот эту заставку видишь ты, как ты к ней относишься? Что ты скажешь? Чеченец? Ты чеченец. Ты На вопрос ответь. заставку видишь, вот заставку видишь, как ты к ней относишься? Подожди секунду, я сейчас отвечу на твой вопрос. Я сейчас отвечу на твой вопрос. Ханиф, ты хахбез, хахбеберечи. А я надо кинуть состав, блядь, я твой рот выебу, нахуй, гандон, блядь, израильский, блядь, на. Вот. Нормально, видишь, хороший. Смотри, вот у тебя... Если ты еще раз мутикнешься, я тебя выкину. Мне условий ставить не надо, вот смотри. Я тебе условия, я тебе угрожаю. Мне плевать, блядь, что ты делаешь. Смотри, я как чеченец, который дважды видел геноцид от русских, которые 42 тысячи детей, блядь, погибли из моего народа. Я все равно, как чеченец, говорю, подожди, я отвечаю на твой вопрос. Эй, ты, блядь, израильская шлюха, рот свой закрой. Я на вопрос отвечаю, блядь, на. Говоришь про чеченский. Закрой свой рот, гандон, блядь, на. Прошмандовка ты ебаная. Правильно Ты вас есть Хамас прошмандовка, выебал, поэтому ты есть нахуй. А прошмандовка. правильно вас Хамас выебал, нахуй, блядь, гандон, блядь, на. Гандон, рот свой закрой, я на вопрос отвечаю, пидорас. Рот свой закрой, гандон, блядь, на. Рот свой закрой, ублюдок, блядь, израильский, блядь, на. Последний шанс, отвечаю. Я отвечаю на твой вопрос. Если... послушай, ты мне вообще не будешь здесь условий ставить. Пидорасов, нахуй, рот закрой, блядь, своего эфира, да? Я отвечаю. Смотри, я как А что ты чеченец, который... подгораешь? Может, тебя раком поставили?
Раком, Знаешь, блядь, что на Хамас гей-парадах вас это 7 больше мусульман? Не, подождите, Хамас дай, вас хочу поставил услышать. раком, блядь, да так, что, Дай блядь, мне за 8 послушать, часов, Вот блядь, именно, что мы оставим весь раком. ваш Израиль маму Привыкайте, выебал Хамас, блядь. подожди, Где ты был, дайте Гандон, вопросом блядь, когда ответить. Хамас вас ебал, блядь? Привыкайте. А почему у вас Пидорас, такая а? ненависть к Где ты Израилю? был, Можно блядь, узнать? когда Миллион Хамас первый. вас Потому что они ебал, нападают блядь? на евреев Где ты и был, получают Гандон, блядь? постоянно постоянно Ублюдок получают ты, сдачу. блядь, Вот их и подгорает. 2 Давида миллиарда арабов стоят раком. Вот это и поэтому Где ты их был? подгорает. Леон, подожди, Леон, подожди. Где ты дай был, блядь, когда ебал, блядь? на вопрос будешь отвечать или что у меня Ну делать? пусть, блядь, знаете, пидорас. Астро, подожди, он на чеченском говорил что-то. Может, он чеченоговорящий? Подожди, адекватный Хажал сонох чоон. Хажал адекватный уйо. Хажал сонох чоон. Сун ай схулит аунсу адекватный. Адекватный ватса. Собади. адекватно, Вася. Öst халат. Гаишник Мовати, гаишник Мовати. Öst халат. Ты же не гаишник, правильно? Не гаишник, смотри. Я на твой вопрос отвечаю. Смотри, смотри на мои фотографии. Я на твой вопрос как твои отвечаю. братья Смотри, плачут. я... Не вмешивайся, Ты пидорашка, израильская, блядь, иудейская, прошмандовка, рот свой закрой. Дети наши голубые будут вас иметь. Гандонча ты ебаная, блядь, на. Рот свой закрой, блядь, на. Я ваше иудейство ебал, пидорасы. Отвечай на твой вопрос. Отвечай на твой вопрос. Смотри, я тебе, блядь, закрой свой, блядь, пидорский, блядь, голос, блядь. Смотри, я на твой вопрос отвечаю. Пидорский голос отвечай, можешь тоже? Как чеченец, который дважды видел геноцид от русского народа. Как чеченец, который дважды видел геноцид от русского народа, где было убито 350 тысяч населения моего чеченского народа, из них 42 тысячи дети, 42 тысячи дети. Из этих 42 тысяч дети были, 18 тысяч из этих 42 тысяч были несовершеннолетние. Дальше. Я, как чеченец, который дважды видел геноцид от русских, я сейчас, как чеченец, говорю, нельзя даже русских детей вот так вот убивать, нельзя, как сегодня в Палестине, я вашу маму ебал, убивает, блядь, на. Понимаете, пидорасы вы, блядь, на. Вы, блядь, на, ублюдки, блядь, на. Это мне похуй, что ты меня отсюда выкинешь, ты гандон, блядь. Ты чеченец, ты гандон, если ты защищаешь Израиль. Ты чеченец, ты гандон, блядь, если ты защищаешь Израиль. Пидорасы вы, блядь. Вы незаконно рожденные, бля, ублюдки, пидорасы вы, понимаете, бля? Вы никогда в жизни чеченскую землю не увидите, бля. Ублюдки вы, ебаные, бля. Noch что, лело дата, лело штык. Мадит ищ томиш. Почему эту шваль не выключать? То хочу, что? Да я надо кикнуть, бля. Ногти что, лело, а ногти что, бля? Израиль. Что, шин сахти, ой, люкес газу, да я ищу газ. Ты чую, бля. Защищать я что? Раз, а моя рел, блядь, на. شنكيك دي نخبة لا جاز دايا ايش شو هم بولتا شن ساعتي قا ساعتي دان بوردو يقيبوار شو ما دايا ايش جاز وكلشاتي تو شوالتا وتي من تشيتشنسا وستوبات شوالتا Дело в том, смотри, сейчас показал очень такой пример, что их волнует не чеченский народ, не Чечня, то, что они под Россией, тоже их не волнует. Их волнует то, что когда они нападают на евреев, получают защику, и они подгорают. Вот все, что их волнует. Это лицемер, понимаешь? Если вы даже думаете, что я буду кричать, орать, этого не будет. Просто будет такая жесткая ответка, вот и все. То, что мы сейчас и делаем. То, что нет, мы смотри, вот, рак... мы уже несколько раз повторили этот за весь день. Ни один вот чеченец, который мусульманин себя как бы представляет, ни один, когда поднялся, не обратил внимания на вот эту заставку и не прокомментировал ее. Ни один. Да. За сколько там?
За сутки почти, да? Вот лицемеры. Вот это был эксперимент, это был тест, это лакмусовая бумажка. Не, вот самое интересное, вот эти люди, когда русские убивали чеченцев, перешли на сторону русских. Русские, которые убивали чеченцев, перешли на их сторону, сейчас про Палестину говорят. И этот говорит, вы в Чечню не приедете. А представь, вот русские убивали, бомбили чеченцев, 42 тысячи детей здесь написано. Перешли на сторону русских и про Палестину говорят. Вы о чем говорите? Когда убивали чеченский народ, перешли на их сторону. Вот эти люди, это именно чеченцы. У вас совесть-то есть у вас? Смотри Я сюда. извиняюсь, я... Кто куда перешел? Кто куда перешел? Объясни мне. Послушай, Ханиф, у тебя наболевший вопрос за Израиль, за евреев. Я лично тебе могу сказать, как еврей, ты не чеченец, ты вообще даже не горец. Ты то, что матерей вот так вот трогаешь, это твое самое первое твое проклятие будет. Это от моя фишка Всевышнего. такая была. Маму Это иудеев ты ебать, слушай блядь. меня, послушай. Маму Я сейчас с тобой иудеев разговариваю по-нормально, по-человечески. Хочешь разговаривать? Говори. Нет? Вали отсюда. Радмир, и тебе скажу, переобувшаяся ты мразь. Ты недавно сидел с евреями, ты дружил. кого тут оцениваешь? Послушай, ты Нытик, блядь. евреев не трогай. Не пизди Послушай мне сюда. нахуй своим Стоял бы грязным ты напротив языком, блядь. меня, я б А тебе ты чё, кадык сука, хочешь, вырвал чтоб за я твои здесь слова. сидел? Лично я тебе говорю, как мужчина, и я отвечу, и меня знают люди. Я б тебя своими двумя пальцами схватил бы, кадык вырвал бы за каждое твое сказанное слово, я вашу маму и тому подобное. Я б тебе... Я не хочу ругаться, здесь есть взрослые люди. Вы уж меня извините, ведущий. Я здесь у вас первый раз, но я вам скажу так. Если еще раз я увижу, евреев будут на вашем эфире оскорблять в таком тоне, я буду просить от своих евреев, чтобы они к вам не приходили. Ну, конкретно... Либо пресекайте, либо пресекайте, выгоняйте, либо, значит, ведите диалог, чтобы вели диалог. Смотрите ситуацию. Это Правильно был говорит. специальный Не, Смотри, это правильно был говорит. тест-эксперимент. Надо было показать, как реагируют, как все это происходит, что они говорят. Специально вот такая заставка. И мы провели эксперимент и выяснили. Нет, это, Я понимаю вас. Я, во-первых, хочу назад. принести свои Дайте я щас соболезнования. расскажу. Извините, Дайте- ветеран, да. Да, Да говорите, скажу я, да. Да скажу. Я несколько раз говорил, мне здесь неприятно наблюдать, нам гости зашли евреи, и мы спокойно слушаем и оставляем их на один раз, несколько чеченцев, представляете. Зашли одна женщина, еврейка, защищает, мы все наблюдаем. Я говорю, мне неудобно даже слушать, я говорю, нам не стыдно, вот мы наблюдаем, она со всех сторон защищается, отбивается, нам пришли сюда в гости, мы наблюдаем, и сейчас это тоже. Я тоже за то, что сюда, чтобы никто не приходил. Мы не умеем, если к нам гости зашли, защищать их. Я говорю, сейчас Режи, ассаламу алейкум, азбусулдин, тилятца, ебаный рот. Вот тебе, пожалуйста. Ветеран. Да, это Ветеран, ваше дайте взросленное. доскажу одну вещь. Шайде Дайте я доскажу, хуя что хочу, я лишь, выхожу. сука, Я хочу еврей, выйти. блядь, шайде хуя ли. Ничего, еврей щитен дал, твою тоже щитен дал. Слушайте, я вам что хотел сказать. Мои соболезнования. Ни один ребенок, ни один родитель, ни одному родителю не желаю, чтобы хоронил своих детей. Неважно, пусть даже моего врага заклятого будет, чтобы он хоронил своих детей. Это, во-первых, мои соболезнования. У нас дети тоже гибнули. И в терактах, и на моих глазах погибли дети. Я сам с того города, где 7 октября проникли вся эта шваль, все эти нелюди. Поэтому я вам хочу сказать, для меня никогда не было ни наций, никогда не было ни религии между мной. Так я воспитывался с дома из поколения в поколение. От дедов и от прадедов своих, которые родились тоже в свое время на Кавказе, в городе Хасаюрте. Я сам с Хасаюрта. Я знаю, что такое адаты и устои Кавказа. Но такие, как Радмир, или такие, как Ханиф, тем более, они не горцы. Они подобие даже горцев не могут быть. Ну, это мое будем личное тогда, давай. мнение. Не чокаясь. Буквально Давайте. два слова, Хороший дайте тост сказать. был. Олег, я тебе объясню. Люди, Слушай, люди добрые, дайте два Подождите, слова сказать.
Подожди, Ваш дайте сказать. сарказм неуместен. Олег, дай я тебе объясню. Да, Смотри, более Два чем слова можно уместен. сказать? перебивай, да не перебиваешь, тебе говорю. Олег, Алло, послушай два меня. слова можно Они сказать? поднимаются, они Так, сейчас так, Леон, Они Леон, поднимаются. дайте ветра, он скажет, давно ждет, Верта, пусть скажет. Я вообще здесь не разговаривал. Смотрите, я лично похоронил ребенка, ему 5 лет не было. Понимаете? Это тяжело, да. У нас не принято так говорить, но у соседей тоже умерло, так как у меня тоже. Когда они бомбят, они везде бомбили, да, и ребенок был ни при чем. Но я никогда не видел такую агрессию, как сегодня, что на русских лились такие агрессивные слова за то, что они убивают наших детей. Я никогда этого не слышал. И вот у женщины горем умирали от понятно, этого, все. да? Да подожди, голова, ты уже, блин, весь эфир занял. Дай другим тоже сказать. Я понимаю, у А тебя затем обратить накипело. Швеция баз давала, верт, сабарди, сабарди, да, эля, бал, Собрадиху, мичагина, غاستشن اشباري حيوك هونش يش ليه بيرش دي انش بوش ميچا ما تخزعون ميچا جنون ومين تيجي اربع الله ميچا دون газета تويت نهار تخونتي عايشه جنت الجوال без мыла можно, верт, балца бел, так كنا قدوش دوشو شنو دات شنو كيرا دوغ داتشو خيلش ازيش بيو خمشي ترياتر شيناغن بالابل خير درشو شو приключить рядом من كورتشخل دعدوش دوشو دوي من كورتشخل دعدوش دوشو شينك ديتس دي ناغن تقلش دوشو الدبرة دبروني إيشوت حي كوكش الحج حي شو أخلك حج نقعد إيش ويش نقش بيت نقش بيت شديد Я сейчас одно скажу. Закончилась Чеченцы, риторика. которые воевали за свободу, они даже с русскими пленными не поступали, как вот эти чеченцы, поступили бы со своими чеченцами. С пленными не поступали. Вот, ديك دو да али شو قطعوا شو ده ديت شلدوخ شو ورسوق شو وردادين يقوي بس ديك تنون تعاد انا هو ده تسان ساعتي عشان ساعتي دنيا شلدوخ يبقى شين ساعتي ديتر دو شو داير زي وير دنان ديتر نوختو ما داتش نوختو بوخشو دنان ديتش نوختو تاكيني جو الا ديتش كل شيء درتام يسوتر وش واتيتك نوختو مو يتويست خلاص ولا я как еврей говорю, ты не ногчебо. Да подожди, закройся ты уже, Леон, ты уже задолбал тут умничать. Не, Давай, все. Дай ветерану сказать. Давай, все. Я уже все сказал. Дай я поговорю. Ты стой. Алло. Я хочу сказать. Закройся нахрен здесь. Не перебивай его. Леон, дай это чеченские разборки, подожди. Закрой свое. Давай я тогда выйду. Знаете, я сейчас последний раз скажу, я несколько раз тоже говорил, мне, как чеченцу, неудобно, потому что наш канал зашли евреи, потому что знают, что мы их примем, они нас поддерживают на нашем пути, мы хотим свободы, чтобы на наших традициях, обычаях, чтобы наша земля была свободная, чтобы не чеченский язык был, а не арабский, чтобы чеченские имена, а не арабские, чтобы чеченцы не поклонялись арабскому камню. Вот эти люди нас поддерживают. И когда какие-то называют себя чеченцами, час-два начинают с ними ругаться, мы спокойно наблюдаем и слушаем. Я в жизни такого не допускал отношения с собой, с кем-то, кто-нибудь так. Я стороне не стоял, не проходил. Сейчас я не могу. Но это уже третий раз я тоже говорю. Мне стыдно. Давай так, ни ты, ни я, да, не решаем, не определяем волю народа, волю общества и все такое. Ты сейчас тут говоришь, я не хочу, да, вообще плевать, кому кто что хочет здесь. Даже если так взять в совокупности. Ваш субъективизм, да, вообще не хочет камень будет целовать кто-то, хочет там, да, там, вы же, по сути, демократы, да. Что вас не устраивает? Тут человек сидит, я как еврей, да, говорю, ты не чеченец. Тут евреи определяют, да, тут кто чеченец, кто нет. Это по какому критерию вообще проверяете? Вопрос задали. А чеченец может определять, кто еврей, кто не еврей? Чисто лист. Это я ему вопрос задал. Нет, не может. Нет, не может. Ни чеченец, никто не может определять. Подожди, можно определить. Определял. Вы не евреи, вы те, вы эти. Кто может сказать, что я не еврей?
Нет, подожди. Я как еврей говорю, что ты не чеченец. Вот это вот выражение меня просто, очень Ну, я мог повеселило. сказать, я поправился, я сказал, не определяешь, горец. да? Не горец. Я тебе, ты И не цепляйся за горца слова. тоже ты определяешь, голова. Я могу определить, я себя чувствую горцем. По Я каким горцем критериям себя ты будешь чувствую, да. определять? Я тебе буду сейчас- видеть, как человек себя, мужчина ведет. Если он горец, он ведет себя достойно. Он никогда святое не тронет. Да подожди, вот Это эти ты за вот, кого ты сейчас меня... заступаешься, послушай, дружище. За да, кого ты сейчас подожди, я ни за заступаешься? кого сейчас не заступаюсь. Могилы обещался еврейские поднять, разрушить. Что в нем святое может быть? Какой он горец, бля? Да подожди, Чё ты вы, мне здесь условно говоря, причёсываешь и человек... цепляешься за да слова? подожди, голова, я тебя понял, у тебя тут вот такая вот... Чисто в форме объясню, как тостов что речь, да, происходит. вся Смотри, идет. здесь Ты есть нормальным картинка. языком Да умеешь? нет, рот ты закрой. здесь сидишь, Посмотри на эту картинку. пытаешься Да меня подождите, чему-то Олег. научить. Ты начни, Самому Олег. себя Олег. научи, старших не перебивать. Олег, посмотри, слушай, Олег, ты начни. Здесь есть картинка, написано, ты посмотри, что написано. Поднимались целый день чеченцы, их не волнует эта трагедия чеченского народа, это чеченские дети, которые погибли во время этой войны. Их волнует мой Меген Давид, их волнуют дети Газы, их волнует Палестина. Теперь я задаю вопрос. Естественно. Стой, слушай, стой. Я задаю вопрос со стороны. Какой это чеченец, я спрашиваю, если его не волнует трагедия его народа? Вот ответь мне, пожалуйста. А первым делом его волнует что-то где-то, куда-то. Ты закончил? Давай. Все, ведущий, будьте здоровы. Кто хочет, Хорошо, Леон, придет к нам с я вот миром, понял. запомни. Вот моя Запомните все, кто к солидарность с еврею палестинцами. с миром уйдет. Захотите войны, значит войну получите. Все, другого разговора нету. Будем. Спасибо. Правильно, Олег, Спасибо. правильно. Не чокаясь. Давай, отвечай на вопрос. Смотри, мои эмоции непосредственно связаны вот с этими вот людьми, вот этими детьми, которые погибли у меня на родине. Ты сейчас мне преподносишь, да, ты же сейчас играешь роль тех самых же убийц, да, которые убивают. Айцагаса дойш, атня куда дыш, 42 тысячи вин, даем бейш, ну куда дыш то. А уктор ждать, Палестине давали, и чувства, и, блин, анальный пробка, я, блин, расслабиться, дело, анальный юхун для тебя, юхун, анальный пробка. Айцагаса дойш, айди ялан кучир. Йой. Ялан кучир, блядь. Жить кişi dolguk dersen nokçu beş deyin dolçası oktur şey turbalı. Biraz da olmuş mu diyeceksin işte. Çekez ben nokçu beş oktur suat Palestini beş sene oktur şu kısmelle gel. Свободница ваша. Цугу Смотри, что происходит. Подожди, нет. Дютер дest koça. Hayale var insan dit. O dit tu. Цугу дiyeceğim. Biraz da olmuş mu diyeceğim şu. Erval elak turbalı elaksun. Ez doçum duyu. Смотрите, что происходит. Подождите, Нер. Смотрите, что происходит. Поднимается целый день чеченцы. Секундочку, да, типа не перебивай. Не перебивай. Поднимай, слушай. Нохчи кон церах шаш амелдеш дала. Damet ya tamam büyük Нохчи матера. Tamam büyük des Нохчи koça. матера. Ладуанца сетал валас. Ваша. Ладуанца. Sabırdiya. Hürmeti diyor biz makinesi boş. Diyor biz Biraz sarılıçın. da olmuş mu diyeceksin. Biraz dosak sarılıçın. Erval el koçur. Palestini beş sadüçtun. Haydi okutala palestinski mitingi o sigadis. Tam büyük de 42 тысячи войден beştu. Açıntama. Palestini berş diyorsun. Hay Palestini çok diyor. Hay Palestini çok duruşuyor. Володь палестинский митинги у Сигали ела. Хочу Ахмед Цесун палестинский беш садыч. Там дыч деш ночи беш то куда. Бог, сейчас секундочку. Нерд, скажи ты, что получается. Подожди, не перебивай. Да не перебивай, услышите, говорю. Послушай, что здесь происходит. Я со стороны сижу в тихом шоке.
Почему? Если антисемиты думают, что сейчас расскажут там про это, и я взорвусь, этого не будет. Но они должны понимать с нашей стороны, что мы вот то, что сейчас ставим раком 2 миллиарда, мы и будем ставить. Но здесь другое. Я в шоке сижу. Поднимаются чеченцы. Это горе, трагедия чеченского народа, да, траур. Услышь. Их не волнует этот траур. Насколько вы тупые лицемеры. Вы тупые лицемеры. Вас волнует где-то что-то, какая-то страна, на которую, на эту страну напали, да? Специально пришли убивать. Мы потом зашли, сделали свое дело, почистили весь Ближний Восток. И вас это волнует. Но вас, дебилов, блядь, не волнует ваша трагедия. Ваш народ, ваши обычаи. Я сижу со стороны, охреневаю. Ты не чеченец. Вот я тебе говорю, что ты не чеченец. Почему? Потому что тебе свой народ не волнует. Кто ты такой вообще? Ты обезьяна. То есть тебе уже настолько мозги промыли, это я обращаюсь к вам всем внизу, вам настолько мозги промыли, что вам не волнует ваша трагедия, траур, то, что дети у вас погибали, то, что у вас была война, то, что вас русские захватили, то, что вам ислам все мозги промыл. Ислам убил ваши все обычаи, ваши все даты, ваши традиции. Вы даже не знаете вашу историю до ислама. А народ, который не знает историю своего народа, это пропавший народ. Вы, понимаете, вы обезьяны. Я весь день сижу здесь, слушаю, да, вот это, да. И вот здесь написано четко и ясно, чеченские дети, что погибли во время войны. Пришел хохол, который поддерживает Россию, да, и спрашивает про сектор Газу. Его не волнует, что его дети с Украины погибли, и он еще поддерживает Россию. Это настолько надо быть дебилами, да, вот такими конченными разматиками, чтобы вот сидеть, как бы не уйти в другую тему. Ладно, мы сидели, ждали, вот сегодня я ожидал такого, что поднимется Абдулашки, промытые дебилы, и скажут, да, мы солидарны, это наши дети, это чеченские дети, это наше горе. Ни хрена, блядь, вас, сука, волнует только Палестина, блядь. Вы дебилы конченые, блядь, вы просто тупые, блядь. Мне стыдно за вас. Тупые бараны. Сколько этот эфир идет, там несколько часов, вот там есть фотография показана. И никто о них не говорит, сразу переключается на других. Я просто не понимаю и про себя думаю, неужели у него должно было умереть собственный ребенок, как у меня? Тогда он вспомнил бы. А потом я думаю, он чеченец или не чеченец? Как его не берет это горе, то, что с нами происходило? Как люди плакали, как люди не знали, откуда им помощь просить. Понимаете? Люди кричали, мы не исламисты, мы не террористы. Они в воздух кричали. От бессилия, понимаете, в то время. А тут такую горю забыть и переключиться на другой народ. Я просто не понимаю. Есть такая поговорка, от добра добро не ищут. Свой он оставил, свой он выкинул, как мусор, а по других говорит. А про своих не хочет, чтобы мир знал. Чтобы хотя бы простые люди знали. Я просто этих людей не понимаю. Можно я скажу по этому поводу? Короче, говорю я. Так, Леон, не надо на чеченцев наговаривать, что чеченцы кого-то забыли, что что-то забыли. Забыли, бош. Ага, метти, омет дюч, ночи бершду. Авиен хуйга метти, соболезнования, аж жуткиву. А метти, ночи бершдица. Забыли, не забыли, бош. Авиен Палестина цеючсон. Яйца, а он это яйца. Мои яйца, волон, а палестинш бог давай, тига яйца, палестинш давай, цель митинги ой. Тига яйца, куча мои яйца, там куча дюч, деш, ночи берешь, дудеян, раскш.
Царя дождь я шварти, кучувием болтать, Мария, Палестина за бошонкус. Саух дуй Палестин. Вала, да, вот Палестин больше не да. شو قميص سون سين خاري А ночи бе что дуть бог. А хаем хешвуемся. تا Палестина цао динянчуа важный хумдац ночи комал. То правильно не что из. Вот ты что ты задул дня? Что ты даду из сон хамацай шудит. Deutschen, we beers drie Deutschen Palestine zwaar en Jeltsin in Betnesha, Dauert, Doi, alle Tamparitz, da اشتغلنا da تصير أولش حاجات تصير أطول دين خلق دا تقول صون سينك دا سينك دزغيت سيق عم منطقة شلوم سيق عم كوكش دوش سق دشتل تنت أول دشتل واقع بوتين وديش إسلامسكي تيروريستي خطيات построить халифат какой халифат أشخيط حكيمة ما يوشتل قامو دون دا دون يروسلم تعم ديدو إيش يشلوش إيبال بيش دون ودويش بيو بغنشل أدمش دات دا يلا بيقام بير بوكسان دوي أتصل بيوهم شقوي نقع دوي ياتات وش خلق ثم اشتر الانترنت يجي بخيادات أوصل لدروم شي بحب قرح مليون يزعبيو دوش ديك وقرع تقشي كيرات أنا واتادات قدع مو خرويت أنا أتصل إزبوت موت بيش هو تقخرويت أنا هو بيخوش دي تادويش عشول تكتك ما باتني من لولا كأنك عجان يوي ويتان حي وش دات تحنا متى يقضي حكنا دات ويبيرش تلقتان عش دوي تندير يقضي حكنا دات أقيت أنت والله حسر شتوخ شتوقوي إيريش تلناش كيت وش دات حي دولتن حاجة وشا السلام عليكم دروا يوروبيا دوخ نوختي ومدر ديتي حيان شير ميالك ثاني عادين كارز تندير وينوشا بوكس همش مدوتي وكاك مدر تنوختي تقام يا ديتي خلينا نشوف وشا دي خرج ديش كلا دي تشك دقيت باش интервью лог до Азол центру мевю интервью дорожный лаю أنا حبيت دراجني قو إنترو لقص قو يلي إنترو لقص دوت كه هندوينو دوت جو مثلا سيرك ما دوتي فلسطيني عندك دوت شوية تعاوز دوت ليش سو فلسطيني شوية الفلسطيني هناك بوش ذات دوت عمو نوختي شو بعدك عليه حاجة سامع شو شك دقيقتين شك تعم أرجع شو ويسو فلسطيني ذات عمو نوختي شو فلسطيني ذات ليش نوختي خايف ليشون صح اللي هو تسوي هذا شات هرق اللي رحيز واش دوش حبيت نوختي من بالبوش تك أرولش نوختي فلسطين أرول نوختي تسوي حووختي هندين وكان كوديتن ميتين نوختي ميتين خيل بوي من نوختي وكان أربو ميتين خيل دوك نخ بوي ونيوروبيا بقر بيوي ويقول تريستش نوختي كيس بوق وميتينج نوختي هم دوتش باش ميالبو كيس بوق ميتينج ميتينج أربولش سيرش دوخش ФСБ чак дакитан там элгерч моусу уголовный розыске датиш там элгертер ацалут палестинский митинги вахирме дат сурт садак نوختي ميتينج واتش صورت دا كيرمي دو تشوندلس نوختش كار هوت ولا جوالا كيرمي ام دوت ال سو دوت دي نوختي من اروال شو من اروال كيرمي دو يجازري خوز حيوش بيتش بوتش شاتوان بيني حيز واش دريبوش غاز حيو خوزي حيش مياندون ديس فلسطينسكي ميتينج هود سيغا كيرمي دات اس خير نوختي ميتينج كيرمي دو ادوتسكر يو نوختي اليو مش سا نوختي من اريو يوريات فلسطينيين يرجعوا جازت وش نوختي شيهم دي تاتباش هوكشوا شوست شيء اذا نوختي بين دين باش ودغلش وخه ديسك فما ديس متحبوا جات ايربو جات دي ذات ولا صحشير دي ديك دوكيش عيدو ستوكتو يروم شو تشوا قميل مدي دنا تو هرادي خص هيحكي جاز يوت نوختي من اريو لايوش فلسطين حوش هل نوختي شو دو فلسطيني حيجوا والز دوات دي صار موات بيتشوت يولي شو نوختي يبوش ليتمير شو انت بس كلني عشو حاجه رقصو زي بيركم حكاتش سو نوختي اربو بوبات قول دكتور كلني عبلق دوي حوزر دكو يقول من نوختي ويقول غاي بوبات سو ميتين فلسطيني اريوش شو شا نوختي يبات يوش سو نوختي من اريال قول نوختي هرجزري ليتمير شو
Смотри, мы здесь уже... Все галитанцы, Ваша, можно я слышишь меня? скажу? Леон, можно меня, мне сказать? Сейчас, секундочку, вот такую минуту я скажу. Мы здесь Как сидим раз уже ты меня 7 слышишь, часов. у меня и к 7 тебе есть часов. отношение определенное. Сейчас, секундочку. Мы здесь сидим 7 часов. 7 часов. Ни один бурдулак не поднялся, не сказал, да, это трагедия нашего народа. Все поднялись и начали спрашивать про Палестину и как там бедные эти. Даже когда напали на нас, мы дали ответку, надо быть лицемером. И еще главный лицемером, он чеченец, но он не видит трагедию своего народа. Это что такое? Первым делом, если я бы даже был бы вот кого-то ненавидел, там, не знаю, кого-то, я бы поднялся, это моя трагедия, трагедия моего народа. Это моя боль. Ни один не поднялся здесь, не сказал, вот спаси Зиру, вот спаси всех людей. Почему? Бля, настолько вы промытые, бля, настолько вы тупые, бля, я не понимаю. Настолько вам мозги промыли, настолько вас напугали. Что с вами происходит, я не понял. Леон, первое же ваших детей убили. Когда ваших детей убили, я не слышал такого ажиотажа вот в интернете, чтобы осуждали вот это так. Все молчали, засунули язык куда-то, как и пред наших детей тоже засунули. Вот так и было. Когда вы дали ответ, вот тогда началось это все это. У нас была трагедия, у нас была, когда убили наших детей, у нас был траур. Мы говорили об этом. А кого это волнует? Не, я имею не вы. Вот другие люди не говорили, не осуждали. Я это честно говорю. Там какое-то время прошло, что вы дали ответку. Ну, люди молчали. Я просто не понимаю, как можно молчать на такое горе, да? А лицемерят, говорят, мы осуждаем всех детей. Так надо сразу осуждать это. Вы тормозите, вы, как они считают себя братья, вы что, детей убиваете? Почему не сказали, я говорю. А когда им дали ответ, тогда начали вторую сторону осуждать. Я говорю, это неправильно. Можно мне сказать? Говори, давай. Леон, включи его, пожалуйста. Леона, включи. Я тебя слушаю, говори. В твоих словах много просачивается категоризм. Ты категоричен, как тебя можно было бы, если ты был бы мусульманином, тебя можно было бы назвать ваххабистом. Не надо на чеченский народ говорить, что чеченцы забыли то-то, то-то, то-то. Это наговор, это ложь. Чеченцы ничего не забыли, и чеченцы были, есть и будут до окончания. Сказал солидарность. Подожди, не, твою эту пропаганду я не хочу слушать. Факт то, что это мы не сидим... пропаганда, это отрицание твоей пропаганды. Отрицание, я сижу здесь 8 часов. Ты сидишь здесь за чеченцев, разговариваешь и говоришь, что чеченцы я тебе забыли, объясняю. А где ты видел за 8 часов, что поднялся какой-то чеченец-мусульманин и сказал, да, это моя боль? Поднялся чеченец, я мусульманин, задай мне вопрос любой, я тебе отвечу. Я тебе задаю вопрос, послушай меня, сижу вот 8 часов, даже больше, сижу, наблюдаю за этой картиной. Ни один бурдулак не поднялся, не сказал, что это его боль. Ни один. Что значит бурдулак? Бурдулак — это вы, мусульмане, потому что вам мозги промыты. Вы ваши... Мы будулаки. А я тебе объясню. А вы кто? Я тебе объясню. Я тебе объясню. Мне на совесть объяснили. Сначала придумайте. Я тебе объясню. Потом, если у вас спросят, когда вы назовете кого-то будулаками
и будулаки Я тебе спросят объясню. обратно. Все, ты А задал вы вопрос, я тебе кто, отвечаю. которые нас Я тебе называют все не подгораю, будулаками? я тебе не подгораю, Вы должны не иметь подгораю. свое имя. У вас есть нету имя? нации. Ты чеченец? Я чеченец. Ажу, Ты не можешь Ажан быть... Духлат, Шабарден, Ты дай я мусульманин? скажу. Ажан Нерд Дио, Язинек, Хауис, они Салон. Киевс. О, Ажу Ладуал, Хатезия Тивиан, Ажу Мет 42 тысячи Язин Гуанза, их более 42 тысяч. Тезия Тивиан, Ашуи, Остахтя, Ладуш. Хочу вен, куда его в Палестине учу. Хайдаем, даешь лица Духлаг. Вот ты, Цабош. Цель наш баян 7 октября на день рождения Палестины. Беешь, даем, коляска что беешь. И санел, и сигаски санел, умщат царь. А он тезия, ты не он тезия тивен куда. Дис сауш ашлошу. Он тезия тивен ашу. Ерхавен куда. Каирби дубор ашу. Цей береш, дай ночь выдадут. Ажан, он тезия титан, тезия тивен ашу из куда. Вен тезия тивен. Хай вен kunst gewoon wien boos wel zo куда. Zo'n wien boos wel. Ногче митинге ва алёка аза. Ногче митинге ва кирмен ду бахка суртдак бах. Ногче митинге суртдак. Ночи, Палестинский митинге ваш нормально. Ваша, ладуанцаси. Ночи политические политический табор. Политический ду куда. А куда гушват? Европе. А куда гушват? Ажан духлад, а гушват? Балбешью. Спецслужбят, раски буала балбеш. Ночи политические организации той или иной спецслужбы. А ногти Сабардия. Раски спецслужбы, а ногти бог. Да как... Одна духа целуешь, товарищ, а я киша накос, заколебал он уже. Кверш, я лягал шеюер, митинги, я кус авиам, болтать не шуер. Объясни мне, наверное, такую вещь. Ни один мусульманин не поднялся чеченский, да, сегодня за 8 часов, не сказал, что это мое это соболезнование, это мое горе, это горе моего народа. Оставь сейчас эту религию. Я тебе почему говорю про религию? Потому что у вас религия уничтожила все ваше родное, все ваши традиции, всю вашу историю. Когда чеченец говорит, что на чеченский, вот сейчас я на его месте замолчал бы. Он говорит, на чеченский митинг уходить опасно, говорит, фотографируют там все, то. Представь, вот чеченец это говорит. Он никогда, это чеченец, на митинг чеченский не выйдет. Ты выйдешь рядом с евреем, со мной, чеченцев, он не выйдет, потому что фотографировать там будут. А палестинский митинг, они уходят, там же не фотографируют. Там безопасно, нормально. А на чеченский, я же, когда в Кёльне здесь говорил, ты что, ты же опасно говорят. Мне домой надо ехать. А он меня агитирует на палестинский митинг. А я говорю, давай со мной на чечен. Не. Это тоже говорит, он говорит, сам чеченец, но на чеченский митинг он никогда, там, говорит, фотографирует. И этот человек спорит, ему не стыдно за свои слова. Когда кадыровцы сюда заходят, они никогда на чеченским, потому что вот они перешли на сторону русских, которые бывали чеченцы. Думаешь, эти кадыровцы выйдут, что ли, на чечен? Никогда. Вот представьте, вот ты вот, это, как больно видеть таких, которые называют себя чечен. Какой толк от таких чечен? Только вред. Позорят только чеченское имя. И вот тебе приходится за себя и за них, и вот за них, которые позорят, приходится по жизни вот так жить. Вот скажи мне, Нерд, как может человек, оставший свою нацию, скажем, у какой-то нации есть трагедия, он приходит на эфир, да, он видит, что это трагедия его народа, да, это дети его народа, и он говорит, нет, и он игнорирует это, но его важна другая тема. Может, они вышли бы, если там не фотографировали бы. Они не виноваты, просто виноваты фотографируют, которые. Они так бы вышли бы, если безопасно было бы. Но они смотрят, где безопасно, и где можно себе там галочку заработать. За Палестину сегодня модно, это пророссийская политика. Если они смотрели, кто там фотографировали, кто на палестинский митинг уходит, если они уже не могли бы домой ехать, ни один чеченец не вышел бы. Но палестинский нормально, одобряется политика дома. Кадыровым одобряется всем, потому что палестинцев Чечне везут
Люди с Чечни уезжают, а их везут, им дома строят. Людям, чеченцам, негде жить дома, уезжают в Европу. А там им дома строят. Российская политика. Вот я говорю, если бы не фотографировали, они, может, пришли бы на чеченский. Плохо, что там фотограф какой-то может оказаться. Вот из-за этого чеченец такие вещи говорит. Ну же не стыдно-то, а? И называть себя еще чеченцем. Фотографы везде будут они. Везде будут Да, снимать, Башар. фотографировать. Если ты хочешь оспорить со мной мое чеченство, Не, мне твое пожалуйста, чеченство не я надо. в Лучше твоем был бы народе нормальный чеченец. перееду. А чеченство, а юстае. Нет, а вообще юстае не нужен. чеченство. Вообще такой, так, как ты, не нужен. Таких чеченцев у нас полно. И позоримся. А худу ханохчел, я худу. А ху пойдем тагу. А нохчел умар арда хаберен, ху юхардуа. Как ты своих детей воспитаешь? Что ты им скажешь? Что ты можешь своим детям сказать? Соседским детям? Ты про Палестину будешь им рассказывать. Дома дать, а ху нохчел уэль. Худу нохчел, а худу турду. Ха нохчел суни вещат. Бали далла шу нохчел дуй. Wallah, гайта. Хуя, паникер, сурт нахкордубо. Люди тебя слышат, тебе не стыдно. Фотографируют там. Люди слушают, не стыдно было. И митинг организовывать яша, неха идея хуюхауси, суртаки, аша уголовный розыски. Цадатос. А я бухал, кого-то ты еще куда ездим, бэмно, пока ты ездим куда. 42 тысячи чеченских детей, бэм был. Хун яхшек магерт. Хо, цанур, хо, цанур ват. Так ты не чистишь, кидай на нас грязь. Так не очищаешь. Хуна, сомин уца, акчуа бешмилш буца. Это серч тюсбош. Хотя эрвелла ват сурт дакка. Хай сурт дакка та хордон. Дай хот адина фотографируют. Хас да хадит ям, да туэл терватон. Ногти чуешь помял дир датсон. А вообще, это тупо помял. Вообще, видно по вашим разговорам, что у вас вообще душа не болит. Просто вы так легко, у вас слова выскакивают. Просто так. Но тебе не надо чеченцев толкать на какое-то презрение, если это кому-то выгодно. Ага, выгодно, это выгодно, брат. Свои тезе тверху, да, там. Ногти тезе тверху. Не, ага, дело, палестинский митинг, палестинский митинг, шмадушу, иряцо ногч. Ты ничего не делаешь, тебя там фотограф будет ждать, там фотограф будет, ты ничего не сделаешь. Палестинцы, а там палестинцы бич да улуа, палестинцы бич да улуа. А палестинцы бич да, хокчуца у, хокчу хундуену, а? А палестинцы бич вену хокчу, хундуена, ала. Хабица хундуену. Садваш деш да мацагулшу, садни умана. Насколько они не... Он вера, але кто тезе ты вен, жутки у, что не знак Магиня, он увидал знак. Зажигаются они тут, получается, как зайдут, зажигаются. А тезе ты, ну, жутки, барсах, дукуча, аши, ногчи, и вой ногчи, бейршдыч, и жутки ваш, век дыч, а тезе я услышал, чеченцы СМИ. Посмотри, насколько они неграмотные. Если бы они знали бы, что Сирия, Палестина называл римский император, да, регион, и назвал палестинцев евреев, потому что он хотел уничтожить евреев, да, и до этого был Израиль, и он хотел поменять регион, да, и поменять даже Иерусалим. Насколько вы тупые, вы когда выходите на Палестину, подожди, стой, не прибивай, вы говорите за Израиль. Потому что нет такого народа Палестины, не было лидеров Палестины, не было короля Палестины, не было страны такой Палестины. Но вы, дебилы, идите, кричите за Израиль, получается. Потому что римский император хотел поменять регион. Мало того, вас не волнует ваша боль. Я тебе опять повторяю, это твои дети, твои нации, услышь. Ни один бурдулак сюда не поднялся. Почему? Потому что он промытый исламом, который уничтожил все его традиции, всю все обычаи. И вы рассказываете, вот весь 8 часов я сижу, слушаю про Палестину. Палестина, Израиль. Где ваш народ, я не понял. Вы где? Уважение надо заработать. Так просто уважения не будет. Но чтобы нас мир уважал, тем более евреи уважали, надо
Чтобы если мы нормальные люди, будут уважать. Если нет, конечно, будут относиться нам как к арабам. Я не хочу, чтобы к чеченцам относились как к арабам. Если мы, как народ достойный, конечно, нам никогда ни арабам, ни евреям поклоняться не надо будет. Будут нас уважать. Если мы заслужим, если нет, конечно. Я хочу, чтобы мой народ уважали. Будут уважать, когда ты на свой митинг будешь ходить, а не палестинский. Тебе отношения будут как этим палестинцам, как арабам, как бангладешцам, как индийцам. Я не хочу, чтобы чеченцы должны заслужить уважение себе. И не надо за 2 миллиарда каких-то мусульман прям. Нет. Если мы заслуживаем, евреи нас будут уважать. Нам не надо будет что-то просить. Рады будут, потому что много евреев жило в Чечне, на Кавказе, они знают традиции, обычаи. Они не забыли, а чеченцы уже свое забывают, арабское принимают. Евреи-то, которые уехали, они лезгинку танцуют, все. А нам лезгинку запрещают танцевать. Типа Умар какой-то сказал. Представьте, Умар сказал, мы уже боимся лезгинку танцевать. А евреи танцуют нашу лезгинку. Я сколько видел у себя в Израиле, которые жили, они танцуют. Да еще как танцуют. У нас в Чечне сейчас чеченцы другую лезгинку танцуют, которую мне противно смотреть по этих свиней. А эти старую чеченскую лезгинку танцуют. А у нас в Чечне как свиньи танцуют. Вообще с девушкой не знают, как обходиться. Другой задам вопрос. Нерд, вот смотри, Путлер твой сдохнет, да? И будет вас переворот. Ну, будет у вас там, начнется там опять. Это бабки не ходи. Я тебе скажу, вот скажем, будет страна. И станет страна мусульман. Что вы будете делать? Вы что-то будете разрабатывать. Вы что-то будете... К чему вы будете идти? К тупизму, как все мусульмане? Ничего делать не умеют. Элементарно ракету сейчас запустить в космос. Это для спутников. Ни черта. Скажет. Ну да, Леон, говори. хочешь, давай я тебе отвечу. Мы используем, начиная от японских и кончая... Да, мы используем японских. Ты имя телефон, мы используем а тези ты бог куза там веч а тези те нокто бешниц ходите шла по понятию Леони коч воца верч коч тези ты говорим да язин куза хунгул дел дуе там куза 42 тысячи мы используем технологии, ты используй иди технологии используй и кончая американские. А телефон яце волва используешь ты а бешниц тези ты куза дица из А что бой, палестинч бить болырсон. Ой там, ой даем беш дич дой. Раскден. Ой митинг эрвала царе ан куза митинг ягет бош дат. Хай беш дица. Даем до раск. Куза иш дица царе аж мова. Леонец, а он дица царе. Заколебать. Ну как куза мелвега. Израильские увидят, знак увидят израильские, у них как красная тряпка для быка. Значит, Почему? Запаливаются. Фотографируют. У любых, если убивают детей, это трагедия, это неважно. Иштали, атьяндала. И войнохче беш дуть до бога куза, тези тюрвей. Мы, чеченцы, вместо того, чтобы говорить, вот несколько чеченцев между собой сейчас спорим. И разговор ни о чем. Просто спор пошел. Вместо того, чтобы тему говорить свою чеченскую боль, выразить. Вот представь, он зашел, еще потом там, сколько мату было, там 2 часа, он еще 2 часа мат нес. Вместо того, чтобы тему чеченскую боль свою поддержать, они вот что там, приходится с ними спорить. И уже разговор ни о чем. Они будут так и спорить, потому что опасно на митинг чеченский, фотографируют. Вот. Что с такими людьми говорить? Что он скажет? Какой митинг? У чеченцев что, кроме митинга, проблем, что ли, других нету? Ага, проблем еще раз более. Язина куда гоя, там хундул дельду. Ой, куда хундул дельду там. Чем мы сегодня собрались? Для чего мы сегодня... Память о наших убитых детей в 42 тысячи написано, видишь здесь? Мы для этих целей... Убиты, мы об этих детях говорим, которые никто не вспоминает. Кто-то наказан за 42 тысячи, кто-то наказан за 42 тысячи убитых детей. Не наказан.
Один вышел у нас, Юсуп Тимирханов, один вышел и вот этого убийцу девочки, чеченки, изнасиловал, потом убил ее, он взял и застрелил. Вот это правильно сделал. Вот это он сделал правильно. Один наказанный, а за 42 тысячи детей кто наказанный? Они говорят, почему мы говорим. Если мы не будем говорить, никто не будет это знать. Вот в чем дело. Никто не будет это знать. А ты это говорить не будешь. Если мы не будем говорить, никто не будет знать. Мы про Палестину будем знать, но про Чечню не будем знать. Иду, Фети, Ахундюцбах. Садись, худат, Ксани. Чечня... Он ничего, на вас. Ну, честно спорить, выключите его. Зачем Я, для такого человека время? Выключите его, выключите. Разговор там, минуты не стоит, чтобы с ним разговаривать. Цены, такой, даже минуту с ним разговаривать. Только что посмотрел нобелевских лауреатов в процентах. У евреев 22% нобелевских лауреатов. На Кавказе 0. Я специально Да при чем здесь поискал информацию. Я говорю о другом. Вместо того, чтобы, вот смотрите, развивать вашу страну, построить колледжи, институты, да, развиваться, строить, это же все нормально, это же нормально. Так я к этому веду, то, что надо как бы к этому стремиться и... Здесь неправ. Зато у нас исламских ученых много. Чечне особенно, исламских ученых. А у вас исламских ученых там несколько человек. А у нас сколько, знаешь, исламских ученых? Если там по этой части давали, мы были бы на первом месте. Если как исламским ученым, Чечня была бы на первом месте. У нас сколько тысяч наизусть Коран знает человек, а у вас в Израиле там несколько человек Коран всего знает. А у нас тысячами каждый год выпускают. Ты здесь не прав, не поддерживаю. До сих пор поддерживал, но сейчас нет. Хафизам дают Нобелевскую премию, когда мы возьмем это первое место. Не, вот представьте, если бы столько времени тратили бы на изучение наук. Так мы об этом постоянно и говорим же. 700 школ открытые, которые оплачивают, там все, платят зарплату, там, чтобы на арабском языке, не зная перевода даже, читать на арабском языке, песнопение из Корана сделать, выучить это песнопение. И за это еще премии дают. Выпускают там, сколько там, по 7 тысяч каждый год выпускают этих выпускников хафизских школ. Ага, а палестинский флаг говорит, он метти волонку чурарияка. Труболет, выкинь его отсюда, блин. Палестинский флаг, я ногчевую, хочу пожалуй, до того интересно пассажир. Ногчи, чтобы у них план сегодня, их закинули сюда, они от себя. Вот чтобы у них план провалился, всех выключить и все. Это легко с ними. То, что они задумали, их загнали сюда, там давайте, чтобы они там не могли говорить. Потому что 42 тысячи детей сейчас им пошла. Их загоняют. Просто выключить и все. У них план пропадает. Очень легко с ними. ЧГТРК сегодня не будет отдыхать до утра. Зиро здесь? Да. Зиро здесь? Да. Это как ухода. Ты стоишь у входа, ждешь, чтобы тебя пустили, а тебя не пускают. Пускай ждут. Он ждет, что включат, не включает. Пускай как у ухода. Там на улице мерзнут, не пускают. Потому что воняет от него. Не умеет себя вести, как бывает. Бар не пускает. Потому что каждый раз пускает, он там воняет, там драки всякие, не умеет вести. Таких не пускает. Вот пускай у ухода ждет, не надо включать. Пускай ждет. А ему задание там, зайди, чтобы там ты намусорил, нагадил, чтобы воняло там. Очень легко. Видно, что свинья вонять начинает. 2 минуты послушал, все, выключаем. Давай, выгоря, ухода будешь там ждать, мерзнуть на улице. Я за ним наблюдал, он очень хладнокровно, спокойно отвечал. Вообще без эмоций. Кто? Ну, вот этот чувак Нерт, или как его там зовут. То, что ему там говорили про этих детей и все остальное, как бы у человека вообще никаких эмоций нету.
Но он сам же говорит, он говорит, на митинг, на митинге здесь не надо тебе показывать лицо. Здесь ты говори за наших убитых детей. Сегодня день памяти детей наших убитых. 42 тысячи. Он сидит тут. Да, он увидел, он этот израильский значок тут получается, Леон написано. И воспалился так, понимаешь? Ему хочется о палестинских детях говорить. Сегодня мы говорим о чеченских детях, 42 тысячи убитых. За это никто не посажен, ни в тюрьму не посажен, никогда не наказывался, и наказывать Россия не собирается. Мы об этом говорим здесь, получается. Ни одного человека нету наказанного за то, что он там убивал детей, сбрасывали бомбы на дома. В подвал проходили, когда вот захватывали Грозный, проходили по подвалу, есть что? Спрашивают, оттуда, если говорят, есть, мы здесь старики, бабушки, дети. Туда закидывали, сперва гранаты закидывали. Об этом он не будет говорить. Ему нету до этих детей. Ему вот воспалился, и палестинские дети ему там воспалились у него тут. Это с ШГТРК выпустили сегодня, наверное, всех этих, чтобы сюда пришли там и гадили тут. Про Палестину рассказывали. У них просто сердце, они лицемеры. У них сердце болит, что они не ожидали, что... Видно, что по работе загнали, потому что тема сегодня чеченских детей нельзя, чтобы она обсуждалась. Видно, что загнали их. Не надо дать им, чтобы у них это получилось. Выключить и все. Видно, что 2 минуты начинает свинячить. Надо выключить и все. Зиро, вот скажи мне такую вещь. Вот ты включил эфир вообще с днем еще, как я понимаю. Какой-то бурдулак сюда поднялся. Где-то в час дня я видел где-то так. Я просто не мог закрыть, я был на работе. Скажи мне такую вещь. Какой-то бурдулак сюда заходил, сказал там соболезнования, что-то такое. Не один. Не один, видишь. Смотрите, это не первый случай. Вот буквально недавно, всего лишь 80 лет прошло. Вы знаете, сколько очень много наших детей умерли из-за этого геноцид, устроенный Сталином. Очень много, понимаете, больше, чем половина умерли там. Там большинство детей умерло. И, пожалуйста, тоже, но детей умерло. По дороге умирали, выбрасывали. А вот это последний случай. Дай Бог, это будет последнее. И как это перейти на ту рельсу, я просто не понимаю, понимаете? У тебя своя горе, у тебя свое... Ну почему они не чувствуют это, я не знаю. Почему они забыли это, тоже я не понимаю. Нам до Палестины, до нас очень далеко, если считать это жертвой. У нас в общем катастрофа. Понимаете, люди, катастрофа. Смотри, сколько уезжало еще до уезда, чтобы их вывозили оттуда. Там же убивали. И по дороге умирали, и там умирали. На степь дон, зимой дон. Да, давай, живи здесь. В пустыне. Это еще Кирка достанется, то хорошо, что-нибудь вырить там. Ну как вы можете это забыть и про нас? Вы что, хотите, нас постоянно так убивали? Это нормально? Как это в голове может укладываться, что это нормально, нас убивали? И мы все будем забыты, как манкурты, а будем вспоминать там, что-то случилось. Такого горя, как у нас, я думаю лично через себя. Я так считаю, что у никого не было, наверное. Вы сейчас заходите, это даже перед людьми стыдно. Вы не говорите, да, наших детей убили. Это несправедливое, жестокое. Это геноцид, который над нами. Никто такого не говорит. А просто сразу переключается на какую-то личность или совсем на какой-то другой народ. И тот народ, который вы сейчас оправдываете и защищаете, они сказали, это внутреннее дело России. Они знали, что нас убивают, они не помогали, они даже не сказали, хотя бы бомбы не бросайте, Да бомбы же может убить. помогали? Да просто не помогали, даже митинг не устроили ни один, плакат не взял, никто не вышел, не убивайте чеченцев. Да. Этот ихний руководитель, губошлеп так называемый, Ясир Арафат,
Приехал, облизал Ельцина во все места, получил 10 миллионов долларов и улетел на частном самолете. Да, он имел с Ельциным рукопожатие, он ему не говорит, хотя бы бомбу не бросайте. Он его облизал со всех сторон, сказал, это внутреннее дело России, взял 10 миллионов и улетел. Да, Они там, имею в виду- палестинец ни один не вышел с плакатом «Остановите войну, не убивайте людей». Вот о чем я и говорю. Понимаете, вы как думаете своим головой, у вас же есть глаза, все это. И как это нельзя сказать, не убивайте детей, не убивайте людей. Какой закон в мире такой есть, что это нельзя говорить? Я просто цага дейылдасу, цахечиноя. Мне кажется, вот эту тему там с высылкой и со всем остальным нужно постоянно как бы эту тему развивать, чтобы все знали. И как-то, я не знаю, там организовываться, если там в Европе там или в каких-то других местах, чтобы во все эти даты как бы надо как-то приучать там людей, там правительств. Нужно это. Но Да. понимаешь, ты делаешь культурный центр, открываешь в Европе, европейский, открывали там, пытались открывать некоторые, пытались открывать в Кельне культурный это центр. сделаю, я в Культурный Кельне живу. центр. Я в Кельне это Нет, сделаю. через... Она, ветеран. Открывает культурный центр буквально через 6 месяцев, получается, из нее получается молильный дом. О молильном доме нельзя говорить о своих бытовых проблемах. Понимаешь? Зеленых комиссаров заслали туда, которые это ФСБ засылает. Жириновский 2008 или 2009 год, он там в парламенте, говорит, в российском парламенте, говорит, в Европу уехало 300 тысяч чеченцев. Сейчас они получат, они сейчас получат хорошее образование, говорит, европейское, станут докторами, инженерами, юристами. У нас будут проблемы. И после поехали зеленые комиссары туда, отправили туда на работу. Вот открываешь культурный центр открыл, через полгода он молильный дом становится. Мечеть с нее делают. Там нельзя ни танцевать, ни о чеченских проблемах говорить, как ты говоришь, не о убитых детях, не о беспределе, что устраивают над нами, о геноциде нельзя говорить. Там только можно вот в рай, как попасть, себе будут рассказывать. Вот что нужно головой, 5 раз в день головой лбом об землю стукаться, и говорить о рае можно говорить. Больше ни о чем говорить нельзя. Вот такая картина у нас получается. Не успели открыть культурный центр, его смотришь, уже из нее мечеть сделали. Вот это проблема. Россия специально засылает этих зеленых комиссаров. Если мечети ты будешь говорить о Чечне, ты мне скажешь, это не то место. Здесь о других вещах говорят. Тут нельзя об этом говорить, надо выйти на улицу, можешь только говорить, и то на ушко говорить. Сами чеченцы скажут, не арабы промолчат. Чеченцы, и если вдруг араб скажет, чеченцы за него заступятся. Они тебя заткнут. Скажешь, это не то место. Знаешь, а где чеченцы собираются? Я говорю, нету места. Когда мне сказали, чеченцы собираются в мечети, я говорю, которые мечети, я говорю, не чеченцы. Чеченцы должны отдельно собираться. Есть культурный центр, где чеченцы собирают свои проблемы. Встретились, познакомились. А где познакомились? В мечетях, что ли, знакомились? С арабами, что ли, вместе? Вот в чем дело. Но я говорю, я это здесь сначала положу. Хоть не получится, я хоть один буду. Но есть у меня парни, которые сказали, будут уходить. Но 23 февраля, дай бог, в следующем году начнем. Будем уходить. Флаги, сказали, помогут. Флаги чеченские будут, израильские возьмем. Пускай, посмотрим. Пускай подойдут. Come on. Нам нужно
и чуть Коран Камасутру и Да, прочитай. положение нашего педофила Мухаммада, Сахих Бухари, Муслим. Таухид ты довлетишь. Зачем вам это кафирские науки? Эти джахалийские, чеченские какой-то. Вообще я не признаю это чеченское, это какой-то бред. Вообще, это что такое это чеченское? Да, и приветствия, говорит, нету чеченского никакого. И не было, говорит, да? Нужно ассаламу алейкум говорить. А чеченского приветствия, приходи свободным, марш вола. Нету, говорит, это вообще тут непонятно что, говорит. Это вот эти засланные казачки тут, получается, тут. Я вот задумался как бы вот про традиции, да. Вообще вот рукопожатие, да, вот если даже брать, в исламе есть вообще рукопожатие? В исламе есть жопа поднятие. Извиняюсь. Не, я серьезно, есть ли вообще в исламе рукопожатие? Да это вот пришло от европейцев, от нас пришло это рукопожатие. Они там вот это, у них вот это вот. Я мирный. Вот они, как римляне, когда были, вот из песков вылезут, они знают, что эти гадят. Чтобы их не убили, там, я мирный, там, руку поднимет, я мирный. Вот это вот, салям по полям. Вот эти, болтались они там. Читаешь, когда вот это, про Рим читаешь, когда вот это вот, и потом что-то своруют, убегут в пустыню. А эти римляне и не ходили там, до границы доходили, этой дальше не шли. Знаешь, думали, что там ад, короче говоря. Так вот, я хотел бы сказать, к примеру, я не думаю, что в исламе есть такие традиции. У меня, например, с детства отец, когда я вот там с дядей там или с кем-нибудь, ну вот поздоровался, повторил, например, вот я это запомнил, там, как вот отец здоровается там, одной рукой, да, он меня, еще мне было там лет 5, отругал и сказал, что ну, со старшими людьми нужно 2 руками здороваться, например. Ну, у нас со старшим вообще руку не тянут. Когда ты перед старшим, ты должен руки именно вообще класть сзади. По-другому как бы. Да, это вообще, это именно что там много значений есть. Если Даже. обнимается, младший руку ниже кладет, чуть старший, который выше. Если идут старший справа идет, младший слева идет. Вот так все это, как идти надо, все как у нас чеченцев было. Но сейчас эти вещи не говорят, потому что мы стараемся арабское все учить. Чеченское мы забываем. Сейчас мы учим, как нужно нечетными камнями потираться. Альхамдулилля, наш пророк. Вот как чеченцы жили, как надо старшим, как все это не будут они учить. Поэтому молодежь не знает. Они сюда заходят, они сразу начинают на арабском языке эти проклятия пускать. У чеченцев друг с другом, чтобы такого не было никогда. Вот представьте, друг друга там, мать там, туда-сюда, вы что? Не было этого. Вот пока эти не появились. Не, вообще, когда вот сюда заходят эти опущенные мусульмане, опущенные петушиные мухи, и они спрашивают, ислам уберем, что дальше? Это вопрос вообще к чему? Что дальше? Что без прихода ислама чеченского народа не было? Или чеченцы не знали, как себя нужно вести? Тут просто даже вопрос бывает, как мы будем хоронить людей без ислама? Мы в любом случае, как не дочь пророка этого, так в кавычках тоже, этого педофила, мухи. Да. Вы знаете, как закопали дочь пророка, знаете? Вот сподвижники, которые любили, вот души не чаяли наши пророки в PDF-файле. Как закопали, знаете, кто закопал? Вообще один человек закопал дочь.
этого педофила. Ночью. Да. Ночью даже мой отец не дал нам закопать нашу собаку. Сказал, что на рассвете только. Ты роматес, буйся, который тогда жал, буйся, ляться дуалетер. Представляешь, поэма рыбош, лелю, пидор, яц, хокон юа, буйся, там так я лятхуэлэн, та тез я тез, нихрена яц. Тогда жалца дуалетер, буйся, лят. Хан ойра мал халбош, лят дуал. Когда я был маленький, мне отец это говорил, вот младший должен идти слева, старший справа. Там вот все это и говорил, если там друг друга обнимается, младший должен руку снизу там, потому что выше нельзя эту руку его. Ну как-то было, уважение, все это у нас было, традиция. Люди знали, но сейчас старики этому не учат. Они боятся, потому что религия выше, боятся наперекор муллам идти, а муллы все докладывают в селе, что есть. Это их задача. Кто в мечеть ходит, кто не ходит, все они сами говорят. Даже кто ходит, не ходит, они говорят, мы знаем, мы записываем. Они один раз проговорились, я помню. Кто ходит, не ходит, 30-й вот пугает людей. Люди не ходили, боятся людей, боятся там, что будут про него что-то говорить. А вот много сейчас народу, я знаю, не верит-то. Ну, просто уже так пошло, что обязательно мечеть надо, там молиться надо. А кому молиться, что они там молят, никто не знает, мало кто. Общественное давление называется. Да. Учат жить в стаде. Учат жить в стаде. Чтоб ты не думал, стадо думать не должен. Там вожак, вот мулла есть, вот он, все. А нам думать нельзя, ты что? Если вопрос задашь такой, неудобно. Ну как, есть пример Грозная мечеть, как выбросили на улице там с разбитыми коленами, ногами, переломы ногами. Чтоб таких вопросов больше не задавал. При всех центральной мечети тысячи людей сидят. Человек стал, мулле сказал муфтию, неспокойно вывели его, переломали. Я после этого эту мечеть не ходил бы. Все сидели спокойно, никто за него не заступился. Вот так. Учат жить в стаде. Один день, момент, я помню. Я вообще в чужом селе мечеть заехал, ну, это пятница, после Рузбана, Гушбан, короче. И я там сижу, это, кверху задом встал, как в мечеть заходишь, это, мечети, именно ряды мечети тоже нужно кверху задом встать. Да, ну вот это, сунт ламаздой, междыги. Сижу, короче, балбала читаю. И там, короче, понеслась. Налоги, короче, земли, вода, свет, газ, короче. Бог, бит Бога, чуа, да будешь бег, сельсовет, клуб чуа, уже солнце, клуб чуа, уя, сельсовет чуа, междик чуа, ца. Я қият. Алло, 29-й, короче, само чуа, лаш. Чуа, دونانهم ديش سوق شيء شرا ين عمل دايول بوش ما ديزدر ما داخيات تو شو عشتا دونانهم دخم زدوت تياو شو عارف ما زابويا مات ولا خويا عشون على الملوت وبشي سو موات دبيل ده تاخيو شيزن تا نلاش ميكروفون كاري انجر ويستفول شروخه تاخو زريتل سول يوم شو عارف موالخ الله Scheint so amon Erlin. Onkel Bertel jaš daugi trubuch. Čahvel. Dogdēta Bogam, das lūg. Tak boeršē mahilo so onkel Bertel jaš, šo daca ugita. So davigit ban hudu bos, as hunisel. Bakkana shallilhan, jim ona honeding atti imamu. Was bo imamu arzu bitti.
وعون با سويقة موضوع هو مادك جوا вообще dünyan çaduaş da to dünyan çürüş именно busal dünya doğuş o busal din haşşın doğuş Allah hep mari jur doğuş dünyan homo çua çaduaş 60 yaşlara amal şim xil ayol çuboş dizler hay mamol çu vodoga klub yaçum bo silsilet yaç Ugar čo hayakalde bu istedi sütte duaksa hayakalde gavasa debil Ugar čo hayakalde gavasa debil maş dit o čo adendi smeten o yurt de bu abi şu do silsilet o çur dölç ruzmeri silsilet daduyla lo yurt de sen dadoluşmadı ya da petuşitsa diye şu son mualla представляете şaça bu Sogan kelmir tu to tavajdik çur sabah malu şam sovo çua imam siyazurlum sabah asit amon yani davgut bu beter ya представляешь Микрофонları ye. Бутон, микрофонları ye куда. Запись сейчас, треск будет идти. Я здесь что куда. Да, я молчах велук, короче говоря. Я квал шухельме. Налог что. Mikrofonu Zekubovic'ik tilonto çöberlik yatsın da poliçi deşür. İyi et olsa sen. Уже varden sonra nauşnik şeyse. Якубович, Элсман, давал цебо. У вас традиции есть вообще, связанные с ребенком там и со всем этим, с рождением там и все такое? Не понял. Допустим, в люльку ставят, там, я не знаю, животное режут там и все такое. Такие традиции есть? Это, конечно, да, это, конечно, есть. Но не из ислама тоже. Это язычество. Ну, у нас то же самое есть. Я поэтому спрашиваю. Этот гребаный ислам никакого отношения к чеченским традициям и языческим обрядам ни хрена никакого отношения не имеет. Вообще никакого. Даже сегодня, вот с пеной у рта, который сегодня защищает это дерьмо исламское, арабское, это дерьмо из 7 века, именно вот даже вот под дулом с виском у Маузера все равно, короче, не получается, короче, к исламу привести чеченский народ, потому что чеченский народ делает ширк, посылает Аллаха и пророка муху нахрен и руководствуется своими языческими обрядами. И захоронения, и свадьбы. Вообще, почти 90%, даже не думаю, хорошо, 70% осталось. 70% язычества. Ислам никакого отношения не имеет ни к нашим похоронам, ни к нашим вот этим свадебным обрядам. Потому что Муха что делал? Да. Быстро ушел домой и отникахал свою двоюродную сестру. И 9-летнюю тоже забыл ты добавить. Да, лучшего друга дочку прямо у него дома отникахал. Не отходя от кассы. Да, и про любимую его сына тоже. Ну, представьте, если сегодня в селе каком-то, не в городе даже, в каком-то селе, районе, какой-то чудак, чеченоговорящий какой-то мудак, даже просто посмотрел на ребенка, скажет, что он бы с ней вот этот никах сделал,
просто вот человек, там, два человека, эти слова его услышит, просто что он посмотрел на ребенка вот с такими намерениями. Не то, что он там серьезно, это уже намерение, там, не знаю, не то, это вообще, я не говорю. Вот этот мудак, он станет во веки веков опущенным. Его из этого села, из этого района, короче, в изгнание, с пинком под из штанов пустят. И родственников, да, заодно тоже? Родственники, не, как раз таки родственники к этому не будут приплетать, потому что вот этот педофил гребаный, вот, отклонение, там, психические отклонения, сексуальное, психическое расстройство сексуального характера. Это больной. Наш пророк Муха был больным ублюдком, да, педофилом гребаным. Это кадыровская, да, тема, то, что приписывание родственников? Это ислам как раз таки, ислам и русский мир. Чеченцы никогда из-за каких-то, короче, так, отец за сына, сын за отца, этого не было. Но как раз таки дело было в чем? Если люди приходят из другого типа, твой человек убил ихнего человека, и он себастьянил, то есть бежал, им говорили, вам дается 3 дня, чтобы этого мудака вернуть. Если вы этого мудака в течение 3 дней сюда перед нами не поставите, мы, короче, из вашего типа, самого, короче, нужного человека, мудрого, умного, богатого, самого лучшего, короче, отправим на концерт Кобзона. Вот так, не церемонились, короче. 3 дня давали. Сам тип искал преступника, который совершил преступление, а не тот тип, по отношению к которому было совершено преступление. Представляешь? Вообще тот тип, по отношению к которому было совершено преступление, вообще не должен был вообще ни нервы, ни свое время, ни тем более свое имущество тратить на поиск мудака. Ты просто вдумайся в это. Это лучшая система, кто придумает? Сам вот этот род того, кто совершил преступление, должен был за свой счет, расходы, время, все искать этого мудака, который оступился своих обычаев, традиций, вообще законов этого народа. Все ложилось на плечи того рода, того преступника, мудака, который совершил это преступление. И поэтому никаких проблем не возникало, да, там? Точно, какие проблемы будут? А Кадыров вообще с какого тейпа? Донской казак тейп у него. Я серьезно. Новый тейп. С Ростова-на-Дону. Донские казаческие тейпы. Которые тут сидят
Ты скажи, назови его. Это еще арабская шмара, пидорас, который поехал в Австрию, а я знаю, Хапаймар был пидор, наной Майя Бемайла, Хапаймар был пидор, 5973, а я знаю, Хапаймар был пидор, наной Майя Бемайла, حديشتو حيازا ايه حبايمر بو بيدر ميوزيو محمد بو بيدر يشيو ساس محمد بو بيدر قابل يشيو محمد бо пидор 1973 сая бар 90 сая муслим упоминаю вообще поносить чужих родителей один из тягчайших грехов после ширка многобожия Хапидарас я Мухаммад Адис Хобал Дяшият я шо Аллах буду тронте ахи ашо пидор яц тронте ахи ашо шо пидор и смотрящий за большегрудыми путанами Ахлебарес да олаца дючмо уйсо до даккана пошло путаншик смотрящий уй Аллах Итун айча ешо чо астрихи нашу пидор Это ялх айт Мадонна. Аллаху акбар. Хаджат бибо. Хапидараз Австрия худяшу. Буэрш хада хапаймар яц бохас. Хада яц хабуэрш хапаймар яц поэт. Хапидараз Австрия худяшу. Хапидараз Австрия худяшу бос. Хапидараз Австрия худяшу. Сошу Аллахан тияд яшух Петрас ден. Аллахан тия доказ Петрас ден. Прямо тронте раком хуатой. Аллахан тия ден нохче уксо лично. Терло он за тайпан. Ха хую пидорас тайпан хую. Ха тайпан хую пидор. Со Аллахан тия ден терло ук как раз таки. Это сказка, шухучан. На самом деле, есть этот закон. Я ставлю Аллаха 5 раз в день, прямо его троне раком. Так что не надо там что-то такое сверхъестественное делать. И все это дозволено у нас. А я за сверхъестественное. А этот ваш муха долбоеб, он летал на Аль-Бурака на 7-е небо. Это сверхъестественно или что он там? У него Аль-Бурак, где этот пидор, ваш Мухаммад, педофил, летал на 7-е небо. Алло, ваш муха, педофил гребаный, летал на Аль-Бурака на 7-е небо. А? На 7-е небо летал этот пидор. На Ишаке. На Ишаке ваш пидор Мухаммад летал на 7-е небо. Ваш пидор Мухаммад летал на Ишаке на 7-е небо или нет? Пидор, сверхъестественно, и он. Как он летал на Ишаке? Ты знаешь это? Да, я дело. Австрийская шмара. Арабская, бедуинская. Я знаю, что сказать. Когда аж серьезно удивительно, как выглядит. Против ислама пошли нахуй отсюда, пидорас. Я ислам раком ставил, прямо на троне Аллаха. Вы слышали, как это ваших рук, как вы сами своих матерей позорите бы? Из-за того, что вы говорили. Они еще не только я один, вот ты сам видишь, смотри, люди заходят, блядь, то все, что хотят, говорят вам. Ну, вы же пидоры, мусульмане пидоры, поэтому говорят все, что хотят. Посылают Аллаха нахрен, живут в Австрии. Ну вот в Австрии живут, кефирские врачи, лежат зад кафиром, лежат зад кафиром. Да, послав нахрен аяты Аллаха, лежат зад кафиром, жут их харчи. Да, ни во что не ставят, ни Аллаха, ни пророка. Те, которые тут сидят с вами, жиды бы, а мы эти то, что я тебе уже объяснял. Аллахан тиадин кафирук, лично, со Аллахан тиадин кафирук. Покартан дикват просто, ты шизофреник. Аллахан тиадин, школа дикцов. Хабаду балхар, хай сотрудник волчана, хабалхар да охшана, да, там, короче, гадвоа, бля. Аюич, бля, док сплетник истории, что, бля. Шупаймар, так, азут народу, тиадич, голове, шупаймар, аярза, со Аллах, юса действие.
صديستي الله سو الله أنت إيادنا جو حيرزا شو بايمر ألزوت نرودك إياديش قالوا يلوي شو بايمر يلي أوجر شو بايمر بو بيتر ألزوت نرودك إياديش قالوا يلوي شو Эпштейн зовутся, Хапаймар бо Питер ются ишедол берчу шалил. Хапаймар бо Питер официально ишедол. Хапаймар бо Питер аз ишедол бертилен. Хапаймар бо Питер аз Ой, ты бал, вендетта нахуй, блядь, тихо. Асалла хайн кшишанты. Асалла кшишанты ха ох Петразден. Петразден Аллах кшишанты хейшу шух отлично. Асалла Петразден шампанский кшишанты ха вашух. 5 раз в день я сажаю Аллаха на бутылку прямо на его троне. 5 раз шишан трава, шухас Аллах. Художник, вавакиши. Батю жидов поднимите. Батя, я вашего шефа Аллаха сажаю 5 раз на бутылку Путина вашего. Это действительно Аллах, это Путин, просто его имя Путин, а хуйло, Аллах хуйло. Вот видишь, хубал хуйло Аллах. Вот видишь, как сходится. Я сажаю 5 раз в день на бутылку Аллаха хуйло и хубала. Альхамдулилlah. شو مازخش دو شو مازخ شو نخص هيتش تدو شاء الله أبوسكات ياش شو нормально здесь тулисо нормально весь тру цагули я буду сажать вашего Аллаха прямо на его троне на бутылку и ставить его раком нормально здесь тули нормально здесь тудой цагули ашу Аллах не веру я буду опускать вашего Аллаха каждый божий день это Он бача унитаза. Нормально дистули, нормально дистули дуай. Шо Аллахант иадит лайсу, ас Аллахант иадир ду 5 раз в день, прямо тронт и раком хватит. Шо нормально дистули дуай. Петушица, мадия. Ну, термохиран чуешь, сон хаза, да, а я еще. Аллах, да бэша, гуксо, сосина хуйли. А ты хуй. Ас Аллах. Лёхна голос, вьются гва, истерить моден, легкавый голос, то. Ас Аллах, 5 раз в день на бошк, инсу, цауишу, звекца бэшит. Со иш тух, терло, ухсо, дина, приз Аллах, да боши, гуксо. Закон кенте бохо цера у вас. Bude so, telo zakon kente bo arbo prostitut. Цел, хо prostitut, daц arbo цел жибу тelo закон кенте. Это хо пидорасият, оправдывается бичи тelo, да, Allah. Хо борща тагила, сатуй там, сатуй. Хо борща тагил, сатуй. Сацуайтация, обвержа тагила, сацуайтация тагила. Да я лан, да я шмар боя. Вендет собордин, бусар. Зеро, бас, бяху была, зеро, блядь. Зеро, олка, специально ушла, зеро, то есть зеро. Зеро, кайрда. Вала шабу. Поэмор было тиадно членил. Ажаете, берешь, блядь, солоца, палестинский. Возраста, я сам дитя войны, а худеба. Да, ходиться, вот что-то почему. Худеба, я просто ахайпица, он да что хасон, ты ищешь таких людей, как Леухнаг и Милор, ваш вихти, говорит, типа, да, он у него тоже цабуля, кутючура, очищал, лежал, бо, штапал, ему волел, ты чё, ба. Не, забыть надо, ты говоришь, или что? Не могу понять.
И что ты хочешь тогда сделать? Довольно так, хай хочу айол бля, шоко бля, жукти бля, вин это хорошее, эти отомстить. Allah, Allah, трон ты Вот и все. Вот и все. Вот и все. Компенсацию хочешь? Allah, деньги хочешь, да? Allah, трон ты раком хуатон, а ты молодцы, насилуешь. Вот и все отношение к детям, вот у них и все. Больше никакого интереса, ничего нет у них. Там детя этой войны была, Сергей, бля, окей, чувак, عادت يا انسست ошмар hayarza عادت يا انسست يو пидор, блядь, чечерин говорящий. Это 100%. Его надо батей Не, он говорит- Муртазов назвать, вот этого нижнего, а не батей жидов. И он говорит, и я ему спрашиваю, ну что насчет детей скажешь? Говорит, ну и что, ну все, они умерли, и что? Ты, говорит, сейчас поставил эту картинку и хайпуешь, говорит, представь. Я хайпую, короче, с картинкой. Вообще я не знаю, что с ней происходит. И вот этот обосранный что хочет снизу? Постоянно одно и то же пишет. Бате, с Аллахом 5 раз ден и адосуек жвап дехиш, буэржатия иш, самуджаде иш, суек жвап дех. Я ставлю Аллаха 5 раз ден прямо на его троне раком. Спросите с меня, жвап дехиш? Другой заходил, вот там его спрашивают, вот этот... вот дети чеченские погибли, а ты говоришь про Палестину. Он говорит, естественно. Прикинь, для него естественно забыть про своих чеченских детей и говорить про палестинских других детей. Ну, палестинских тоже жалко, еврейских жалко, австралийских, любых, африканских. Самое интересное, знаете, почему сам Аллах не может спросить меня ее проблем? Почему за него вот это будулаи прыгаются? У вашего что, Аллаха кишка танка? А? Потому что ты Аллах, ты единственный, кто Аллаха раком поставил. Ты поставил Аллаха раком. Альхамдулилlah. А что так орать? Можно спокойно говорить. Надо разбудить их тварей всех, чтобы они не спали. Не наших, а вот эти, которые там. Одно и то же каждый раз. Там почему-то вот любят родителей затрагивать постоянно. Ну вот ихний педофил Муха, 5973 Савой Буари, 90 Савой Муслим, как раз таки говорит, что упоминание чужих родителей это один из тягчайших грехов после ширка многобожия. Вот эти пидоры, мусульмане, ни во что не ставят вот своего педофила Муху. Плюют на рожу А я скажу более глубже о корне ислама. Понимаешь? Я скажу, как от Ибн Исхака, я передаю полностью все происхождение этого Мухаммеда, вот этого Мухаммора. И его Аллаха, вот этого, который там, этот идол, который был там внутри Каабы, этой проститутки, короче, ее пизде. Понимаешь? Вот это вот, хочу вот это вот подтвердить и сказать, что Ибн Хашам, все, они правильно все говорили. Что ислам, который создавали, это все пидорасы, это амаликитяне, это все конченые. И вот эти, кто за ними последовали, за этой фаршманутой уммой, они тоже фаршмануты. Мухаммад был первым пидорасом. Потому что Мухаммад был заднеприводным, Мухаммад был педофилом, Мухаммад был инцестом. Первый пидорас был это Ишмаэль, это сын Авраама был, которого осел его выебал, написано. Он выебал осла, а потом осел его выебал, написано было. Вот это, который они с матерью Агарь, своей египетской колдуньей. Так, осторожно, Бабин, осторожней. Не, я говорю как есть. Измаил был первый петух, до этого, до Мухаммеда был Измаил. Подожди, а вот этот ослик, он тоже петухом стал?
Он его трахнул, бедного ослика, короче. Ослик здесь вообще ни при чем был. Ослик Не, ну пострадавший. ослик. Ослик. Пострадавший тут ослик. Потом ослик, говорят, когда Ишмаэль умер, он переродился в осла. И этот ослик, говорит, еще живой был. Он его трахнул, короче. Наказал его за это. Я от себя ничего не говорю. Я говорю, как написано. В книге Зоры, в Талмуде написано, что петух первый был Ишмаэль, короче. Потом уже этот был. Второй был Мухаммед. Так что я тебя поправлю. Ты извини, конечно, этот вендетта. Мухаммед, он второй петух был. Ладно, оставьте этих петухов. Смотри, вот уже, короче, больше 12 часов беспрерывно идет эфир. Ни один чеченец-мусульманин по-человечески не высказался насчет вот этой заставки. Никто их не волнует. Понимаешь, эти дети, это они нам. Один. Это наши дети, ты понимаешь, наши. Это не ихние дети. Это наши. Все эти дети, когда они рождаются, они невинные рождаются. Это наши дети. Понимаешь? А когда они уже им вот это вот начинают с молоком своим грязным впитывать вот эту ненависть к евреям, за место спасибо. Понимаешь, это все, это уже они становятся, потом из них делают вот этих вот зомби. Заражает их вот этой вот вирусом этим. Потом у этих детей поражается мозг, когда стадия бывает. И вот он сейчас вот сидит, пишет в этих комментариях, короче. Вот этот отец пидорастов, короче, да, вот пишет там. Вот. Отец унитазов. Да. Петух, короче. Понимаешь, сидит там что-то целый день, понимаешь, руки у него чешутся. Вместо того, чтобы свои пальцы нормально на клавиши. Если бы он столько нажимал бы на клавиши, может, у него какое-то, понимаешь, там, произведение нормальное, хоть что-то получилось бы. Может быть, он написал бы что-то полезное, понимаешь, для этого. Никакой пользы от них в мире нет, понимаешь, ничего. Они даже работать не хотят, не работают, ничего. Целый день сидят тут, вот что-то пиздят тут, понимаешь. Ничего их не интересует. Даже Посмотрели, что этот мужеловец хочет отца, короче, там что-то с отцом иметь. Это со всеми отцами причем. Да. Вот моего тоже затронул. Сладенькая, какая-то хорошая девочка, честное слово. Честное слово. Да, это они себе пусть говорят. Меня вообще это не трогает никак. Я же знаю, что это неправда. Вообще, чтобы меня из себя вывести, это надо очень постараться. Не дай бог. Так он, с одной стороны, флаг этот ставит радужный. Сам же хочет мужеловством заниматься. Мы все хотим, чтобы сегодня мы хотим увидеть. Но чтобы тебя из себя вывели, мяу. Понимаешь? Угу. Мы не хотим, чтобы тебя это... Да не, я вообще не обращаю внимания на таких даже. Ну, в том плане, то, что мне пофиг. Ты хорошая девочка. Ты хорошая девочка. Правда я говорю? Конечно. Ну, Винчестер знает, какая хорошая. Ты наша дочь. Да. Мы тебя в обиду не дадим. Это же хорошо. Это, Зира, у тебя уже, да, сколько эфир идет? 12 часов, наверное. Все переживают за Зиру. Чего тут только сегодня не было за эфир? Тут я так периодически заходила, тут все со всеми переругались. Потом старшие, там на старших тоже кто-то там наезжал, не помню я точно. Мы тебе дадим скоро большие полномочия, понимаешь? Ты будешь скоро уничтожать будешь просто всех вот этих вот, которые не нужны. Спасибо за доверие. Уничтожать будешь скоро всех. Локи, привет. Вот там кого-то заблокировали, короче. Все уже, короче, его там нет. Все. Локи, поднимайся. Сюда. Что он... Надо этого тоже, короче, заблокировать, этого черта, короче. Леон уже уснул, наверное. Леон, ты спишь? Ты здесь?
Он сегодня тоже такие хорошие вещи говорил. Он, наверное, уснул уже тоже. Лео давно спит, он уже давно, он периодически просыпается иногда. Переходите все в горско-еврейскую веру, все переходите, как говорится, своим родным. Вот Вендетта перешел, Хармат, все, короче. Мы сейчас с ними одной вере, мы спим под одной крышей все, одной общиной, короче. Ломаем всех вдоль и поперек, короче. Ага, понятно. Мне тоже на работу скоро ехать, так вообще не хочу. Не надо ехать, не надо. Если не хочется, не надо. Если не хочется, не надо. Ну как надо, кушать хочется всегда. Слушай, я бы тебя сейчас, я бы покормил бы тебя сейчас, тебе бы не захотелось бы больше потом уже на работу ехать. Если бы ты не кушал. Чем шашлыком? А что, шашлык нормально. Мы с утра шашлык кушаем. У нас все хорошо, все, слава богу. Утром, короче, ягненок, ну, молочный такой, да, чтобы как легкий. Вечером уже такой вот, знаешь, хороший такой, знаешь, в расцвете сил. А перед сном мы кушаем такие все из зелени такой, вот, знаешь, такие хорошие там. Всякие вещи бывают. Салаты, палаты, там все. Перед сном, да. Ты же только что признал, когда читал ник Батя Жидол, ты сказал, Батя пидорасы, бля. Ты признаешь, что вы пидорасы, получается, да? Не, я говорю, кому жиды это не евреи. Ты же так сказал, бля, алло. Жиды это не евреи. Ты неправильно понял. Выключите этого Гузара этого выключите. Выключите это, кто его поднимает? Жиды это не евреи. Кто его поднимает от этого труболета? Евреи это не жиды. Жиды это не евреи. Жиды это вот эти вот он сам и есть. Вот. Батя, кого он есть, вот это его, ублюдки его, вот это вот жиды. Кем он является, их батя. Батя жидов, понимаешь? У него дома полно этих жидов, которые кушать просят. А он сидит тут, вместо того, чтобы кормить жидов, сидит тут целыми днями, понимаешь? Ну, надо на этот раком нам свою молитву встать. Да. Своих же собственных, кто от него происходит, от него же произойдет в будущем или происходит. Он жидами называет, понимаешь? То есть он батя жидов. Кто? Я себя за жида не считаю, никогда не считал. Евреев тоже никогда не считал за жидов. Евреи это не жиды, понимаешь? Евреи это те, кто их раком ставят, понимаешь? Вот этих всех бать жидов. Разъяснил я. Абу Кирилл, Маршу. Абу Кирилл. Короче, пришел тут наш друг. Дуньядар, короче. Еще один шоколаха. Самый опасный мусульманин, самый опасный. Я когда появляюсь, вы друг друга вот так хотите русские сказать, что друг друга перебиваете. русские опущенные мусульмане, ассаляму алейкум. Короче, 1 июня. Да, приветствую, кефир тебя. Дуньядар, я тебя обнимаю, братуха. Как ты, родной? Как ты? Был, и я тебя обнимал, поднял, поставил на место. Данидар, 5 раз в день раком встаешь перед арабами. Вентра, тебя это никуда вообще не должно. Это 5 раз в день в Америке, в кафирской стране, перед арабским камнем 5 раз в день в Америке раком встаешь. Вентра, ну все твои друзья, вот сейчас я начну с тобой аргументировать, ты начнешь это самое, кричать на меня и возмущать. У тебя аргументов не хватит на меня, алло. Вендетта, он лечится. Я потяну тебя, Вентра, легко. Он лечиться пришел, Он петушится, он не лечится. Вентра и Вендетта — это два разных человека.
Самый опасный мусульманин это Дуньядар, братан. Чай Бабел, ты не просто так закончил Который живет институт. в Америке, На послал PhD. 6 аятов Аллаха нахрен и Сахих Буари. Который не признает ни Аллаха, никого. Он уже признает, по-моему. Уже Не, он не признает. признает никого, но он топит за мусульман. Это самый опасный мусульманин, который топит за мусульман. Ну, не за мусульман он топит даже. Он топит именно за Аллаха, короче. Там. А тут присутствует человек, который Аллаха каждый день раком ставит, понимаешь? Как бы поэтому между вами все время война. Раз день прямо на его троне ставлю его рак. Позу на мастер. Нет. Меня другое интересует. Вот 81 человек, что здесь делает? Вот этот вопрос меня больше всего интересует. Это только Ко всем зайди, спроси. Это открытый список только, Дуньядар. Если ты увидишь, сколько за занавеской сидит, ты в шоке будешь просто. В шоке. Охренеть. У меня есть программа, которая видит за занавеской. Они удивлены, почему Аллах не может, чтобы его не ставили раком, за себя впрячься. Почему это мусульмане должны за Аллаха там. Просто я аят знаю, в котором Аллах сам просит помощи. 47 сура, 7 аят. Сура называется Мухаммед, мопед, заднеприводный. В нем Аллах просит помощи. Помогите Аллаху, и Аллах непременно поможет вам укрепить ваши трусливые стопы. Скажи мне, Вендетта и Дуньядар, вы были на моем последнем стриме, где Убхармата, который мы говорили про Ибн Исхака и про Ибн Хишама, который переводы все это там, где мы доказали, что ислам это сатанизм. Доказывайте, как можно вам перечить? Не, брат, это серьезный труд. Как можно с вами аргументировать, если вы за пределы своего комфорта не выходите, то есть из своих стримов? Вы выйдете из своих стримов? Мы ничего не цитируем от себя. Слушай, это сам... Ты, пидорас, послал 6 аятов Аллаха и сахих хадис пророков, в которых Аллах и пророк отрекаются от мусульман. Нахрен поехал в Америку. Ты вообще нахрен за ислам не можешь хлеборезку Ты сейчас открыть. там в Европе живешь, и я не могу понять, ты больше пидорас, Я в Европе имею право жить как раз таки. Я чеченец. Я не мусульманин. Это говорит об Америке, кто Мусульмане, имеет право? пидоразы, не имеют права жить там, где нету шариата или население, большинство не мусульмане. Понятно. То есть ты открыто... Вот смотри, не, непонятно тебе. Если бы тебе было понятно бы, ты бы там под шконку ушел бы и, бля, хлеборезку закрыл бы. У Дуньядара свой ислам. Бабел, ты мешаешь мне, Бабел, ты мне мешаешь. Ты думаешь, что защищаешься, ты мешаешь. На самом деле, когда он это делает, он не дает мне говорить, потому что он знает, что он, все услышат, что он, хотя многие не сомневаются в этом. Алло, Шнырь, послушай сюда. Я тебе приведу номера аятов. 497, 4, 144, 5, 51, 5, 57, 3, 28, 4, 63. Эти аяты. Аллах. Давайте лучше. У меня здесь собаки без дома. Закрыл хлеборезку. 3 том сборника Бодауда, 2645 хадис. Ваш пророк педофил Муха говорит: я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников, среди кафиров. 4 сура, 97 аят гласит: точно, 100% ваш Аллах, этот, смотрящий за большегрудыми путанесами, что вы все попадете в ад гребаный. 4 сура, 144 аят гласит: они не имеют к Аллаху никакого отношения, я дам им лютую кару, они неправдивы в своей вере и уподобляются лицемерам. Это про вас, пидорасов, мусульман. 5 сура, 51 аят. Иудеи и христиане друг друга братья, помогают друг другу. А те, кто просит помощи у них, имеет покровительство у них, имеет с ними дружелюбные отношения, сами являются одними из них. Алло, вы вообще проститутки, свой ислам вообще когда будете?
Поэтому Дуньядар, он один из нас. Поэтому я его не приравниваю. Если бы он ко мне Да, хорошо я Дуньядара относился, то тоже я бы считаю уже удивился. за иудею. Вы посмотрите на Вендетту, как он ко мне Не-не-не. относится, поэтому тут Не, все понятно. Вендетта просто у него аллергия, братан, у него аллергия. Соответственно, я тебе... Мне иногда кажется, что он в Европе просто себя не нашел еще. Ну, я не удивлюсь, если он выйдет из классика. А ты в Америке себя мусульманина, пидораса нашел, да? Я не то нашел, я и не то нашел. Хочешь, расскажу тебе? Хочешь, расскажи, как ты лежишь зад кефиром. Давай, я слушаю. Рассказать? Ну, короче, тебе про какой случай? С разгона? Как ты полезал зад кефиром, чтобы они тебе грин-карту дали? Я не могу одного только понять, знаешь, вот все это ладно, все это ладно, все это ладно. А вот просто почему ты не дашь мне вот не дашь мне возможность, Я ради своей, вот есть, смотри, если ты себя уважаешь, дай сильному противнику. Уютно. В Афганистане меня отбочебазитят мои братья. Там, короче, у Аллаха финансовые проблемы. Я тут Понял, лучше Павел, как вы полежу зад грязным Вот монолог, кефиром как вот здесь ты американцам. можешь- он тоже Я победил лучше меня. буду лизать зад американцам кефиром, чем нахрен жить по законам Аллаха, по шариату. Нахрен мне этот шариат нужен. Теперь видишь, Бабел, я думаю, что ты точно так же с Харматом побеждаешь. Вот таким вот образом. Ты меня обвиняешь, что я по такой системе? Я думаю, что да. И еще и какой-нибудь невежду поймаете, чтобы... Не, я разлагаю точно. Я точно разлагаю факты, братан. Точно. Я еще не видел человека, который разложил точно, потому что такого человека не существует на сегодняшний день. Как не существует? Как не существует? Ты о чем говоришь? Ты посмотри наш последний Я эфир. тебе Посмотри. привел номера аятов, в которых Аллах тебя Зачем, нахрен Бабел? послал. Алло. Зачем? Я могу даже не смотря сказать. Ну ты сейчас как это... Ты зайди, посмотри Сира. Ты посмотри Сиру, которую мы сделали. Посмотри полностью. Я перевожу там буквально все, что откуда идет. И предшествие ислама, на чем оно образовалось. Что это сатанинская, амалекская вера. Ты в этом не виноват. Ты родился в исламе. Что это, Дуньядар? Я тебя не обвиняю. Я же не за это говорю. Скоро ты, когда ты лечишься, ты приходишь лечиться. Я очень терпеливый человек. Я знаю, что... Зрубал, перестань, этот пидорас даже намаз не делает. Я тебе 100%. Да это еврей, что вы его как мусульманина воспринимаете? Да, вообще, какие ко мне претензии? Я еврей. Вообще, Вендетта. Ты что-то против евреев имеешь? Да какого хрена ты, пидорас, за ислам защищаешь? Вендетта Ты тоже что-то еврей. против... Я защищаю кого захочу. Девочек, мальчиков. Вендетта уже давно еврей. Вендетта уже давно еврей. Вендетта, он уже давно еврей. Спроси его, он тебе Он скажет. иудей. Он Чё? иудей. В отличие от Хармата, у него паспорт есть, ты понимаешь? Паспорт. Еврейский паспорт, братан, у него есть. О, хоть один среди вас догадался. Еврейский паспорт у хороших русских тоже есть пидорасов, которые себастьянили, короче, когда... Ну да, это фальшивый паспорт, это фальшивый же. Которые съебались. Ты сидишь, сука, в Европе про Чечню, а они съебались. Алло, сука, Они тоже вы уехали. пидорасы, суки, нам жить не даете на нашей земле. Вы пидорасы, вы суки гребаные, вы террористы нахрен, душегубы, пидорасы, потомки КГБшников. Вы, суки, нам жить не даете на нашей земле. А тебе, пидорасу, кто не давал жить в России, матушке большой? Пидор гребаный, а? Ты, пидорас, какого хуя съебал в Америку? А, Он не забугой. Он не русский, он тюркской крови. Брат, я обожаю TikTok, отвечаю. Это Бабел. Дай, брат, я ответил. Он татарский еврей, походу. Ты кто такой, эй, Вендетта?
Я Никто по ложивший жизни. фугас патрон Аллаха. Я ставил Аллаха прямо на его троне раком. Его Вот поджечь, такое. ты его 2 пальца обоссать, отвечает. Ты глупый человек, брат. Ты без обид. Не, Ты Вендетта, очень слушай сюда, Вендетта. очень День глупый. на Вендетта. троне его Аллаха Смотри, раком. следует. 2 раз Я поджигаю. ставлю Хочешь, раком 3 раз подожгу. 5 раз день Аллаха. Вашего босса ставлю раком прямо на его троне. Альхамдулилля. Первый его Вендетта сделал, потом мы все по кругу пустили его, короче. Первый был Вендетта. Это правильно. Да, я согласна с вами. Вендетта выбрал Я, самое если жесткое идет направление, именно короче. под шляпой У ислама. Хармата там Вот может быть тогда что-то я переборол поаккуратнее свой... немножко. Но опять же, я зашел, Хармат конкретно поговорил, не было проблем. Знаешь почему? Потому что если дальше это зашло бы, там Хармата больше половины разошлось бы. Я не включаю мозги с Вендеттой. Они здесь незачем. Ему спичку бросил, он горит. Спичку бросил. Это глупый спикер, без обид, конечно, Вендетта, Да, да. но интеллектом Вы ты не спичку отвечаешь. бросили, я сразу Аллаху раком. Могу помочь, если хочешь, могу вылечить, легко очень. Просто нужно понять, что тебя там не было. Все, что ты читаешь и там начитался, наслышался, это не значит, что так оно и есть. Твое мнение это лишь только твое мнение. Так, что мы... Аллах, это педофил Музмага Балабол, да? Кто балабол? Музмага, этот педофил ваш, и Аллах Балабол. Я не знаю муспус-багов никаких, и тем более моих педофилов. Послушай, ты же не нету. изучал Даниар. Зайди в Ибн Исхак. Зайди Ибн Хашим. Зайди туда, посмотри. Зайди, почитай. Поймешь, Зачем что они мне такое... нужны? У меня брат потом есть поймешь, Хармат. потом поймешь, Зачем что они мне такое нужны? Аллах. У меня Потому Хармат что- есть мой брат. Послушай, Он ты подразумеваешь он другое. мусульманин, у меня под боком, он Потому объясняет что ты всё, подразумеваешь он тоже хорошее, Ага. а Аллах на самом деле это не хорошее, а ты подразумеваешь хорошее. Ты не относишься Бабе. к этому Аллаху. Ты Бабе. этого Аллаха не признаешь, братан, который вот они все признают, мусульмане. Ты не признаешь совсем. этого Аллаха. Я тебе... Бабел, мне звонит самая красивая женщина в мире, поэтому, ребят, пошли все нахрен. Маме я привет, обязательно чуть маме позже привет вернусь. передавай, маме привет передавай. Самая красивая женщина в мире, короче. Ему позвонила. Доча, Второй пациент зашел. Такого быть не может. доча, что они говорят такие вещи? Ты покушала немножко, доча? Да. Ты его что, доча, что ли, Глюзар? Смотри, я от кроссовки обуваю просто. Выхожу в косяк покурить, чтобы вас не чморить и спать лечь, бля. Ты хоть иди искупайся, чтобы да. там... Иди искупайся перед этим. Не твое, бля, еврейское дело, бля. Смотри, Да иди ты Леухнак, в бля, жопу, тебе хочу иди ты в сказать. жопу, вонючка, тырка, бля. Иди ты в жопу. Леухнак, смотри, бля, не бойся меня так. Ты чё, Дырку бля, свою подожди, закрой. пока я... Дырку, глаза опустил, дырку Слушай, свою ты- закрой. Дырку закрой свою вонючую. Фир. Кроссовки он одел. Лучше Фир. бы на свой намордник одел бы себе, короче, чтобы не вонять тут, короче. Да, внимание хочешь, голубой? Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер всем. Доброй ночи. А зачем вы Гузару убрали, сына Божьего? Ну, дырка у него вонючая, поэтому... А ты его поддерживаешь? Господи, помилуй, Господи. Зачем вы такие вещи говорите? Господи, Дырявый он просто. помилуй, Господи. Доча, ты что поела сегодня? Что ты приготовил? Что там у тебя вкусненькое есть? Ничего такого, я на диете. Ничего такого? Да. Мяу сделай хоть один раз сегодня, а то ты постоянно там на фотографии, короче. Люди не понимают, с кем имеют дело. Просто мяу сделай один раз, доча. Что ты имеешь в виду, показаться, что ли? Не, просто мяу сделай на мяу. Нежно. Это как?
Мяу-мяу, так что ли? Мяу. Один разочек, не двойной мяу. Двойной не надо. Один длинный, но как Вендетта делает, длинный один такой вот. Азан? Каждый раз ас. Ты приглашен на жиру. Да не хочу. Не кричай, реально. Серьезно. Там вот какой-то отец, не могу выговорить ник этот. Он все хочет, чтобы ему кто-то в личку написал. Напишите ему уже что-нибудь. Написал ему в личку, в лицо, типа. Это внебрачная дочь Хармата. Не поверю в это никогда в жизни. На катарском сайте написали, что Хармат со своей небрачной дочерью в интимные отношения, входил. Вот такие вещи. Потом сами же убрали это все. Потому что там объяснили закон, что типа по исламу может отец иметь отношения сексуальные со своей дочерью, которая родилась от не мусульманки, понимаешь? Нагуленная. Мяу, она не является дочерью Хармата. Шафейскому масхабу, который подсунули чеченскому народу. Самый пидорастический масхаб даже нам подсунули. Да. Шафеитский масхаб это вообще, это просто братья вот эти вот, как их называют, братья преклонившиеся, покоренные, эти, как его, раком, которые стоят по пять раз. Сами эти арабы, ханбалиты, а другим, вот эти разные течения раскидали. Да. Ханбалитам поделили. Кто тебя разъебал, бля? Как у тебя там ник, бля? Пахан. Ты вторая дочка, да, Бабил, это не твоя дочка? Внебрачная? Не, у меня дочка такие басы, такие гормоны не имеет. Голос. Вот моя дочка. Моя доченька, вот она, мяу, которая... Ну ты на Ишака похож, бля, Бабель, бля, да. Реально какой-то Лиза, успокойся уже, что вот эти твои обезьяны, которые там... Послушай, ты если меня в жизни увидишь дырявый, дырявый, если ты меня в жизни увидишь, я тебе по стенке просто один раз ёбну тебя, размажу, сделаю тебе как у бульдога французского, у тебя харя будет, блядь, сука, блядь. Зиро отключился, да? Да, внебрачный зашел. Да, мне кажется, все устали уже немного. Нет? Не так ли? Дочка Хармата зашла внебрачная. Алло. Вы у вас тут? тут за стопка голубая? Подождите, что это у вас? У вас сегодня собрание было или что? Голубой был Да Мухаммад. пошла ты, бля, Вендетта, иди ты нахуй, бля, иди До утра ты, блядь, во все щели. бежала Ваш ты, Мухаммад раком приполз на коленях, на Почему четвереньках. ты приполз Мухаммад. Азут во все щели отымел вашего пророка, народ Азут. С большими причиндалами, народ Азут. С вашим пророком спал еще Джабраилович, который приходил в образе самого красивого мальчика на Куяне. Да. Заднеприводным все, был. что можете, петух ты. Ты сбежала.
ايوه ايوه حباية ماريو حباية ماريو عشان اصحاب يو بيتوخ عمر بن خطاب يو بيتوخ гребаный. Все, умер он, короче, этот, отец, бля. Там опять одно и то же, как всегда. Доча, мяу сделай, пока ты мяу не сделаешь, мира не будет здесь. Сделай мяу. Мяу. Красиво так, нежно. Мяу. Я так не умею, я так умею мяу. Ну, как я тебя учил, дочь? Мяу. Не, я так не умею. Это уже как-то, знаешь, это с каким-то подтекстом не очень. Только дерзко могу. Да, Так. без ножа застрелили, короче, его, да. Ушли они. Короче, кто-то здесь пишет, петух — символ Дагестана, короче. Так сказал один детский мулла, короче. Дагский мулла. Дагский, а это какой? Воробей, у него есть ученики, он сказал, что петух — это вот самый такой, вот все говорят, вот, когда что-то хотят кого-то поругать, мол, петухами называют. Зачем это животное брать и причислять, что петух типа это отрицательное животное? И муравей, имам Дагестана, который является потомком Мухаммеда, типа от хашимитов, он стал суфистом, тарикатчиком. И, короче, решил в Дагестане вот этот вот распространять такой тип ислама, понимаешь, который смешан с христианством. Короче. Понятно. Да, и, короче, он сказал, что с сегодняшнего дня мы в Дагестане отменяем то, что петух — это плохое нарицательное слово, короче, типа, потому что петух — это хорошее животное, достойное животное. Он за всеми своими смотрит, там, ухаживает, там, туда-сюда, охраняет свои, понимаешь, яйца, которые еще не вылупились, потом птенчиков. А вот, понимаешь, другие говорят, там, типа, ты, мол, самое такое хорошее животное, мол, петух. И это все, они взяли это видео, короче, вот эти салафиты, короче, все эти ваххабиты, они стали смеяться над этим, стали делать из этого смех, то, что он за петухом, типа, вписался, ученик один из этих, воробья, короче. И ему кликучку петух поставили, этому, который этот урок провел там. И теперь в Дагестане они говорят, что это символ Дагестана, петух, короче, теперь они говорят, что все дагестанцы это типа последователи петушиной веры, короче. Короче, друг на друга они бочку возят там туда-сюда, там себя петухами называют. Любимое слово у них петух, петух, петух. Да, это то я заметила. Да. А это не вы с нами сидели у Пармата, Сиру мы читали во вторник, по-моему, это Ну, было. я о чем говорю, наконец-то ты, дочь, ты пришла в себя, наконец-то ты проснулась из долгой и продолжительной спячки. Конечно, Мне я. можно, я это... Я видела, болела. Ты видела, как я доказал в этой серии, что они от сатанизма ислам происходит, происхождение? Там Да, подтверждают. видела. Да. Полное подтверждение идет уже там, короче. То есть Ибн Исхак, который они его, понимаешь, это самая древняя рукопись, которая в исламе существует. На чем основывается весь ислам? Это предисламская или зарождение ислама. Полностью, которая дает происхождение петуха Мухаммеда, короче, его, откуда он идет. Понимаешь, потом это все, вот это все это происхождение, откуда, чего, как эта вера основывалась. Что Аллах это идол, это злой хубал, который жертвы приносили ему детей. Понимаешь, все это вот их вера, это джихад их, понимаешь, весь ислам на этом построил. Поэтому нету вот этих вот мусульман, которые, они там коранисты, не коранисты, там. Вот кто говорит, вот просто Аллаху, кто поклоняется, это уже начало, это уже, какой бы ни был он, легкий сатанист, такой вот альтернативный, не альтернативный, такой, который просто... Это все сатанизм, это все сатана, понимаешь? Нету вот легкой версии, такой версии, понимаешь? Потом эта легкая версия превращается в тяжелую версию, когда мозг уже поражается, этот вирус, короче, и превращаются они в зомби. Апокалипсис, которые бросаются на людей,
кусают, заражают своей вот этой вот тоже. Вот это вот. Пытается здесь тоже, понимаешь, вот на этом вот у нас вот тут. Здесь вот детей поставили, 42 тысячи, которые... Это дело даже нету до этих детей. Они этих детей своих впереди себя ставят и отправляют под пули, понимаешь? Или там, допустим, целое здание, они просто берут этими детьми, понимаешь, туда. То же самое вот это вот русские пришли, вот так вот начали бомбить просто по жителям, которые вот так вот, ничего, просто оборонялись. 42 тысячи детей убили, короче, там, и ничего. Знаешь, никто на это не обращает внимания, им похер до этого. Им дети в Газе, где джихад идет вот сейчас, вот там вот. Им до этих детей, до палестинских там, которые там, их родители, их сами же в жертву приносят там просто. Родили для того, чтобы рейтинги набирать во всем мире, чтобы вот это делать, отрицательную эту евреев, короче, чтобы евреев осуждали, там это. Они готовы, кого хочешь, свою маму родную принести в жертву, ради того, чтобы лишь бы ради своей идеи. Вот это, чтобы евреев, самое главное, осудили, сказали, что они неправы, они изверги. Они такие, понимаешь? Вот, 42 тысячи детей, вот, посмотри. 1 июня было, понимаешь, как говорится, День памяти. Международный день защиты детей. Где эти? Где вот эти все твари? Вот скажи вот из них вот кто? Вот покажи один из них, который сюда зашел, кроме того, что он пришел сюда брониться там это, туда-сюда, все такое. Ну там по поводу ислама только там что-то там вы все, я вашу маму, папу и так далее и тому подобное. Но они тогда и ислам туда приняли так, точно так же, им занесли ислам туда, и российские спецслужбы, и британские спецслужбы, и все остальные, неважно, кто это делал. Все пришли туда под знаменем ислама. Только вот этим наймитам, которые в исламе, вот эти вот rental killers, которые называются, знаешь, наемные убийцы. Вот эти все шанафитские, там, санафитские, там, шиефитские, короче, там. Все вот эти вот асхабы, все салафиты, все, кто там только нету там. Вот эти, посмотри, а что вот эти суфисты, они что, лучше, что ли? Колдуны Нет, эти. конечно. Колдуны эти, вот эти все, которые на ихнем позвоночнике можно любой вид ислама можно проткнуть. Вон, благодаря этим суфистам в Чечню пришел шариат. Благодаря вот этим суфистам в Дагестан пришел радикальный ислам. Начали им говорить, вот вы неправильно исповедуете, немножко здесь поменяйте, здесь это сделайте. Начинают их критиковать, начинают им говорить, смеяться над ними, понимаешь? А потом, короче, берут их, убирают и делают из этого, короче, уже другой ислам. Арслан, Такой добрый, наверное. вам надо просто пожестче там у себя этот, прям вот хорошенько пожестче там надо как бы продолжать, чтобы они перегорели, короче. Да мы доказали, ты не понимаешь, это видео. Сейчас мы будем делать, это эпопея. Эпопея, это когда идет вот как сага, сериал. Мы сейчас вот этот вот, я почему на этом настоял? Понимаешь, чтобы именно и Бхармат, и антихадис, и все, чтобы все они под единым флагом соединились. Почему я говорю, что ислам невозможно объяснить только по хадисам. От передатчиков хадисов, то, что называется Ахла Суна аль-Джама. Это только этого не хватает. Просто Корана тоже не хватает. Им надо объяснить, кто такой Аллах. Корень зла. Кто такой был этот самый Аллах? Что это за идол такой, Хубал. понимаешь? Это ж Хубал. Да, вроде. что это за идол такой? Что это за сатанизм? Что это за секта такая? Что это за культ вообще? По кому они поклоняются? Понимаешь? Сами вы откуда вообще? Вы где живете? Кто, я? 70 лет, да. Я в США живу, я гражданин Соединенных Штатов. Понятно. Да. Интересно. Да, и вот это я тебе говорю, и это сейчас, вот что такое антитеррор, да, вот как ты можешь заниматься антитеррором, когда вот эти human rights, вот эти организации, которые там по правам защиты человека, короче, когда они защищают людей, которые исповедуют вот эту вот версию ислама, которая вот это за джихад, там, понимаешь, и все такое. Как можно вообще с ними делать какие-то дела, приглашать их на Украину, чтобы они воевали за тебя, понимаешь, там, типа, давать им оружие, понимаешь? Их нельзя, с ними нигде нельзя делать, их ни в каком конфликте, даже здесь существует вот конфликт, им нельзя давать нигде опцию, нельзя им вообще давать выживать.
Слушай, а почему Нетаньяху вообще церемонится с этими, как они в Ливане, кто там Потому что он орудует? либерал. Потому что он либерал. Он принял ценности, европейские ценности. Он боится вот этих осуждений мировых. Когда здесь уже зомби-апокалипсис идет, когда уже они, понимаешь, везде отсюда, отовсюду уже начинает этот, понимаешь? Мы их можем за 1 час всех уничтожить. Час. Час и их не будет, понимаешь? Раком их всех поставить. У нас такая опция и есть. Называется опция Самсона. Понимаешь? Или там тоже они туннели сделали себе? Сидит там, играется. А у нас погибают Нет, туннели, люди, погибают в солдаты, Ливане, погибают гражданские люди. Понимаешь? в Не надо с Ливане ними туннели играться. есть? В Ливане туннели есть? Есть. Там тоже, да, построили? Да, но они не на территорию Израиля. Они прячутся там. Они базирование, просто базируют там оружие. Но они там 100-метровые, Вообще я знаю, 200-метровые. что есть определенный в США есть трафик детей. Дети пропадают постоянно там. Да, вот этот, понимаешь, они используют этих чеченцев, думают, они с ними, они им потом хорошим отплатят. Они потом их оттуда, понимаешь, вот эти, которые пришли, эти мусульмане радикальные там, типа они воюют против России, против этого. Россия тоже заигрывает с Ираном, с террористическим, тоже укрепляет, дает им оружие, обмен делает. Они все в этом погрязшие, все страны. Я в том числе и Соединенные Штаты обвиняю, которые заигрывают с Эрдоганом, а Эрдоган создал из своего государства центральную базу всех видов терроризма, которые только на земле есть. Понимаешь, относится к альянсу НАТО. Все в этом погрязли. Я вам говорю, их нельзя использовать как какую-то силу, как наймитов. Их надо истреблять. Истреблять. Просто не надо им оставлять никакую опцию выступать ни в каком конфликте. Их надо чисто целенамеренно, конкретно. Вот это моя идея антитеррора. Полностью их уничтожать. Уничтожать их просто. Ликвидировать. Так этот же Они недавно выступал же, как этот Абдалла, или как его там зовут, говорит, что типа если вы к нам загоните типа палестинцев, мы вам с вами войну начнем там, или что он там говорил. Вот в Россию потом они завели, англичане, используя Турцию, завели вот так вот, через, как говорится, через бок вот так завели, через территорию Кавказских гор, завели туда потом вот этих таджиков, вот это все, которых обучили туда-сюда, они Крокус-Сити сделали вот этот теракт. Потом тюрьмы начали захватывать там, в Ростовско-Краснодарской области, короче. Понимаешь? Они используют это через разные, понимаешь, потому что вот эти мусульмане, радикалы, джихадисты, их используют разные разведки разного мира. Единственное, кто в этом не замешан, у кого руки не грязные в этом вот пособничестве терроризма, и который не использует их как свою вот эту вот силу, да, для того, чтобы делать какие-то это Израиль. Израиль с ними не заигрывает. Понимаешь? Израиль никогда не заигрывает с террористами. Уничтожает их просто, и все. Неважно, какого они толка, какого они асхаба, масхаба, какого они этого направления. Нам до них похер, какого они направления. Крикнул Аллаху Акбар, получил пулю в лоб. Все, разговор короткий. Да. Пока ты не покажешь им силу, они приветствуют только силу, они подчиняются только силе. Когда они видят, что они их уничтожают, что они проигрывают, они верят в то, что этот вот их идол не на их стороне, он не помогает им, не помогает. Слушай, откройте... Их иман падает, и тогда они... Вот этим будулакам откройте дорогу, чтобы у них шанс был там, я не знаю, там что-то там на поле боя там высказать. Ну, сколько раз мы создавали им арену для этого? Сколько раз? Они сколько раз проигрывали уже? Понимаешь? Не, я говорю кавказским. Я говорю кавказским чувакам, там, которые хотят туда попасть. Зачем? Кавказские, зачем мы должны их... Мы наоборот делаем то, что мы делаем в интернете, для того, чтобы их спасти, чтобы они под это не подходили. Вот это наша задача. Понимаешь? Чтобы они не лишать их сразу жизни, понимаешь? А дать им выбор.
Чтобы они от этого ушли, они поняли, что это сатанизм. Для этого мы ведем эти все вещи. Потому что нам важны жизни людей. А те, которые там уже напрямую прыгают, напрямую, понимаешь, они получают пулю в лоб. Не, Моментально. я говорю неизлечимых. Я говорю неизлечимых. Потому что я видел такие вещи, когда люди из радикальных, вот таких сатанистов, превращались, обращались к Богу и становились, в конце концов, людьми, которые отказались от всего этого и стали нормальными людьми. Понимаешь? Это происходит. Но когда человек непосредственно идет на тебя с оружием, хочет тебя убить, понимаешь? Он проявляет агрессию. У тебя есть полное право его нейтрализовать и не заниматься его воспитанием. Ты понимаешь уже? Это уже... Нет, ты просто... Нет, ты подожди. Ты не видел вот этот, например, вот этот батя, который заходил. Ты не видел его эфиры, он... Да он черт, он дырявый. Он, если ты его в жизни, послушай меня, его в жизни, если он меня просто увидит, просто как я выгляжу, я его вот так вот за шкирку подниму, за воротник, пару раз его об стенку, его просто головой его или за ноги возьму, вот так вот пару кругов сделаю и об стенку его голову пару раз, чтобы она была как у этого сплюснутого, вот этой собаки, короче, как у этого французского бульдога, понимаешь? Потом подниму его голову, послушай, потом подниму его голову и скажу, и спрошу у него, как тебе было? Ты еще будешь Аллаху Акбар кричать? Ты знаешь, какие они потом песни поют? Ты знаешь, какие романсы они поют нам потом? Бабел, я про Ты меня не так понял, ты меня не так понял, извини, брат, я никогда этого не сделаю больше. Я тебе отвечаю. Я про другое говорю. Есть больные вот такие, которые ведут эфиры, постоянно одно и то же там. Я тебе говорю, 5 минут их лечить. 5 минут – это излечение от ислама. Я тебе говорю, каждого из них, если вот так вот взять, это 5 минут лечить. Они сейчас будут это слушать и будут это отрицать. Не, я такого не сделаю. Я не откажусь. Я того маму имел, кто, я тебе говорю, если не откажется, он за 5 минут со мной разговора. Выебу просто, я тебе говорю, на месте, на глазах всех же его друзей, его родственников. Раскричался. Я тебе про другое говорю. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Ты позаходи к нему каждый день, вот он эфиры делает. Ты не поймешь, пока сам не зайдешь туда, хотя бы 2-3 дня не посмотришь, что он там говорит, и как он это все повторяет каждый день. Какой он там контент выставляет и все такое, как бы. Я вообще удивляюсь. Вот этот чувак, этот батя, на что он живет? Он вроде в Европе находится. Он там работает, не работает, на пособиях сидит. И вот такими вещами занимается. Бабел что, не заметил, что ему отключили этот микрофон, что ли? Кто-то мне отключил, да, кто-то мне отключил. Ты что, до сих пор говорил, что ли? Не, я не говорил ничего. Просто услышал, что ты говоришь, что кто-то мне микрофон отключил, я включил его. Заткнись, блядь, заебал ты, блядь. Подождал, пока Вендетта уйдет, и этот заходит. Да. Гюзар, что ты меня посылаешь? За что? Что я тебе сделала плохого? Да, не обращай внимания, я тебе сказал, не надо, просто делай мяу. Просто делай мяу. Мяу делай и все. Ничего не обращай. А что значит Гюзар? Это на чеченском, да? Что это значит? Это значит, что Гузар... Да, мы тебя слушаем. Говори, Гульчатай. Матерей, бля. Давай, говори, Гульчатай. Чепушило, давай проверим. Давай проверим. Давай проверим, что ты как мужик стоишь. Давай проверим, что ты как мужик стоишь. Он уже вот я еврей. Он уже кафир, потому что его религия не дозволяет оскорблять матерей. Дьявольская его религия.
Все они крутые, они на словах все крутые. На словах он Лев Толстой, а на деле хрен простой, понимаешь? Мой брат по-другому говорил. Вместо хрена. Он еще один пришел, короче. Вот с вами говорю, я и в реале такой. Понимаете, я с вами церемониться не буду, клянусь Ты в Аллахом. реале, ты хуй, блядь, Если я тебе говорю, вас ты в кого-то реале увижу в дырявый. реале, Ты дырявый, наверное, ты, это будет... ты с таким, как я, столкнешься, тебе жопу порвет, пидорас. окей, да, пиздец, бля, да. Ты уже кафир, Гульчатай. Иди отдыхай. Алло. Алло, да, внимательно слушаю. Доброго времени суток. Да. О чем Доброй ночи. общаетесь? О кафирах. А, Вы мусульманин? Алхамдулилlah. А что, кроме кафиров больше нету? Ну, кафиров много стало в мире. Пускай будут. Что тебе мешает? Говорят, Ахлю Сунна уже пару процентов осталось. Пускай говорят, что хотят. У меня вопрос, Джонни. Шииты кафиры? Откуда я знаю, кто? Не у того спрашиваешь. Тебе В нужен какой-то... В Афганистане кафиры? Он с Казахстана по-любому человек. Мулла. Тебе мулла нужен? Не, я спрашиваю твое мнение. Кафир, что это означает? Неверный. Кафир, кафир это... Не, кафир это означает... Ты не ребенок, ты должен понимать. Не, смотри, кафир означает это, когда неправильная акида. Когда неправильная акида, это значит кафир. Заблудший мунафик. Вообще не может быть. Ты какой-то игиловец, по-моему. Вы знаете, как на иврите? А вы знаете, как на иврите будет? Акида другая, это не значит неправильно. А вы знаете, как на иврите будет кафир? Знаете как? Кофер. Кофер. Да. Кофер. Кофер, да. Да. Не кофер, да? Джонни, а вы откуда? Вы из Казахстана? Не, горный аул Котлаш, Секим-Котахский район. В общем, далеко. А, ты из Секим-Котахского района? Да. А это где? Это вот... В горах. Горный аул Котлаш называется. Да, Котакваш. Вы хоток кашу кушаете? Хоток каш. Хоток каша. Мы импортируем для вас. Завод здесь. Бро, без обид, ну вот это слово, как бы, да, ну для вас же и придумано. Побел, там внизу тебе написали, посмотри. Мне? Да. Мы... Извиняюсь. Бля, в жизни еще не было такого сунт эрдят, хочу я звушик. Гульчатай. В смысле, я не понял. Гульчатай. Гульчатай, завтра на свиданку придешь к работе. Да. Гульчатай, завтра к работе придешь. Герой, да. Давай в любую точку, давай. Молочка выпей и иди спать. Я к тебе приеду, ты скажи шутку, я к тебе приеду, я в Европе часто бываю. Скажи мне, где ты в Европе, я тебе, блядь... Тогда последний раз, наверное, окажешься. Братан, этот, который в Европе часто бывает, возьми меня один раз с собой, все, один раз я там останусь. Мне часто не надо, только один раз возьми, пожалуйста. У вас 10 человек меня тут свяны знают, никто не хочет ко мне прийти, бы сразу ментов зовет, его. Че вы вообще тут пиздите? Каких ментов? Нахуй ты кому на тебя еще ментов звать, позориться, раз? Так ты... Ничего не говорят, ты старый, бля, закройся, бля, ментов, иди за своими детьми. А вот ты старым называешь, чепушило, блядь. Алкаш, блядь. Я тебя, блядь, из тебя соки выжму, вот так вот тебя, как тряпку выжму тебя. Кушек, ты чекушек. Дырявый ты, блядь, сука.
Дырявый. Дырка, блядь. Вонючая дырка. Короче, мне говорит, ты Кадырову, говорит, сообщение. Элви, Говорит. привет. Я говорю, какое сообщение Кадырову, бля, вообще? Торетто, блядь. О каком сообщении ты говоришь? Ну, они то, что ты специально его там... придумывают, мне кажется, фигню всякую То, пишут. что ты его там, что-то там перехватитель, я уже не помню. Ты что-то там говорил про Здесь, что ли? Кадырова. Когда я разговаривал на каком-то из этих сайтов, что ли? Да я не помню, ты что-то говорил про Кадырова. Там, что ты что-то Да. сделаешь. То, что я ему отсюда говорил, типа, если он слышит, да. А что, где он еще? На таблетках еще пользуется пока? Нет, ты подожди, говорил же, Тузика отправишь Кадырову или что ты там Тузик, говорил? братан, Тузик в процессе, я вам реально говорю, депортации. У Тузика начался этот процесс экстрадиции. Сейчас подожди, дойдем, это поэтапная вещь. Сейчас он получит скоро. Получит письмо домой. Вот это приветствую всех, вот это результат реально, вот это я понимаю, все правильно, вот так должно быть со всеми чурками, вот этими мракобесами, зомбированными, зомби, короче говоря, которые говорят и на чеченском, и на русском, и на местных языках в Европе, говорят и прикидываются всеми масками, знаешь. Их надо... Ни один слова не сказал сегодня за вот эти 42 тысячи детей. Ни один из них слова не сказал, понимаешь? Ни один хорошее слово, чтобы что-то прийти сказать, осудить. Никто не сказал, никто, никому дела нет. Понимаешь, это наши дети. Это наши дети только, наши. Понимаешь? И все, больше ничьи. Вот ради У них... будущего детей и ваших. Сидит он тут, герой, короче. А на деле, короче, его за шкирку возьмешь, пару раз об стенку головой ударишь, он будет говорить: я, брат, я не это имел в виду, я не это... Слышь, Бабел, ты чеченец, ты кто по нации? Чеченец я, коренной, и по отцу, и по матери. Я из Бинойского тейпа. Из Биноевского тейпа, да? Да. У меня вопрос, вот, если ты чеченец из Биноевского тейпа. Можно вопрос к чеченцу из Биноевского тейпа? Задавай вопрос. Бабел, это очень такой вопрос, который всю жизнь меня интересовал. Наш тейп захватили, братан, наш тейп захватили. Смотри, а у меня вопрос. Правда, что ваше племя тейпа Биной выстрелило из самой, как его? Из этой пушки, из деревянного дерева. Во-первых, не племя, соседнее село. Большая разница. Ты сначала научись разговаривать. Племен нету, есть рода там на Кавказе. Да, ну научись, не научись, это уже по-разному. На русском это переводится как... На русском не, это у переводится... каждого народа по-разному, поэтому... На русском это переводится колено или клан. Колено, клан. Вот, типа. Смотри, я слышал, что вы из дуб дерева сделали пушку и, в общем, выстрелили в соседнее село. И пушка взорвалась на месте, и один жив остался, и тот сказал: ничего себе, если здесь, то там вообще село, наверное, стерли. Тот-то на дереве говорят. Не, говорят, это реальная история, вот типа Биной это делал. Это знаешь что? Это слухи распространяют такие специально, чтобы хаха ловить, короче, знаешь. Не знаю, я давно еще в детстве это слышал. Не было такого. Не деревянной пушки. Не деревянной пушки. В 90-х. Не, я верю, что не было, то есть не говорю, что не отрицаю, просто не говорили, это реальная история. Бабел, твой Кент вернулся. Тем более, чтобы еще по своим выстрелили. Твой друг пришел, который пошел с самой красивой женщиной разговаривать. Вы меня слышали, значит, да, это работает. Это Араб. После того, как ты поговорил со мной, я вообще удивляюсь, как слово адекватность вообще, что выходит из твоих уст. А я что-нибудь плохое тебе говорил? Я ж тебе объяснил, что ты наделал, а ты продолжаешь. Я ж тебе сказал, что тебе это не поможет. Я тебе что-нибудь плохое говорил?
Нет, Я да, тебя говорит, оскорбил? не, Я тебя меня нет, оскорбил? меня ни разу, как и я тебя. Ну, а в Я же чем тебе проблема? говорил, я же тебе говорил, проблема знаешь в чем? Тогда получается проблема в следующем. Если верить психологии, ты лгешь, ну, ты врешь самому себе. Почему? Потому что я считаю, когда человек говорит искренне, его слышно. Ты говорил искренне. Игорь, почему-то я за все время ни разу не услышал адекватного ответа, когда я задал вопрос. Пошел Я поток шучу. интересных мыслей. Насчет того, что ваш пророк шестилетнюю заникяхал, в 9 лет Вот, да. с ней Я это тебе PDF сделал? объяснил. И знаешь, что я нашел интересное? Такую вещь интересную, как одну из вещей, которых я рассказывал, а ты не помнишь ни одной. Я тебе сказал, я 3 назвал, ты еще тогда забыл. А сегодня тем более не вспомнишь. Одну из интересных вещей Давай напомни. даже в чат GPT. Не, зачем, бро? Зачем? Ну, Скажи, зачем? напомни. Зачем? Напомни. Зачем, если тебе наплевать? Тогда не лги самому себе. Ты Не, я когда не лгу. Я ты честный. убежденный. Не араб, ты убежден. Вот честным может быть. Не спорю, я тебя не знаю. Но в том, что ты убежден, это как бы, ну, было бы глупо противоречить. Ты убежден в этом, что так оно и было. Да, я убежден. Потому Вот. что ваши хадисы так пишут. Я их читаю и убеждаюсь. Тогда говорю тебе. Вот тебе противоположность самому себе. Скажи, пожалуйста, ты воспринимаешь хадисы как исторический факт или нет? Как вот документально? Я воспринимаю То есть хадисы, они- знаешь как? Подожди. Как? Подожди. Этот хадис. Тебя так устраивает? Ученый, назови одно имя ученого. Ну, Фулей 4 масхаба. Тебе не хватает 4 масхабов главных? Скажи, пожалуйста, для тебя они ученые? Ну, масхабы, 4 масхаба, все мусульмане практически, кроме там шиитов и... Мусульмане, я за тебя спросил. Для тебя Слушай, тебя не слышно. Разговаривай, Вас пожалуйста. не слышно, да. Ты как будто там с 10 метров разговариваешь. Дунядар, ты не переживай, можешь приблизить к себе телефон. Ничего плохого не будет. Он где-то едет, по-моему, поэтому его не слышно. Он в горах доставку делает. На Дурдаше, наверное. Да, ты бы лучше за дорогой следил, а то... Хотя страховая выплатит тебе. Там неплохо выплачивают. Я права была. Ничего от меня не скроешь. Сейчас нормально меня слышно? Вот сейчас, да. Ребят, Более не менее. Ты не согласен с моим ответом? Не, он уже ушел. Соскочил. Ну, попытку сделал. Вот он, слушай, Да с ну ним все интересно. понятно, он такой. 4 масхаба для него не авторитет. Интересно. Он пошел опять с женщиной разговаривать. Самый красивый. А вот теперь меня слышно? Да, Дунядар, Классно. я правильно тебя понял, что ты 4 масхаба не признаешь? Неправильно ты меня понял. Я задал вопрос, и он тебе был понятен, но ты говоришь, правильно ли я тебя понял. Я спросил тебя, эти 4 масхаба являются ли для тебя учеными? Но если их практически 99% мусульман признают учеными Не важно, кто суннитского, признают, но ты можешь суннитского сказать, для течения. тебя лично. Ну, 1000, да, там, я не знаю, Смотри, миллион, Дунядар. десятки миллионов, прости, сотни Дунядар, миллионов людей знаешь, в сейчас чем считают разница? украинскую войну священной войной. Вот,
Ну, что ты тоже... А масхабы, когда были, там людей столько даже не было. Смотри, это Масхабы, разные когда вещи, жили, ты население, на специально население... путаешь. Нет, я не путаю. Ты говоришь, ты если специально они смешиваешь. считают. Тут тоже считают. Ты считайся с аргументами, брат. Аргумент прав. Давай я правда. тебе аргумент дам, подожди. Ты, может, на один Смотри. вопрос не ответишь, как бы, Смотри. потому что ты сейчас скажешь нет, то есть против самого себя идешь. Скажешь да, Можешь не идешь перебивать? плывешь по течению. Нет, А ты за не меня не перебивай. надо отвечать, да или нет? Я сам отвечу, не нужно за меня Окей, отвечать. давай. Смотри, основа всех мусульман – это 4 масхаба. Мне не нужно как бы самому что-то знать, не знать, как бы, так как все мусульмане признают их авторитетом, можно сказать, то мне этого Слово «все» достаточно. было неуместно. Нет, не все. Ну, ты не мусульманин, поэтому я туда тебя не включаю. Даже меня убери, ладно, я не мусульманин. Хотя не тебе решать. Бог решит, кто Не. мусульманин, кто нет. Не, Еще раз так говорю, как, так как не ты надо их не говорить. признаешь, значит ты кафир, как бы, так как ты их не признаешь, так как они подожди. все по сунне, Ну, так для как они одного все мы- по сунне делали. Ну, тогда нужно признать тот факт, что и ты кафир. Так бы я ты и тоже говорю, я не заблудился. мусульманин. Если они правы, так я то не ты мусульманин. Нет, Если они я правы, не то- мусульманин. Не, подожди. Так, вот, ты не Ты мусульманин, кафир. ты кафир. Так ты смотри, ты, будучи мусульманином, кафир, а я не мусульманин. Значит, Поэтому я получается, не правильно, кафир.